состоянии сосредоточиться и думать сосредоточенно о Говинде, тогда у него пропадет интерес ко всему остальному. That's the idea of Ekadasi, is to increase one's contemplation on Govinda. Таким образом, весь смысл Экадаши заключается в том, чтобы увеличивать свои размышления о Говинде. Now, of course, we have this material body, it has wants, and it also has demands, which are quite clockwork, quite regular. И безусловно, что у нас есть тела, и у этих тел есть определенные запросы, которые оно от нас требует чего-то в течение дня. So it's not so easy to dismiss eating and sleeping, because they're quite regular activities that we do every day. И очень сложно пропустить какой-то прием пищи или сон, поскольку тело уже привыкло получать какие-то такие вещи на регулярной основе. However, one can gradually do this. Но если мы будем постепенно пытаться это делать, It depends upon your active absorption in Krishna consciousness. это все зависит от того, насколько вы активно погружены в сознание Кришны. If one is actually habitually regular in hearing and chanting in the evening hours, Если человек привыкает к слушанию и воспеванию в вечерние часы, which many of us are not, which many devotees are not, чего многие преданные не делают, then if one is actually habituated to hearing and chanting in the evening, you just simply continue it, that's all. то есть если человек он уже привык слушать и воспевать вечером, тогда единственное, что ему остается, что ему нужно делать, это продолжать. Now, if you were attached to eating 2 times a day and regularly, Если вы в обычные дни едите 2 раза в день, then eating only once on Ekadasis is not a big accomplishment. тогда если вы едите в Экадаши 1 раз, то это небольшое достижение. If for health reasons you fasted 1 day, Даже ради здоровья можно попаститься 1 день. you've seen that you didn't die the next day. И вы можете увидеть, что на следующий день вы еще живы. So it's not a big deal to fast 24 hours. Так что поститься в течение 24 часов – это не что-то такое необычное. In fact, it's quite good. It's good in terms of bodily health to do so. И на самом деле, даже с точки зрения тела, неплохо бы этому следовать. If your metabolism is very bad, Если ваш обмен веществ плох, if your system needs a cleansing, it's quite good. если ваше тело требуется какая-то очистка, то вполне неплохо попаститься. If you have a very heavy gastric fire, Но если у вас очень сильный огонь пищеварения, if you have a very weak constitution that requires something all the time, и если у вас такая слабая конституция, которая требует постоянно какой-то пищи, they may have a more difficult time. тогда у вас трудные времена. I know one sannyasi that used to do Ekadasi very rigorously. Я знаю одного саньяси, который проводил Экадаши очень таким правильным образом. But as he turned 50 years old, then the doctors told him that you have an ulcer if you don't eat something. Но когда ему перевалило за 50, врачи сказали, что вы не можете так продолжать, вы должны что-то есть, в противном случае у вас будет язва. So he eats some fruits 3-4 times on Ekadasi. Поэтому в Экадаши ест там 3-4 раза фрукты. He said, I just take very small amounts. Но в небольших количествах. He said, enough to put in my hand. То есть достаточно пригоршни, то есть одну пригоршню можно. Just throw it in the mouth and continue chanting. Только закинуть что-нибудь в печку и продолжать He says, that's what he does. повторять. Это лучшее, что он делает. Because the basic idea is to take your fire of digestion and tell it to be quiet and leave you alone so you can hear and chant about Krishna. Смысл в том, чтобы заглушить как-то ваш огонь пищеварения и продолжать дальше воспевать Кришне. So, other devotees who don't have any gastric problems, they simply ignore it altogether. Но те преданные, у которых нет проблем с желудками, они забывают вообще про еду. And Vishwanath Chakravarti Thakur alludes this. И Вишванат Чакраварти Такур говорит это. He mentions that in Bhagavatam that just like you see women and men on the street all the time, it doesn't agitate your mind, lusty affairs. So in the same way, a person can see food
all the time during Ekadasi, and if he's fixed on fasting, it doesn't bother him. Подобно тому, что мы можем видеть женщин на улицах, это не возбуждает ваш ум. И точно так же, если человек, он принял решение поститься на Экадаш, что даже если он будет соприкасаться, видеть какую-то пищу, то это тоже не будет беспокоить его. Now this Ekadasi is special because the Lord, Vamana Deva, appeared. Это особый Экадаши, поскольку some people say tomorrow, some people say today. Особый Экадаши, поскольку в этот день также явился Вамана Дев. Некоторые говорят, что он явился на следующий день, некоторые говорят, что в этот день. The reason is because for any ritualistic activity, any procedure, any observance for purification, if one remembers the Supreme Lord Vamana Deva, even if you have mistakes in the execution of that ritualistic activity, it'll be adjusted. И очень интересная вещь, что если человек, он занят какой-то ритуалистической, религиозной деятельностью, и он при этом, может быть, допускает какие-то ошибки, то если он будет во время проведения этой деятельности помнить о Вамана Деве, тогда последствия этих ошибок во время ритуала, они будут исправлены. So by remembering Vamana Dev, our imperfections can become adjusted. They can become all right. The Lord can make it perfect. И благодаря тому, если человек будет помнить Вамана Деву, тогда все наши какие-то ошибки и погрешности Господь Вамана Дев исправит. This means 365 days a year, not just simply Parshva Ekadasi and the next day. Это значит, что мы должны помнить Вамана Деву 365 дней в году, а не только на Паршада Экадаши или День явления Вамана Дева. Thus, Ekadasi is a day for hearing and chanting more about the Lord anyway. Но так или иначе, Экадаш это день, когда мы должны больше слушать и воспевать о Кришне. Even for those who say that tomorrow is appearance day of Lord Vamana Dev and not today, it doesn't hurt one to hear and chant about Vamana Dev on both days, just to make sure. Даже те, кто говорят, что день явления Вамана Девы завтра, а не сегодня, нет ничего дурного в том, что если мы будем поговорим о нем и сегодня, и завтра. So, with that in mind, although my seminar is supposed to be talking about Krishna and Balarama, so we'll talk about Vamana Dev for the next 2 days. И несмотря на то, что тема моего семинара Кришна, рассказы, беседа о Кришне и Баларамы, сегодня и завтра мы поговорим о Вамана Деве. And it'll purify us. И это нас очистит. Okay, so we'll just hear and chant. Итак, мы просто будем слушать и воспевать. Text number 1 of 8th canto, chapter 18, verse 1, about the appearance of Vamana Deva. Итак, мы будем читать Шримад Бхагаватам, 1 стих 18 главы 8 песни Шримад Бхагаватам. В этой главе описывается явление Вамана Девы. Shri Shuka Uvacho Etama Virin Sastuta Karama Viraya Pradurba Bhuva Vamratabur Adityam Chaturabhuja Shankhagadabja Chakram Pishangavasa Nalinaya Dekshana. Shukadev Goswami said, Шукадева Госвами сказал, after Lord Brahma had thus spoken, glorifying the Supreme Lord's activities and prowess, the Supreme Personality of Godhead, who was never subjected to death like an ordinary living being, appeared from the womb of Aditi. Шукадева Госвами сказал, после того, как Господь Брахма произнес слова, восхвалявшие деяния и доблесть Верховной Личности Бога, Всевышний Господь, который, в отличие от обыкновенных живых существ, не знает смерти, явился в этот мир из лона Адити. His 4 hands were decorated with a conch shell, club, lotus, and disc. He is dressed in yellow garments, and his eyes appear like the petals of a blooming lotus. В его 4 руках красовались раковина, булава, лотос и диск. Он был облачен в желтые одежды, а глаза его напоминали лепестки цветущего лотоса. Commentary by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The word Amrita Bhu is significant in this verse. В этом стихе особенно важно слово Амрита Бху. Amrita Bhu means who has taken birth in nectar. Амрита Бху означает тот, кто родился из нектара. This is the Supreme Personality of Godhead. Это Верховная Личность Бога.
He's the Supreme Personality of Godhead is extremely powerful. И Верховная Личность Бога чрезвычайно могущественна. And because all the material energy emanates from Him, И поскольку вся материальная энергия исходит из Него, certainly the Lord's appearance is greater than just ordinary nectar. Значит, Господь родился не из просто обыкновенного нектара. In fact, to say that He appeared from nectar is kind of like an insult. И даже утверждение, что он рожден из нектара, это своего рода оскорбление. Because nectar in the material world is nothing compared to the Supreme Lord. Поскольку нектар этого материального мира – ничто по сравнению с Верховным Господом. So, Amrita Bhu in the word for word says, whose appearance is deathless. Амрита Бхух в пословном переводе означает, что он бессмертен, он родился бессмертным. He appears of his own desire to please his devotees. Он явился из своего собственного желания удовлетворить преданных. He was prayed for that the demigods are concerned that Bali Maharaj has usurped the kingdom of Indra. И он родился по молитвам, поскольку полубоги обратились к нему, поскольку Бали Махарадж, он занял трон Индры. So they all prayed to the Supreme Lord to come and rectify the system. И все полубоги молились Верховному Господу, чтобы он пришел и исправил положение вещей. But what is different here in this pastime is that Bali Maharaj is no ordinary demon. Но что особенно в этой игре, то что Бали Махарадж не был каким-то обычным демоном. It's like his daytime job. Это его было такие дневной работой. His government opposed, but actually he's a devotee. Это просто его было такое административное положение, но в душе он был преданным. And his devotees hear and chant in the morning and the evening, and that strengthens their daytime job. Если преданные слушают и успевают утром и вечером, это делает их сильными в период их работы. So similarly, Bali Maharaj was absorbed in Lord Vishnu, even though the people that he was ruling over were not. И точно так же Бали Махарадж он был погружен в размышления о Кришне, хотя его подчиненные не были таковыми. So just like so many businessmen exist in Russia, and their workers in their factories or in their business enterprises are not necessarily devotees, but still they manage them. Точно так же, что как в России существует множество бизнесменов, преданных, и их, так сказать, служащие, их работники, они не обязательно преданные, но тем не менее они управляют своими предприятиями. The word Amrita Bhu refers to the Lord that He's deathless, although He's appeared. So it just shows the good fortune of the demigods who saw the Supreme Lord. И слова Амрита Бху означает, что Господь, Он бессмертен, хотя Он явился в этом материальном мире. И это большая удача для полубогов, что они смогли увидеть Его. One has to be, Prabhupada says in the purport, one has to be very intelligent to understand the Lord's birth. И Прабхупада говорит в комментариях, что человек должен быть достаточно разумным, чтобы понять рождение Господа. Now, one who understands the Supreme Lord is deathless, one who understands that, they also become deathless. И тот, кто понимает, что Верховный Господь, Он бессмертен, тот сам становится бессмертным. This is the idea of hearing and chanting about the Lord. И в этом смысл слушания и воспевания о Господе. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, all of us here are present in this world for a very short time. Что все мы, присутствующие в этом мире, находимся здесь совсем недолго. If the body wears out by constant discourses about Lord Hari, then our efforts in this world will be crowned with success. Если наше тело стареет в беседах о Кришне, тогда в конце жизни мы достигаем успеха. And he said, и он сказал, physical disease with Harikatha is preferable
to physical fitness without Harikatha. И он говорил, что тело, больное тело, которое мы используем в Харикатхе, гораздо лучше здорового тела, если нет Харикатхи. Now, this doesn't mean that we should work like dogs until we drop dead. Это не значит, что мы должны работать как собаки, пока не помрем. However, you should talk about Krishna, Gauranga, Vamana Dev while you do any work. Однако мы должны говорить о Кришне и Гауранге во время своей работы. Because we're all working, but the body is dying. Мы все работаем, но тело умирает. We're not going to stay here. Мы не останемся здесь навечно. Neither is the result of our work going to stay here. И также результаты нашей работы не будут вечными. Neither are the relatives and friends that we're working so hard to maintain with our work is going to stay here anyway. А кроме того, ни наши друзья, ни наши родственники, ради которых мы работаем, не будут жить вечно. Neither are the relatives and people that we work hard to maintain really dependent on us. Более того, даже те родственники и друзья, ради которых мы работаем, которых мы поддерживаем, они не зависят от нас. Suppose we died. Допустим, мы умрем. Whoever you're working hard to maintain will still go on somehow. Но тем не менее, те, кого ради поддержания кого мы работали, они также будут продолжать жить. Their duration of life is dependent on their karma, which is not yours. Их продолжительность жизни зависит от их кармы, а не от вас. Of course, your karma may be entangled with some other people, but that doesn't mean it's hopelessly entangled. Но, безусловно, их карма может зависеть в определенной степени от вашей кармы, но не так, что в абсолютном смысле. So, what we should do is entangle our mind in the lotus feet of the Lord by chanting His holy names. That's the easiest process in Kali Yuga. И что мы должны делать, это так, чтобы наш ум, он запутался в лотосных стопах Верховного Господа. И это то, что мы должны делать в Кали-югу, и то, что является самым простым для нас. And because Krishna is Bhaktavatsala, He's very affectionate to the devotees who love Him. И поскольку Кришна является Бхакта-ватсалой, он очень привязан к преданным. He gives Himself more to His devotees who chant His names than otherwise. И он отдает себя в большей степени преданным, которые воспевают его имена, нежели кому-либо другому. Just like the word vatsa means calf. И слово ватса означает теленок. It means like vatsalya. It means the vatsalya. It means the condition of having a child. И ватса али означает иметь ребенка. The idea that we are the children of God, we're maintained by God. That's understood in all religions. И смысл этого в том, что мы все дети Бога, и Он поддерживает нас, и это признается во всех религиях. But the point is that ultimately the grace and ability that human beings have to work hard, to be successful, is coming from the Supreme. И точно так же, что наша способность поддерживать, работая кого-то, тяжело трудясь для поддержания кого-то, она исходит из Верховной Личности Бога. As Mukunda Mala says, как Мукунда Мала говорит, Yatakritam yatkarasyami tatsarvam yanmayakratam tvayakratam tufalabuk fameva madhusudana. O dispeller of wicked demon Madhu. О убийца злобного демона Маду. Whatever I can do in this world, or whatever be able to be done by me in the future, is not done by me, but by you. Все, что я не делаю в этом мире, и что бы я не смог сделать в будущем, все это делаю не я сам, а только ты. That doesn't mean that we become lazy rascal. Это не значит, что мы должны быть ленивыми разгильдяями. Krishna, Vamandev, Gornatai, they become like what the Soviet Union was. You know, I pretend to work and you pretend to pay me. Это не так, что мы сделаем из Шиши, Горнитай, из Кришны что-то вроде бывшего Советского Союза. Я делаю вид, что я работаю, а вы делаете вид, что вы мне платите. It's like as if it is hallucinatory, you know, like. Это не какая-то галлюцинация.
are working and our salary is all illusory. It's just ethereal. We don't know where it's coming from. Вот, не то, что я там не работаю, какая-то приходит зарплата из эфира откуда-то, из никуда, из шляпы фокусника. No, you can work hard, you can be, entrepreneurial, you can be active, you can be. То есть вы можете так усердно трудиться, вы можете вводить какие-то инновации, чтобы все было эффективно и так далее. But you can be detached at the same time. Но в то же время вы можете быть отрешенными. You can only do that genuinely if you're attached to the Supreme Being. Но искренне вы сможете это сделать только в том случае, если вы привязаны к Верховному Существу. And the proof of that is in reverses. И все это можно проверить во время каких-то превратностях. Because that's what Krishna does sometimes. Это то, что иногда Кришна делает. As long as a devotee hears and chants, the Supreme Lord gives the brains how to exist. Если преданный слушает и воспевает, то Кришна дает ему мозги, что и как делать. And if there is any reverse, then the Supreme Lord also gives intelligence to the devotee how to exist in those circumstances. И даже когда преданный попадает в какие-то превратные ситуации, Кришна дает ему разум, как выжить в этой ситуации, как в ней существовать. So in this way they can transcend that difficulty. Таким образом, преданный может преодолеть эти трудности. There's pain in any case. As long as we have this body, we're going to be in pain. Боль, она всегда будет присутствовать до тех пор, пока мы находимся в этом материальном теле. That's guaranteed. Это гарантировано. Some people said that the only guarantee for in this world is death, taxes, and lost data. Lost data. Lost data. Death, taxes, and lost data. И вот есть такая шутка, что единственное, что в этом мире гарантировано, это смерть, налоги, а также утеря данных в компьютере. So in any case, from up top, not sure. So in any case, on Ekadasi, в любом случае, в Экадаши, that is the day where we should hear and chant more. Это день, в который мы должны больше слушать и воспевать. Now, if you do so, your consciousness is heightened. Если вы будете делать это, тогда ваше сознание будет возвышаться. Astrologically speaking, this day was considered to be a phase of the moon which was very agitating to the senses. Если говорить с точки зрения объективной реальности, логики, то в этот день Луна находится в фазе, когда ум в большей степени возбужден. Therefore, because in order to keep the senses a little bit subdued, и для того, чтобы как-то справиться, обуздать эти чувства, they didn't supply it with foodstuff. Их, так сказать, держат подальше от пищи. And instead, this time was saved by hearing and chanting. И вместо этого у нас появляется время для слушания и воспевания, which is a superior type of food. Которое является пищей высшего порядка. Just like any person who has got a very old body knows. И как все пожилые люди знают, that nothing else, as the body breaks, nothing else digests but Harinam and Charanamrit. Когда тело уже начинает разрушаться, ничего не переваривается, кроме Чаринамриты и Святого Имени. So you might as well practice. И поэтому Ekadasi is an opportunity to practice this. И поэтому Экадаши является хорошей возможностью для практики в этом. Try to live a little closer to the Supreme Lord. Постараться жить поближе к Верховному Господу. This is called upavasa, residing upward. И это называется упаваса, жить выше. Now in India, when people die, their relatives take out announcements in the newspaper. И когда в Индии кто-то умирает, то родственники, они помещают объявления об этом в газетах. Just to notify the company employees or their distant relatives.
чтобы владельцы компании и какие-то дальние родственники, они узнали об этом. And the newspapers have like some general things that they generally run, and they just throw it at the people. Would you like us to state this, you know? They ask your opinion. Would you like to state this? Yeah, that sounds okay. All right, we'll put it in this size and we'll state it. You know, it's just like a standard thing they do. All you have to do is put the name of your relative that left, and that's all. Maybe a photograph, you know, that's all. И вот это стандартные вещи, которые публикуются в газетах. Единственное, что вам там уже все как бы подготовлено, все макеты. Единственное, что необходимо, это только подставить имя, которое кто там умер, может быть, фотографию его поместить. You supply the name and the photograph, we do the rest. Просто дайте нам имя и, может быть, фотографию, все остальное мы сделаем за вас. Now, and there's also an unwritten rule that after somebody dies, nobody should say anything bad, even if the guy was a rascal. И общепринятое правило, что если кто-то умирает, никто о нем ничего плохого говорит, даже если он был негодяем номер один. So you read about it in the newspaper, XYZ, black marketer, you know, adulterator, adulterer, like that, woman hunter, drunkard, went to his heavenly abode, like И that. вот и там где-нибудь говорится, вот такой-то, там паршивец, охотник за женщинами, обманщик, мошенник, отправился наконец на небеса. Right, and people look at it, they're not going to say anything. И люди смотрят на это, и они даже ничего не говорят по этому поводу. Because when they look at the newspaper, they go, well, nobody believes it anyway, and I certainly don't believe this. И они говорят, мы в любом случае этому не верим, я вообще ничего не верю. It just sounds good for the relatives, that's all. Но это всего лишь для родственников, чтобы для них это было приятно. And it helps the press treasure, the paper's bottom line, the paper's financial position. Но это также дает определенные доходы газетам. But actually, that's what the goal of life is, to go back to the heavenly kingdom, to go back to a higher state of existence than this body. Но смысл человеческой жизни как раз в этом заключается, чтобы в момент смерти отправиться в более высокое положение, там, на райские планеты или еще куда-то. But the reality is very few human beings devote significant amount of time to the absolute truth, to actually try to attain that position of amrita, amritataya kalpate, the path of liberation. Но реалии таковы, что очень немногие люди, они строят свою жизнь так, уделяют какое-то время в своей жизни тому, чтобы в конце жизни достичь, чтобы интересоваться абсолютной истиной, чтобы в конце жизни достичь какое-то положение амрита, то есть какого-то вечного положения или более возвышенного положения. It's more than just working hard for a good cause. Это не просто работать тяжело ради каких-то благих дел. It's called achar, vichar, and prachar. Есть ачар, вичар и прачар. Your example should be good. Вы должны показывать хороший пример. What are you thinking about? That should be good. И то, что вы думаете, и то, о чем вы думаете, и вы должны думать о хорошем. Now, it's easy for us to say that, but how do I know what you're thinking about? Это, конечно, легко сказать, но как мне знать, о чем ты думаешь? Unless I'm a mind reader or something like that. Пока я не какой-нибудь экстрасенс. Generally, what's on people's mind is what they talk about. Но обычно то, что у людей на уме, то у них и на языке. So that's one indication. That's not all indications, but it's one. И это один из показателей. Это не так, чтобы абсолютный показатель, но один из них. If something you're absorbed in, you talk about it generally a lot. Обычно во что человек погружен мыслями, о том он много и говорит. If you're relishing it, it comes out of your mouth, and that's preaching. Если вы чем-то наслаждаетесь, то это и будет, вы об этом будете говорить во время проповеди. Now, why would Vamanadeva make everything all right? Почему же Вамандев так все делает все правильным? The Supreme Lord is Adhokshaja. He is inconceivable. Верховный Господь Адхокшаджа непостижимый. We can't understand His plan. Мы не в состоянии понять Его планов. See, on one hand, Indra is a Sakama Bhakta. He is a devotee with
a responsibility in the universe, he has many material desires. И с одной стороны, Индра является Кама Бхакта, и он является полубогом, наделенным определенной ответственностью, и у него есть материальные желания. And on the other hand, you have Bali Maharaj, who is in charge of the army of vandals, of thieves and rascals, and yet he's a devotee. Но с другой стороны, мы видим Бали Махараджа, который возглавлял бандитов, воров, вандалов, но и при этом он был преданным. So it's a tightrope. The Supreme Lord, who is known as Bhaktavatsala, is walking a tightrope. Tightrope, you know, there's like a circus driver. И вот Вамана Дева, который является Бхактаватсала, он такой, он шел по вот натянутому канату. Both of them are his children. И тот, и другой были его детьми. Both of the adversaries are his children. И оба оба противостоящих личности эти, они были его детьми. In the material world, we're forced to take sides. И в материальном мире мы вынуждены принимать чью-либо сторону. But here, the pastime of Vamandev is a victory for compromise. А вот в этой лиле с Ваманадевом победил компромисс. And it shows that how, but actually, although it looks like it's a compromise, you know, Indra gets his kingdom back, you know, like that. И хотя это выглядит как компромисс, поскольку Индра получил назад свое царство. Externally, he gets all the material goodies. Итак, внешне он получил все материальные блага. But actually, Bali Maharaj didn't lose. Но в действительности Бали Махарадж ничего не потерял. No, actually he was pushed down by the step of Vamanadev, the third step of Vamanadev down to Sutala. Более того, третьим шагом Ваманадев поставил на него свою стопу, и он провалился на Суталу. And that planet was more beautiful than any other heavenly planet. Но эта планета более прекрасна, нежели любая небесная планета. The Supreme Lord Vamanadev agreed to become his doorkeeper. И Господь Ваманадев, он согласился стать привратником, He gave стражником himself to ворот. Bali. He gave himself to Bali even more than to his own brother Indra. Он отдал себя Бали в большей степени даже, чем своему брату Индре. Furthermore, he said, "You can see me every day," and Indra doesn't get that benediction. И более того, он сказал Бали Махараджу: ты сможешь видеть меня каждый день, то, чего не мог себе позволить Индра. And he said, and if any of these thieves and rogues that you're ruling over, if they try to do anything against your rule, then I'll personally cut their head off. И он сказал, что если все эти мошенники, негодяи, бандиты, воры, разбойники, которыми ты правишь, они попытаются сделать тебе что-то плохое, я снесу им голову лично. So Krishna gave Vamanadev gave full security to Bali Maharaj. То есть Ваманадев обеспечил полную безопасность Бали Махараджу. Then the next thing is, as Vamanadev was very careful about all the hard work that Bali Maharaj had taken to defeat the inhabitants of the heavenly kingdoms. You work so hard and that's all lost? You may be feeling very bad about that. Вот. И Ваманадев также учел тот факт, что для того, чтобы одержать победу над полубогами, Бали Махарадж очень сильно трудился, очень сильно пришлось ему приложить большие усилия. И что же это все прошло даром? Just like Dhruva, he also wanted a kingdom better than his grandfather Brahma, and he was performing severe austerities for that. И подобно тому, как Друва, он хотел иметь царство такое же, большее, чем у Господа Брахмы, и он совершал ради этого большие аскезы. Now, because of that, it's amazing the Supreme Lord was considered even for the material ambition of a devotee. Очень интересно, что Господь учитывает даже материальные амбиции преданного. So that's one aspect. Это один аспект. Another aspect was Dhruva Maharaj was offended by his mother, by his stepmother. А второй аспект, что
приемная, то есть мачеха Трува Махараджа оскорбила его. And that was avenged by the Supreme Lord. И Верховный Господь отомстил за это. Which means that the pain in the heart of a devotee will be protected and soothed by the Supreme Lord in many ways. То есть какой-то боль в сердце преданного, Господь заботится о ней и смягчает ее. This is different ways that the Lord protects His devotees in many ways. Таким образом, Кришна защищает, Господь защищает преданных во многих аспектах. So whether the Lord was Prishnagarbha with 4 hands to Dhruva, or Vamanadeva, who originally appeared with 4 arms, whether it was either of these 2 forms of Vishnu. Даже будь то это Пришнигарбха, который явился в 4-рукой форме Вишну, в 4-рукой форме Вишну перед Хрувой, или же Ваманадев, который явился изначально, он пришел в 4-рукой форме так же, как Вишну. Either way, the Lord was so beautiful and so wonderful that by seeing them, each devotee became free of all material contamination and desire. И Господь настолько красив, что просто глядя на Него, преданные, они избавлялись от всего материального осквернения и всех материальных желаний. But if that's the true, that Bali and Dhruva both became free of material desires, then why did the Supreme Lord protect their material desires and their ambitions? И вот если это так, что и Дхрува, и Бали Махарадж, они избавились от всех своих материальных желаний и стремлений каких-то больших, то зачем же Господь удовлетворил их эти желания? The reason is because those who hear about this pastime in the future, not all of them have clean hearts. И смысл этого в том, что те, кто будут читать и слушать об этих играх, они далеко не все будут иметь чистые сердца. Even for those that have some small motivation, worshiping Krishna never goes in vain. Даже те, у кого есть хотя бы небольшие какие-то желания, какие-то мотивы посторонние, поклонение Кришне не пройдет даром. So no one loses by chanting Hare Krishna. Никто ничего не теряет, повторяя Харе Кришна. In the same way, if you stretch yourself a little bit on Ekadasi, no one loses. Да, точно так же, если вы немного предприняете больше усилий в Экадаши, вы ничего не теряете. There are many examples of people on Ekadasi that had a lot of agendas, yet they had faith in the vrata, and they did it flawlessly, and they got amazing benefits. И также существует множество примеров того, как люди, они совершали очень серьезные деяния в Экадаши, и они получали удивительные, поразительные результаты. Now that's, even from a material perspective, it was quite good. Даже с точки зрения материальной, следовать Экадаши Врате, это замечательно. And because it could be done by all classes of people from any background with great results, therefore it became popular. 300 years ago, 400 years ago, Ekadasis were popular. И поскольку человек... Hello. Не спите, пожалуйста. Вот, и поскольку человек может соблюдать Экадаши Врату, независимо от того, из какого социального слоя он исходит, и получить великолепные результаты, это Экадаши, соблюдение Экадаши было очень популярно 300-400 лет назад. Therefore, it's a wonderful thing to do. Поэтому это очень замечательная вещь, которой можно следовать. Now we're going to continue this wonderful purport. Сейчас мы продолжим этот замечательный комментарий. One who understands the appearance, disappearance, and activities of the Lord is immediately liberated. After giving up his body, he never has to accept a material body, but is transferred to the spiritual world. Chaktvadayam punarjanmanaiti, mameti savarjuna, Bhagavad Gita 4:9. Тот, кто постиг природу явления ухода и деяния Господа, сразу обретает освобождение. Такому человеку никогда больше не придется получать материальное тело. Покинув свое нынешнее тело, он попадает в духовный мир. Now, the next one is like a meditative verse on the beauty of Vamanadeva. И следующий стих – это стих медитация на красоту Ваманадева. Because for each avatar of the Lord, the devotees have
dhyana mantra, a mantra that helps their meditation and their manasic puja. И для каждой формы Господа существует дхьяна-мантра, то есть мантра, с помощью которой он может медитировать на красоту конкретной формы Господа. Now also another thing is that many householders worship shalagram shilas, so they're forms of the Lord. И еще смысл в том, что многие семейные люди, они поклоняются шалаграмму Шилы в форме Господа. And some of them are vamana shalagrams because it has a little white Brahmin thread around the circumference of the shila. И некоторые из шил являются вамана шилами, то есть у них он отличается тем, что есть белый брахманический шнур вокруг шилы. Syama vada tuchasaraja kundala tvayo tvishola chachri vadam buja puman shivatsavasa bala yanga dolasat krita kanchi guna charanu pura. It mentions here the body of the Supreme Personality of Godhead, blackish in complexion, was free from all inebrieties. Здесь говорится, смуглое тело личности Бога было безупречно. His lotus face, decorated with earrings resembling sharks, appeared very beautiful, and on his bosom was the mark of Srivatsa. А лик Господа, украшенный серьгами в форме акул, был похож на дивный лотос. На его груди, которые пересекали священный шнур, красовался знак Шриватса. He wore bangles on his wrists, armlets on his arms, a helmet on his head, a belt on his waist, sacred thread across his chest, and ankle bells decorating his lotus feet. На запястьях и предплечьях браслеты, на голове сверкающий шлем, на талии пояса, на лодыжках ножные колокольчики. Now, it's interesting. No child takes birth with those things. Интересно, что ни один ребенок не рождается во всех этих украшениях. Generally, ordinary conditioned souls are born naked and we die naked. Обычные обусловленные души рождаются нагими и умирают нагими. And you can't take it with you. Whatever you've got is left for your relatives. И ничего вы не можете взять с собой после смерти. Все, что у вас есть, остается родственникам. The only you take is the papa, is the sinful action for all the work that you did, but everything else is taken by them. Единственное, что вы берете с собой, это папа, греховные последствия вашей тяжелой работы. Все остальное имущество остается родственникам. But however, and you should also note that whoever you live with should push you towards liberation. И еще одно вы должны принять во внимание, что те, с кем вы живете, должны вас подталкивать по пути к освобождению. Is that one of the characteristics for marriage? Yes, it is. But is it one that is contemplated by people? I don't know. Not so much. One of the characteristics for marriage or any relationship should be, will this be suitable for liberation? And some people think like that, but other people, they don't consider that, unfortunately. И это должно быть одно из... И это соображение должно быть одним из тех, которые мы должны принять во внимание при заключении брака. И, в принципе, люди должны думать об этом, но это делают, так поступают лишь немногие. Остальные не заботятся о том, кто будет их спутником. Не заботятся о том, чтобы спутник их подталкивал к освобождению. Это может вам показать, насколько могущественна материальная энергия. В общем. Of course, as the joke goes, you know, he's no Kardama, she's no Devahuti, and they're not going to have a Kapila. Это как общая шутка говорит, что он, конечно, не Кардама, и она не Девахути, и, естественно, у них родится не Капила. Right. So then, why should we promise anything or do anything? А чего ради тогда мы должны обещать что-то и делать что-то? That's the argument. Это вот такое возражение. But the amazing thing is the Supreme Lord's compassion as Bhaktavatsala is He gives Himself to each and every devotee who chants His names. They do have Kapila in that sense. Но поскольку Господь является Бхактаватсалой, и Он милостив ко всем, кто воспевает святые имена, поэтому в каком-то смысле у них есть Капила. And as many people in Russia,
in CIS know, many people live with their parents, or with non-devotees. It's very difficult to chant your rounds, to read Shastra, or do anything around non-devotees. И многие преданные в СНГ, они живут с кем-то, со своими родителями, которые, скажем, не преданные. Это достаточно бывает сложно даже повторять свои круги или читать что-то в таком окружении непреданных. Therefore, who you live with is important for your sadhana. Поэтому для вашей садханы очень важно, с кем вы живете. So if you actually have a deity of Vamana Deva, then verses like this were chanted to meditate on the Lord's beauty. И если у вас есть божество Ваманадева, тогда вот стихи подобно этому нужно читать, чтобы медитировать на красоту Господа. Madhuvatavata vigustayastvaya virajata sri vanamalaya hari prajapatera veshmatama svarojisha vinashayana kanta nivishta kostuba. Now this describes more about Vamanadeva. И там идет дальнейшее описание формы Ваманадева. An uncommonly beautiful garden of flowers decorated his chest. Необычайной красоты гирлянда свисала с его плеч. And because the flowers were extremely fragrant, a large group of bees making their natural humming sounds invaded them for honey. И множество пчел, привлеченных сладостным ароматом ее цветов, с жужжанием вились вокруг в поисках меда. When the Lord appeared, wearing his kastuba gem in his neck, his effulgence vanquished the darkness in the home of the Prajapati Kashyapa. Появившись с драгоценным камнем Каустубха на шее, Господь своим сиянием рассеял тьму в доме Праджапати Кашьяпы Муни. Wow! His father, Kashyapa Muni, was amazed at seeing the form of the Supreme Personality of Godhead. Его отец Кашьяпа Муни был поражен, увидев форму Верховного Господа. Verse number 4. 4 текст. Dasa prasedu salila shayastada prajaparishta ratavo gunanvata your antariksham chitar agnijiva gavodija san jarashur nagascha. At that time there's happiness in all the directions and the reservoirs of water like the rivers and the oceans and the core of everyone's heart. В этот миг повсюду в мире разлилось счастье, все стороны света, реки, океаны и другие водоемы, и сердца всех живых существ переполнились им. The various seasons displayed their respective qualities, and all living entities in the upper planetary systems and outer space and the surface of the earth were jubilant. Разные времена года сошлись вместе, и все обитатели высших планет, космического пространства и Земли возликовали. The demigods, the cows, the Brahmins, and the hills and mountains were filled with joy. Радовались все, полубоги, коровы, брахманы и даже холмы и горы. Now this also very similar when Lord Krishna took his birth. И это очень сильно напоминает то, что происходило, когда родился Господь Кришна. Janmashtami was not too long ago, and this same type of verses are there in the 10th canto. И Джанмаштами прошло совсем недавно, и подобного же рода стихи мы можем найти в 10-й песне Шримад Бхагаватам. And the same thing, if you look, when Lord Chaitanya appeared. И то же самое можно увидеть, когда явился Господь Чайтанья. In Adi Lila, chapter 13. В Чайтанья Чаритамрите Ади Лила, 13 глава. It mentions there about, this is about shlokas number 120. Где-то в 120, в районе 120 шлоки. That the Supreme Personality of God had appeared in the house of Sachimata and Jagannath Mishra, and all opulences appeared along with him. Когда Господь Чайтанья Гауранга явился в доме Джаганнатха Мишры Шачиматы, там также появилось вместе с ним все богатство. So whenever the devotee thinks of the Supreme Lord with devotion, когда бы преданный не думал о Господе с преданностью, Narada Muni mentions that if I think of the Supreme Lord without motivation, then he comes running on those holy names as if I called him to appear. И Нарада Муни говорит, что когда я с преданностью взываю, с вниманием взываю Господу, тогда Он бежит ко мне навстречу. So this is
a great opportunity in the age of Kali because simply by chanting the holy names of the Lord with great devotion and purity, the Supreme Lord comes. И это большое преимущество и большая удача в век Кали, что если человек повторяет с любовью и преданностью и с чистотой Святое Имя, тогда Господь проявляется. И эти 4 стиха из 18 главы, первые 4 стиха из 18 главы 8 песни Шримад Бхагаватам, они как раз являются стихами для медитации на красоту Ваманадева. And the verse number 4 is like a falashruta. It is a benediction verse that describes what exactly are you going to get by meditating in this way. И 4 стих является стихом благословением, который говорит, что человек получит в результате медитации на красоту Господа. The ideas of the devotee that is meditating on Krishna, Gauranga, like that, Vamandev. И смысл в том, что если человек, он медитирует на Кришну, Гаурангу, Ваманадева, their heart becomes cleansed and the body of that devotee becomes an abode of the Lord. И его сердце очищается, и тело его становится обителью Господа. They become completely peaceful. И тогда преданный становится совершенно умиротворенным, completely satisfied, полностью удовлетворенным. Whether you've got lots of things or nothing. Будет ли у него много какого-то материального достояния или ничего не будет. So today, on Parshva Ekadasi, the food is the holy name, and the drink is Srimad Bhagavatam. Итак, сегодня, в день Паршады Экадаши, нашей пищей будет Святое Имя, а нашим напитком будет Шримад Бхагаватам. Specifically, this 8th chapter, 8th canto, 18th chapter. И в особенности это 8 глава, 18 глава 8 песни Шримад Бхагаватам. Now, tonight, Ajala Prabhu is going to have another one of those wonderful evening programs. Сегодня вечером Ачала Прабху будет проводить одну из своих замечательных программ. And you know there are about 2,000, 3,000 devotees here at the festival, right? И здесь на фестивале где-то 2-3 тысячи человек, не так ли? So there is beauty in numbers. То есть в числе есть красота, в числах есть красота. We're hoping that some devotees will stay up tonight and have wonderful kirtan and feel the magic of hearing and chanting in numbers. И я надеюсь, что какое-то количество преданных будет воспевать всю ночь киртан, они почувствуют эту силу, которая заключена в количестве преданных, собравшихся преданных. And for those of you that are not used to fasting, но для тех, кто не собирается поститься, try to conserve your energy. Постарайтесь conserve your energy. Reduce your speaking, reduce your walking, like that. Conserve your energy. Yeah, if you're fasting, conserve your energy. Да, если вы поститесь, то постарайтесь сохранить свою энергию, поменьше говорить и так далее. So you have energy to stay up tonight. Чтобы иметь силы на всеночное бдение. And get the nectar. И обрести нектар. Харе Кришна. So tomorrow we'll also discuss about Vamanadeva. Так, завтра мы также будем говорить о Ваманадеве. And then after that we'll return to our regularly scheduled program of talking about Krishna and Balarama. И в следующие дни мы вернемся к своему обычному занятию, будем говорить о Кришна Балараме. Because the tithi is very important. We had to speak about Lord Vamanadev today and tomorrow. Но поскольку титхи эти очень важны, мы будем сегодня и завтра говорить о Ваманадеве. Шри Vamanadeva ki jai. Бхакти Вишрамбха Мадхава Махараджа ки.
Vasadam Taradnadya Sarvaloke Gadrupada Sarva Bhagavata Prana Srimad Bhagavatam Prabhu Kale Dvanturatatya Shri Krishna Parivartata Paramananda Pataya Prema Varshaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namosute Madeka Bandhu Mad Sangan Mad Gurur Mad Mahadana Mad Nistaraka Mad Bhagya Mad Ananda Namostute Asadu Sadhu Tadaya Natine Chutataraka Hanam Chagada Chanamam Prem Nurat Katayaspura Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today is Vaman Dwadasi. Итак, сегодня Вамана Двадаши. And we have to speak about him. И мы будем говорить о нем. So we're speaking from 8th canto, chapter 18, verse number 5. И мы будем читать сегодня 5 стих 18 главы 8 песни Шримад Бхагаватам. Shunayam Shravana Dvadasyam Muhurte Abhijite Prabhu Sarve Nakshatra Tharadyas Chakrush Taj Janma Dakshinam. On the day of Shravana Dvadashi, the 12th day of the bright fortnight in the month of Bhadra, День Шравана Двадаши, на 12-й день светлой половины месяца Бхадра, when the moon came into the lunar mansion Shravana, когда луна вошла в лунный дом Шравана, at the auspicious moment of Abhijit, which is noon, в благоприятный момент, называемый Абхиджитом Мухуртой, то есть полдень, the Lord appeared in this universe. Господь нисшел в эту вселенную. Considering the Lord's appearance very auspicious, all the stars and planets from the sun to Saturn were munificently charitable. Понимая, что пришествие Господа событие в высшей степени благоприятное, все звезды и планеты от Солнца до Сатурна щедро дарили всем свои благословения. Commentary by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Today is the 29th of September, 24th of September, 2007 and Kriница Festival. 24 сентября 2007 года в Кринице. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, an expert astrologer, explains the word nakshatra taradya. The word nakshatra means the stars. The word tara in this context refers to the planets. Adya means the first one specifically mentioned. Шрила Вишваната Чакраварти Такур, знаток астрологии, дает такое объяснение слову накшатра тарадьях. Накшатра означает звезды, тара в данном случае указывает на планеты, а слово адьях означает первое, о чем упоминается особо. Among the planets, the first is Surya, the sun, not the moon. Первое среди небесных светил это Сурья, солнце, а не слона, а не луна. Therefore, according to the Vedic version, the modern astronomer's proposition that the moon is nearest to the earth should not be accepted. Поэтому предположение современных астрономов о том, что ближайшей к Земле планетой является Луна, с ведической точки зрения неприемлемо. The chronological order in which people all over the world refer to the days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, corresponds to the Vedic order of the planets, and thus circumstantiates the Vedic version. Последовательность, которой жители многих стран мира перечисляют дни недели, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, соответствует расположению планет, указанному в Ведах, и, стало быть, подтверждает ведические представления. Apart from this, when the Lord appeared, the planets and stars became situated very auspiciously according to astrological calculations to celebrate the birth of the Lord. Кроме того, когда Господь появился в этой вселенной, планеты и звезды с астрологической точки зрения расположились очень благоприятным образом, отмечая тем самым день явления Господа. And the next shloka. И следующая шлока. Dvadasyam savitas savata tishtan madhyan dina gatonripa vijaya namasa prokta yasyam janma vidur hare. O king, when the Lord appeared on Dvadashi, the 12th
day of the moon, the sun was at the meridian, as every learned scholar knows. О царь, когда Господь явился в этом мире, на 12-й лунный день, в Двадаши, солнце пребывало в зените. Всем знатокам шастры известно, что этот день называется Виджаей. This Devadasi is called Vijaya. Okay. So although this has no purport, this shloka has no purport. В этой шлоке нет комментария. So the Lord's appearance is always auspicious. Но явление Господа всегда благотворно. And all the planetary systems cooperate with that. И все планетные системы, они приняли в этом участие. It does not matter which form of the Supreme Lord. И не имеет значения, какая именно форма Господа является. Because all the planets always cooperate. Поскольку все планеты, они всегда сотрудничают между собой. And because all the nakshatras, all the stars and all the planets are situated properly. И поскольку все накшатры, все звезды, они были расположены должным образом, then all the vibhinamsha, all the parts and parts of the Lord, they become situated very peacefully, very properly. Поэтому все вибхинамши, все частичные экспансии Господа, они чувствовали себя, то есть вот все мелкие части Господа, они чувствовали себя очень здорово. Of course, this was in another yuga when people were more religious anyway. Но надо отметить, что это происходило в другую югу, и в те времена люди были более религиозные. All the devotees became very jubilant. И все преданные, они преисполнились радостью. Text 7 says. И 7 текст говорит. Shankan dundubayo nedor mridanga panavanaka chitravadi trinituriyanam niragoshas tumulo bhavat. Conchils, kettle drums, pavanas, anakas vibrated in concert. В унисон зазвучали раковины, литавры, мриданги, пановы и анаки. The sound of these various other instruments was tumultuous. Звуки этих и многих других инструментов слились в единый громкий гул. 8. Pritis chapsa saro nrityan gandharva pravarajagu Tushtavo manayora deva manava pitorogyaya. 8 текст. Being very pleased, the celestial dancing girls, the apsaras, danced in jubilation. The best of Gandharvas sang songs, and the great sages became very happy. Счастливые небесные танцовщицы апсары стали радостно танцевать, лучшие из гандхарвов запели. The great sages, demigods, manus, pitas, fire gods offered suitable prayers to satisfy the Lord. А великие мудрецы, полубоги, ману, предки и божества огня принялись возносить молитву, чтобы доставить удовольствие Господу. So it mentions about, in the other shlokas, 9 and 10 described how the demigods all showered flowers on Aditi's residence. И в 9-10 шлоке описывается, как полубоги, они осыпали место обитания Адити и Кашьяпы лепестками цветов. Text 11. 11 текст. The reaction of the Lord's appearance. Это следствие явления Господа описывается. Drishtva tamani jagarabasambhavam paramapumam ksham mudam apavishmita grihita dehamanija yoga mayaya prajapatis chahad jayeti vishmita. When Aditi saw the Supreme Personality of Godhead, who had appeared from her own womb, having accepted a transcendental body by his own spiritual potency, she was struck with wonder and was very happy. Upon seeing the child, Prajapati, Kashyapa, exclaimed, Jaya, Jaya, in great happiness and wonder. Когда Адити увидела Верховного Господа, родившегося из ее лона и явившего с помощью духовной энергии свое божественное тело, она пришла в великое изумление и ощутила огромную радость. Праджапати Кашьяпа, глядя на ребенка, тоже испытывал восторг и удивление. Преисполненный счастьем, он громко восклицал «Джая, Джая». First thing we have to understand is that Kashyapa and Aditi have a very high level of consciousness. И прежде всего необходимо понять, что Кашьяпа и Адити, они находились на высочайшем уровне сознания. They could perceive the extraordinary situation. Они могли воспринимать необычные ситуации. This is called the Vasudeva state.
Это называется уровень Васудевы. When the consciousness is beyond the mode of goodness into transcendental consciousness. Когда сознание выходит за пределы гуны благости и становится трансцендентным. This is called the Vasudeva state. Это называется уровнем Васудевы. It is transcendental goodness. Это трансцендентная гуна благости. The Supreme Personality of Godhead does not allow himself to be understood by ignorant, foolish, conditioned souls. Верховная личность Бога не открывает себя глупым, невежественным. He appears of his own choice and chooses his own devotees to serve as his parents. И он сам выбирает, куда ему прийти, и выбирает тех преданных, которые будут ему служить в качестве родителей. And he is not limited by when he should appear and when he should not appear. И его ничто не ограничивает, когда и где ему приходить или не приходить. Although generally speaking, the Supreme Lord appears according to scheduled incarnations with scheduled functions at scheduled times. Хотя в каком-то смысле Верховная Личность Бога является в определенное время, в определенное в шастрах время, месте и обстоятельствах. Sometimes the Supreme Lord appears in many wonderful ways. Но иногда Господь является удивительными способами. Just like Gopi Pranadhan was telling us at breakfast, how in Puranas there's different histories of Nrsingadev's appearance. He appears 5 different times. In age and day of Brahma, 5 times. И Гопи Пранадхан Прабху рассказывал нам за завтраком, как в шастрах описывается, что Нрсимхадев, он является 5 раз в день Брамы разными образами. And he mentions that one time, even Prahlad Maharaj acts as an adversary and fights with the Lord. Иногда, и он говорит, что даже один раз в день Брамы Прахладна Махараджа выступает противником Господа и сражается с ним. И преданные тут тоже заинтересовались, расскажите-ка поподробнее, но Гопи Пранадхан Прабху сказал, что это все, что об этом говорится. То есть это больше подробностей не упоминается. And sometimes it's stated that when Krishna, in other days of Brahma, when he appears in different universes, sometimes Krishna, to go kill Kamsa, rides on the back of Kaliya, down the Jamuna. И говорится, что в других вселенных, когда Кришна приходит, он иногда убивает Камсу прямо на спине Калии. Evidently, he gives Akrura a rest. То есть он таким образом избавляет Акруру от необходимости совершать вот это неприятное поручение Камса. Or sometimes there are descriptions 2 different kinds of Buddhas. А есть также описываются две разновидности Будды. So different kalpas, different times, different days of Brahma, the Supreme Lord does different things sometimes. То есть в разные кальпы, в разные юги, в разные дни Брамы Господь может являться разными способами. Now, still, although Kashyapa and Aditi are in Vishuddha Sattva platform, they understand things. И хотя Адити и Кашьяпа находились на платформе, на уровне Шудха Саттвы, они осознавали, что происходит. Still, it says both of them were astonished. И тем не менее говорится, что они оба были потрясены. Because they are astonished at their good fortune. Они были потрясены своей благой удачей. The Supreme Lord does not have to appear. He appears out of His mercy. Поскольку Господь никто не обязывает Господа являться, Он является по своей милости. Yet what's amazing is that He appears out of His own kindness, and it is a wonder that He does so. But the same thing, the Supreme Lord appears as an incarnation, or the Lord appears in His name. It's wonderful. It's amazing. It's actually astounding. Although it is a wonder that the Supreme Lord appears, He appears also in His name. But how come we're not struck with wonder every time we hear Hare Krishna? И они, безусловно, были потрясены тем, что Он явился, поскольку Он не обязан был являться, но тем не менее, почему также Господь, Он является в Кали-югу в форме Своего святого имени, почему мы, так сказать, не потрясены, когда мы повторяем Его святое имя? The difference is in attitude. И разница в настроении. We're very lackadaisical when we chant, and therefore the full form of Krishna does not manifest.
Мы не очень-то серьезно повторяем, поэтому вся форма Кришны не проявляется перед нами. So this Vishmit, the wonder that the astonishment, the wonder that Kashyapa and Aditi have shows their adhikara, their qualification. И вот это удивление, это как бы восхищение тем, что у них пришла Верховная Личность Бога, она показывает адхикару или квалификацию Кашьяпы и Адити. 12. Yat tat vapurabhati vibhushanadhyuyar abhyakta chedabhyaktama adharayadhari babhuvatenaiva savamanovatu sampashyatora divyagatira yatha nata. The Lord appeared in his original form with ornaments and weapons in his hands. Господь появился в своем изначальном облике, украшенный драгоценностями с оружием в руках. Although this ever-existing form is not visible in the material world, he nonetheless appeared in this form. Хотя этот образ Господа существует вечно, обитатели материального мира не могут его увидеть. Then, in the presence of his father and mother, he assumed the form of a Brahmana dwarf, a brahmachari, just like a theatrical actor. Однако теперь Господь предстал перед всеми именно таким. После этого на глазах у своих родителей он словно актер в театре принял облик Ваманы, Брахмана, карлика, брахмачари. Interesting commentary. Интересный комментарий. The word nata is significant. An actor changes dress to play different parts, but he's always the same man. В этом стихе особенно важно слово «натах». Актер, исполняя разные роли, облачается в разные одеяния, но при этом он всегда остается самим собой. In the Bhagavatam, many times Krishna's form is glorified. Bhagavatam, Bhakti Vishrambha Mадхава, many places. И во многих ведических произведениях Бхагаватам, Бхакти Вишрамбха Мадхава прославляется форма Господа. Natavara Vipu. His form is like the best of dancing actors. И там она описывается Натавара Випхук, то есть форма лучшего из танцоров. It describes that the way he decorates himself is very astonishingly beautiful and at the same time bewildering to the mind. И он одевается очень красиво, потрясающе, и при этом он как бы вводит в смущение ум людей. Just like a dancing actor is not recognized. Подобно тому, как актера очень сложно узнать в гриме. So sometimes the Lord's transcendental form, he dresses it so beautifully, his devotees dress it so beautifully, that it's ever new, ever fresh, and ever different. И точно так же, когда Господь украшает себя или его преданный украшает Господа, то он всегда выглядит новым, свежим и другим. Sometimes in Bhagavatam it's described the Lord ornaments himself with many beautiful pigments, like mud from the caves of Govardhan Hill, etc. И в Бхагаватам описывается, что иногда Кришна, он раскрашивает себя различными натуральными красителями, типа глины, которые он достает в пещерах Говардхана. And his devotees, such as his mother, such as his assistants, such as his coward friends who dress him in the morning. И преданные, такие как его мать, как его помощники или друзья, которые помогают ему одеваться, they decorate him very wonderfully. Они одевают его замечательным образом и украшают. It's described the Lord's beauty makes the ornaments that are on the Lord's body very nice. It's the body that makes the ornaments nice, not the other way around. И очень интересно, что описывается, что именно тело Кришны делает все украшения, которые на него надеваются, очень привлекательными, а не наоборот, украшения делают тело Кришны красивым. Beauty of Vamanadeva, he manifests himself first in his Vishnu Swarupa. И Ваманадев изначально проявил себя в Вишну Сварупе, то есть в четырехрукой форме Вишну. This gave astonishment to his father and mother Aditi and Kashyapa. И это поразило его родителей Адити и Кашьяпу. And they glorified the Lord's appearance with wonder. И они в удивлении прославляли явление Господа. Then, just to start his pastimes, the Lord immediately manifested as a dwarf brahmachari. И для того, чтобы начать свои лилы, Господь принял форму Ваманадевы, мальчика Брахмана Брахмачари, мальчика карлика Брахмачари. And
because he has a plan. Поскольку у него был определенный план, And he is not going to waste his time. и он не собирался тратить время впустую. Another interesting thing is that the Lord immediately manifested that for him. He did not have to grow up first. He did not have to go through the different stages of childhood and crawl on the floor and do anything like this, because he manifested his Vishnu opulence. So he just immediately... Интересно, что в этой форме Кришна не проходит через все стадии возрастания, то есть он не ползает по полу и так далее, не действует как ребенок, он сразу же из Вишну Мурти превратился в Ваманадева. The difference is that between that manifestation of Vishnu Yogamaya and Krishna's manifestation in Vrindavan. The difference is, the distinction is. И вот и в этом заключается разница между тем, как Вишну Йогамая проявлялась во Вриндаване и в случае с Ваманадевом. Because Vamanadeva showed himself to be Vishnu. Поскольку Ваманадев, он проявил себя как Вишну. He showed his vibhuti, his opulences. Он проявлял свое вибхути, свое великолепие. Krishna did the same thing when he appeared in the jail of Kamsa. Кришна сделал то же самое, когда он явился в тюрьме Камсы. But in order to exchange loving affairs with the residents of Vrindavan, the Lord hid himself through the medium of the request of Mother Devaki. She just used her request as an excuse. Но для того, чтобы обмениваться любовными взаимоотношениями с обитателями Двараки, он принял форму маленького мальчика-пастушка, воспользовавшись для этого просьбой его матери Деваки, для того, чтобы он превратился из Вишну Мурти в форму обычного ребенка. And therefore he went from Mathura to Vrindavan. И поэтому он отправился из Мадхуры во Вриндаван. Hidden in that baby-like form. Он хотел принять эту подобную ребенку форму. Manushyavat, just like a human child would do. Подобную обычному ребенку. And even though he was Vishnu, manifested himself as the Vishnu Murti. И хотя он проявил себя вначале как Вишну Мурти, Devaki Sudha, Vasudeva. Деваки Сута и Васудева. The son of Vasudeva, the son of Dev. Nonetheless, he was Devaki Sutta. Тем не менее, он стал известен как Деваки Сута. Now, when he manifested himself as a small child, когда он проявил себя маленьким ребенком, then, as described by the acharyas, как это описывает ачарья, Devaki Devi thought, well, I had 6 other children before that were snatched from me by Kamsa, and I was not able to serve them. Деваки, она подумала, что вот у меня было уже 6 сыновей, и всех, и Камса убил их, и я не смогла им служить. Now, before this child goes to Vrindavan, I will serve him. И она подумала, прежде чем этот ребенок, он отправится в Вриндаван, я хочу послужить ему. So she gave Krishna her breast milk so that he may be strong enough to undertake the journey. И чтобы ребенок был достаточно, у ребенка было достаточно сил, чтобы выдержать путешествие во Вриндаван из Мадхуры, она решила его покормить грудным молоком. Today we were learning that when Krishna and Balarama went after killing Kamsa, when Krishna and Balarama went to Ujjain for education. И сегодня мы узнаем, что после того, как Кришна Баларама, после того, как они убили Камсу, они отправились учиться к Сандипани Муни. Then they purified Sandipani Muni's doubts. Они очистили сомнения Сандипани Муни. Just like sometimes a teacher learns some subject matter, just enough to teach it. И поскольку иногда учитель знает предмет, который он преподает в тех рамках, в которые он его преподает. And by teaching it again and again, 5 to 7 times, the subject matter becomes stronger and more convinced in the heart of the teacher by teaching it. И если преподаватель преподает одно и то же 5, 6, 7, 8 раз, то сам этот предмет становится гораздо более понимаем учителем. So Jiva Goswami says in Gopal Champu that although Sandipani Muni had some doubts
about some of the subject matter he was teaching, he taught it anyway, and by teaching Krishna Balarama, his doubts were destroyed. И Джива Госвами в Гопалчампу объясняет, что несмотря на то, что у Сандипани Муни были какие-то сомнения или были какие-то неясности в тех предметах, которые он обучал других, то, начав обучать Кришну и Балараму, эти все как бы неясности из его ума ушли, он полностью осознал те темы, которым он их обучал. So then, Krishna and Balarama, after finishing their education very quickly, и Кришна и Баларама очень быстро закончили свое обучение. In 2 months, за 2 месяца. 64 days. 62 дня. 64 дня. They gave charity to Sandipani Muni by bringing back his dead son from death, from Yamaraja. И они вернули в качестве пожертвования, в качестве Гуру Дакшини, они отдали своему учителю его сына, которого забрал Ямараджа. Then he went back to Mathura. И тогда вернулись в Мадхуру. So when they went back to Mathura, then Devaki Devi heard that, oh, you brought the dead son of your spiritual master back to life. So why don't you do that for me too? I have my 6 sons that Kamsa killed. Why don't you bring them back to life? For me, your mother, you know. И Деваки, она, когда те вернулись, она услышала, что Кришна Баларам вернули умершего сына своему учителю. И тогда она подумала, почему бы вам тогда, мне, вашей матери, не вернуть 6 моих погибших сыновей? So, considering the suffering that Devaki had done for them, так сказать, учитывая страдания, которые испытывала Деваки из-за того, что ее сыновья были убиты, Кришна Баларама сделали для нее это. So they said, sure. И они сказали, конечно. So then they brought the Sadgarbhashuras back. И они вернули назад Шадгарба Асуров. Then, seeing them manifested as child. И видя, как они проявились в форме детей, then Devaki became overwhelmed with affection for them. И Деваки, она преисполнилась к ним любовной материнской привязанности. And then they nursed, they all drank the breast milk of Mother Devaki. И она всех их накормила своим молоком из груди. Now because Vishnu, the Supreme Lord, Vasudeva Nandana, Devaki Sutta had sucked her breast before going to Mathura. Her breast was spiritually surcharged. So when she suckled these 6 demons, they became purified of all their sinful reaction and became liberated by sucking her breast. И поскольку Деваки накормила Деваки Нандану, то есть Васудева Нандану своим молоком, то ее молоко пропиталось этой духовной энергией. Когда эти 6 асуров, они также попили молока из ее груди, то они все очистились и обрели освобождение. In the same way, точно так же. So Vamanadev manifested himself from his Vishnu Swarup with all of his beautiful opulences, his dress, his forearms, his bangles, his ornamentation. Подобным же образом Ваманадев он проявил эту форму из формы Вишну с 4 руками, со всеми украшениями, атрибутами, палец и булавой и прочее, и с ночными и ручными колокольчиками и прочими. He had already revealed himself as Vishnu to Aditi and Kashyapa. То есть он уже появился перед Адити и Кашьяпой в форме Вишну Мурти 4-рукой. And all the other demigods, the Vidyadharas, the Apsaras, the Charanas, etc., they all saw. И также все эти полубоги, Апсары, Видья, Гандхару, Видья и так далее, все эти небожители, они видели его в этой форме. Then the Lord immediately sat down to his business, why he had descended. Но Господь сразу же принялся за дело, ради которого он пришел в этот мир. Next act of the drama. Это начался следующий акт драмы. So he immediately turned himself into the Vamana Swarup, и он сразу же принял свою Вамана Сварупу, карлика Брамана. Krishna had went to Mathura very secretly. Кришна пришел в Мадхуру тайным образом. Vasudeva Nandana merged into the body of Yasoda Nandana. It was all
Gupta, it was all hidden, it was all secret. Even Yasoda didn't know. Yogamaya covered everything over. Nobody knew. И когда Васудева принес Кришну в Гакулу, он слился с Кришной, который родился у Яшоды. И даже сама Яшода ничего не знала об этом. Manushavat, just like a child. Он был подобен обычному ребенку. So therefore, this is why Krishna had these Kumara Leela, like a very small child running, crawling in the mud of Vrindavan. Именно поэтому Кришне удалось провести эту обычную Кумара Лилу, то есть он вел себя как ребенок, он ползал по двору Нанды Махараджа в навозе и так далее, все остальное. And he completely covered everything over. И он covered everything over. Yogamaya covered. Nobody knew that here's the Supreme Personality of Godhead. Nobody knew. И Йога-майя полностью всех покрывала, и никто не знал, что он, и даже не догадывался, что он верховная личность Бога. So the first demons was Putana, with Trinavarta, Shakatasura, these demons. But every time they came, they thought, oh, the child is so pious, and we've been worshiping Narayana for so long, and therefore the child is miraculously saved. И вот, и когда там приходили первые демоны Путана, Тринаварта, Шакатасура, и когда Кришна оставался невредимым, то все старшие гопи, они говорили, это все потому, что этот ребенок очень благочестив, потому что мы так долго поклонялись Нараяне, ребенок чудом спасался из всех этих ситуаций. Yet still Krishna used his potency is Vishnu Shakti coming through Krishna, because all the avatars are manifested with Krishna, and Krishna killed those demons effortlessly, like it was a game, like he's playing. И поскольку Кришна является источником всех аватар, он с помощью своей Вишну Шакти убивал всех этих демонов без всяких усилий, как будто играя. Continuing the purport. Продолжим чтение комментариев. An actor changes dress to play different parts, but he's always the same man. Oh, right. Read it again. Актер, исполняя разные роли, облачается в разные одеяния, но при этом он всегда остается самим собой. So the Lord assumes, Brahma Samhita says, many thousands and millions of forms. Подобно этому, как объясняется в Брахма Самхите 5.33-39, Господь принимает тысячи, миллионы обликов. He's always present with innumerable incarnations. Господь и Его бесчисленные воплощения существуют всегда. And although He appears in various incarnations, are not different from one another. Но эти воплощения, при всем их разнообразии, не отличаются друг от друга. He's the same person. Это одна и та же личность. He has, with the same potency, eternity, spiritual existence, He simultaneously assumes different forms. Обладающий той же энергией, изначальный и всецело духовный по природе, однако он может одновременно принимать разные облики. When Vamanadeva appeared from the womb of his mother, he appeared in the form of Narayana, with 4 hands equipped with the necessary symbolic weapons, immediately transformed himself into a brahmachari, Vatu. Появившись на свет из материнского лона, Ваманадева предстал перед всеми в образе Нараяна, держащего в 4 руках разные виды оружия, а затем тут же превратился в брахмачари, Вату. But this means his body is not material. Это означает, что его тело нематериально. Look at this word, Sanskrit word, Vatu. Vatu. Vatu means a young brahmachari. Вату означает молодой брахмачари. So it's interesting. This means that Madhu Mangal was also known as Vatu. He was a young brahmachari student, the son of Sandipani Muni. И тем же самым словом Вату называли Мадху Мангала, поскольку он был молодым брахмачари, учеником Сандипани Муни, сыном Сандипани Муни. Okay. Next sloka. Следующая шлока, 13. Tamavatum vamanam adrishtva modamana maharashaya kodamani kodayanga asu Puras Kritya Prajapatim. When the great sages saw the Lord as the brahmachari dwarf Vamana, they were certainly very pleased. Когда великие мудрецы увидели Господа в образе карлика Брахмачари Ваманы, они возликовали. Thus they placed before them
Kashyapa Muni, the Prajapati, and performed all the ritualistic ceremonies such as the birthday ceremony. Поставив впереди себя Праджапати Кашьяпа Муни, они совершили обряд по случаю рождения ребенка и другие необходимые ритуалы. See, and the Lord appeared and immediately manifested himself as a grown-up young brahmachari boy. Посмотрите, Господь, как только явился, Он сразу же проявился перед всеми, как молодой юноша брахмачари. So the sages, they put the father, Kashyap Muni, there. We're going to do all the ritualistic, because he's manifested as a Brahmin. The boy is a dwarf Brahmana. And Brahmanas have to have all the samskaras, right? So we got to catch up. So they had to do the birth, the jata karma. Then they had to do the chuda karma. They had to do the, all these ceremonies up to his education. They had to do all those samskaras all at a time. Tat, 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 one after another. И поскольку Вамана Дев явился как Браман, то все мудрецы поставили перед ним Кашьяпу Муни как его отца, но они поняли, что необходимо провести, поскольку он являлся Браман, то нужно было провести все эти самскары, то есть самскару рождения, обрезание пуповины и так далее. И они все эти самскары, которые там обучение, все самскары, которые нужно было провести до этого возраста, они все провели одну за одной без перерыва. The Lord is transcendental. He doesn't need those things. Но Господь, Он трансцендентен, ему все это не нужно. At the same time, if the Lord will go to school, if the Lord will have education, he should not be without those things. So the Brahmanas, they offered it as a service to the Lord. Но поскольку Господь ходит в школу и прочие вещи делает, то как бы браманы, они провели эти все церемонии, как все эти ритуалы, как служение Господу. Commentary. According to Vedic civilization, when a child is born in the family of a Brahmin, a birthday ceremony known as Jata Karma is first performed. Then the other ceremonies are also gradually performed. Комментарий. По ведической традиции, когда в семье Брамана рождается ребенок, сначала совершают обряд по случаю его рождения, Джата Карма, а потом через какое-то время все остальные обряды. But when this Vamana Rupa appeared in the form of a Batu or Brahmachari, his sacred third ceremony was performed immediately. Но когда появился Вамана Рупа, представ перед всеми в образе Вату Брахмачари, для него сразу совершили и обряд посвящения с надеванием священного шнура. Because he took the form of his own desire as a Brahmana, and he took birth in the lineage of Kashyapa. Поскольку он по своей воле явился как Браман и принял это рождение в линии Кашьяпа Муни. Мудрецы знали, что он находится на трансцендентном уровне. И все церемонии, все обряды, которые они делали это в настроении служения, просто для того, чтобы доставить удовольствие Господу. 14. Tasyopami yamanasya savitram savita bhavit brahaspatira brahmasutram me kalam kashyapo adadat. At the sacred third ceremony of Vaman Deva, the sun god personally uttered the Gayatri mantra. Brihaspati offered the sacred thread, and Kashyapa Muni offered a straw belt. Во время церемонии посвящения Бог Солнца сам произнес мантру Гайатри. Брихаспати надел на Вамана Деву священный шнур, а Кашьяпа Муни дал ему камышовый пояс. The main Gayatri is called the Savitri Gayatri, coming from the sun. И главная Гайатри называется Савитри Гайатри, которая изначально дана Солнцем. And the Vaishnavas know that to be Surya Narayana, the Supreme Lord in the form of the sun, is manifested there for us. И преданные к Солнцу относятся как к Сурья, обращаются как к Сурья Нараяна, это проявление самого Господа, который явился в этот мир ради нашего блага. Just like the 10th chapter of Gita mentions the universal form of the Lord, the two eyes of the universal form is the sun and the moon. И в 10 главе Бхагавад-гиты описывается вселенская форма Господа и описываются два глаза этой формы, которыми являются Солнце и Луна. 15. Dado Krishna Jinama Bhumir Dandam Somo Vinaspati Gopinan Chadanam Mata Josh Chatram Jagatu Piti. Mother Earth gave him a deerskin. The demigod of the moon, who is the king of the forest, gave him a brahmadanda, the rod of a brahmachari.
his mother Aditi gave him cloth for underwear, and the deity presiding over the heavenly kingdom offered him an umbrella. Мать-Земля поднесла ему оленью шкуру, а бог Луны, владыка лесов, Брахма Данду, посох Брахмачари. Адити, мать Ваманадевы, дала ему ткань для набедренной повязки, а полубог, повелевающий райским царством, подарил Господу зонт. So all the different demigods offered rendered their services according to their jurisdiction. И так, каждый из полубогов, они давали дары Господу в соответствии со своим положением. They have their different posts in universal management. И у каждого из полубогов есть определенный пост в правительстве Вселенной. So their post becomes perfect when it's done for the Supreme. И если они исполняют свои обязанности ради Господа, то их выполнение ими обязанностей становится совершенным. So when the Lord appears, He's very attractive and very sweet. So they develop this service attitude out of the beauty of the Lord, beauty and opulence. И когда Господь явился, Он был настолько красивым, привлекательным, милым, что они совершали служение Ему из вот этого расположения к Нему. Now, it is not that these items belong to the demigods, and they, out of their kindness, they gave it to Vamanadeva. Но не следует думать, что все, что полубоги дарили Ваманадеву, это принадлежало им, и они, так сказать, из своей милости, из своего такого доброго расположения просто давали, наделяли Ваманадеву всем этим. No, it is not like that. Все совсем не так. No, what it is that these are eternal items that belong to Vamanadeva. Суть в том, что все те вещи, которые дарили Ваманадеву, они вечно принадлежат ему. So it just happens that these items just happen to have slipped into the reservoir, the opulences of these different demigods, and they thought, oh, how did this get here? Oh, well, it's here now. It's very nice. Let's give it to Vamanadeva. То есть так или иначе произошло, что все эти атрибуты Ваманадевы, они попали By the order of the Lord, by the plan of the Lord. По плану Господа они попали в имущество, можно так сказать, не в имущество, к определенным полубогам, и они, так сказать, просматривая его, смотря, о, какая вещь попала ко мне, откуда она взялась, надо подарить это Ваманадеву. Just like in Vrindavan also. Как во Вриндаване также. So, the Kaustuba is the necklace of the Lord, is one of the ornaments of the Supreme Personality of Godhead. Камень Кауступка, который является украшением Господа, это вот украшает его, висит у него на шее, на груди находится. And even if it does not appear to be on his chest, because he's a coward boy. И Кришна не явился с... If it does not appear to be on the chest of the Lord because he dresses as a coward boy. И по идее он не должен был появляться на груди мальчика-пастушка, поскольку Кришна таким явился. Still, the Lord arranged that his Kaustuba slipped in, kind of snaked its way in to the jewels that Kaliya was keeping in the water. And then when he wanted to give gratefulness, gifts to Krishna, after saving his life and purifying him, then he just happened to award Krishna this jewel, and he came out of the Jamuna with his Kaustuba on. Но Кришна так устроил, что этот камень Кауступка так или иначе оказался среди сокровищ Калии, среди драгоценностей Калии. И когда Калия захотел чем-то отблагодарить Кришну за то, что тот оставил его в живых, он как раз подарил Кришне этот камень Кауступка, и Кришна вышел из воды с этим камнем на груди. 16. Kamandalam Veda Garabha Kushan Saptarshayo Dudu Akshamalam Maharaja Sarasvat Abhyayatmana. O King, Lord Brahma offered a water pot to the inexhaustible Supreme Personality of Godhead. О царь, Господь Брахма поднес неистощимому Верховному Господу сосуд для воды. Brahmaji is considered to be the person in the universe that holds everything.
И Брахма считается той личностью, которая все тут держит в этом материальном мире. Therefore, he's known as Vedagarbha. Он известен как Ведагарбха. Then knowledge is situated within. Тот, в ком пребывает все знание. So a brahmachari, when he's begging, he has to have a pot to put his water in, to put his alms in. So here's something to put your alms in. Вот, и у брахмачари ему нужен какой-то сосуд для сбора пожертвований, туда там может держать воду, или он может собирать какие-то пожертвования в него. Brahmaji is known, that's one of the items that Brahma holds is a kamandalu. И one of the items that Brahma also holds is a kamandalu. И один из предметов, который держит Брахма, также камандала, является камандалом. Kamandalus were made out of gourds. You know, they were like hard gourds. They were like gourd is like a pumpkin, you know, kind of like a pumpkin type thing. Hard pumpkin. It's not edible. И камандала делается из разновидности тыквы. Она такая очень твердая, и она несъедобная. And it's very strong skin. И у нее кожура очень такая твердая. And they would cut it in such a way that a handle was made. И также он таким образом вырезан, что там делается прямо такая ручка тоже из этого же плода. То есть он просто так вырезается. The Saptarishis, they offered him kusha grass. А Саптариши подарили ему траву куша. Kusha grass has Brahma, Vishnu, and Shiva inherent in it. In the stem, in the middle, and in the top. И говорится, что в траве куша присутствуют Брахма, Вишну и Шива в корнях, в середине и на верхушке. Mother Saraswati gave him a string of Rudraksha beads. А богиня Сарасвати подарила ему четки из Рудракши. Now, why was that? И вот интересно, почему именно четки из Рудракши? Kashyapa was a Shaivite. Kashyapa is a Shaivite. Поскольку Кашьяпа шиваит. He worships Lord Shiva. Он поклоняется Шиве. Well, like father, like son. So that's the idea. Поэтому каков отец, таков и сын. В этом смысл. So that's why they gave him Rudrakshamala, which are generally used, you know, for those who worship Shiva. Поэтому ему и подарили бусы, то есть четки из Рудракши, поскольку именно ими поклоняются шиваиты, их используют шиваиты. In this way, we see that all the demigods were so happy. They were little like falling over themselves to offer something to the Lord. То есть мы можем видеть, что все полубоги, они были такие счастливы, что они были рады предложить что-то Господу. And so, what do we get out of this? You know? А что мы, так сказать, можем для себя из этого извлечь? What is the value of what we give Krishna? А что у нас есть такого ценного, что мы могли бы подарить Кришне? You know, the milk products, whatever we got, right? Ну, какие-то, может, молочные продукты, все, что у нас есть. We do the best we can, right? Мы стараемся изо всех сил, что мы можем самое лучшее дать ему. Which usually means we go down to the shop, we buy something, and we play with it. You know, we put it in a blender with some, something. То есть, вот мы идем в магазин, покупаем что-то и пытаемся из этого что-то сделать, там смешиваем, парим, жарим. Just like today at breakfast, they gave you something, some Rajanka with glubnika, and a little sugar, they blend it up. They do something with it. Transform it a little bit, show we have some love, we play with it. И как сегодня за завтраком они взяли ряженку, клубнику, немного сахара, все это смешали. Там просто как-то преобразовать это, чтобы показать свою любовь. Because unless you play with it, where's the love, Но поскольку если вы ничего с этим не сделаете, то в чем любовь? And if there's no love, then why should the Lord eat it? А если нет любви, то чего ради Господь будет это есть? Just like when a devotee asks, how does Krishna eat? Иногда преданные спрашивают, а сколько ест Кришна? And Prabhupada said that according to the greed that the devotee has to give Krishna something, then proportionally to that greed, the Supreme Lord has eagerness to accept it. И Прабхупада говорил, в той же степени, до какой преданный он хочет дать что-то Господу, в той же степени и Кришна хочет это взять. So what we're learning is that all the demigods were literally, it was something they were expert at. They knew how to do it. It was their department. The demigods were expert at this thing anyway, or
this item would like symbolize their expertise, and they're offering it back to the Lord, you know. И полубоги, они точно так же старались сделать что-то лучшее, то есть какую-то вещь, которая, они занимают определенные посты, и они являются очень опытными в осуществлении какой-то деятельности, и символ вот этой деятельности они с удовольствием предлагали Господу. They were greedy to give something. Они очень хотели дать что-то Господу. But also they're acknowledging that everything I have comes from you anyway. Let me give it to you. Но кроме того, они осознавали, и признавали, что все, что принадлежит, то, что у меня есть, это принадлежит тебе, и мы даем тебе это. Just like I remember in 1981. Как я помню, в 1981 году I did my first astrological chart to find out, you know, a little bit about the future, so I could learn, what to avoid, the road up ahead, what's up ahead, so you could, learn how to take the twists and turns of life, И вот в 1981 году я первый раз делал для себя астрологическую карту, чтобы там что-то определить, что там ждет в будущем, как что-то, может быть, что-то избежать, как там через какие повороты судьбы меня ждут и так далее. So my first godbrother says, gemstone, you should wear, a moonstone for your mind, И мой духовный брат, он сказал, что тебе нужно носить жемчуг, чтобы он лучше хорошо влиял на ум. It'll keep your mind peaceful. И тогда у тебя будет спокойный ум. And you need a blue sapphire because you're Saturn, sunny, which gives everybody trouble, gives you a lot of trouble. So to keep him pacified, you should wear a blue sapphire. И вот у тебя такой агрессивный Сатурн, он тебе будет причинять неприятности, и чтобы его так успокоить, носи голубой сапфир. So I didn't know. I was a new pujari at the time. Я тогда не знал, я тогда был совсем молодым пуджари. I had a little independence, though. They gave me. У меня была небольшая независимость. So I collected some money. И я набрал какие-то денежки. And one devotee said, "Well, I know a householder in Los Angeles or whatever that sells blue sapphires. So how much is it? My God, it's $150." And I thought, whoo, $150. Yeah, that's a lot of money, $150. When you're a young brahmachari, that's a hell of a lot of money, what I mean? Ну вот, и я там собирал эти деньги, и я знал, что в Лос-Анджелесе есть один мой духовный брат, который продает эти голубые сапфиры. Я узнал, что это стоит $150. Я подумал, ничего себе, денежка какая для молодого брахмачари, это сумасшедшие деньги. So I thought, just to keep my Saturn under control, I got to pay $150. Whoo, $150. И чтобы просто там как-то там справиться со своей жизнью, я должен заплатить $150. Keep the Saturn under control, keep him pacified, да, keep him peaceful, so he gives me less trouble. Да, и вот чтобы просто успокоить как-то Сатурн, я должен заплатить $150. Обалдеть можно. So I spent it. Но так или иначе я заплатил их. But when the stones came in the mail, I'm looking at it, I'm thinking, hey, wait a minute. I'm a brahmachari. I can't wear this stuff. Householders can wear this stuff, but brahmacharis are not supposed to wear jewelry, И когда, наконец, камень оказался у меня в руках, я подумал, боже мой, как я могу носить этот камень? Еще грехастки, они могут себе позволить носить драгоценные камни. Но как может брахмачарья носить сапфиры? What are you going to do with this? You spent the money. It's here now. What are you going to do with it? И что мне с этим делать? Вот я потратил деньги, он у меня теперь, что куда его теперь девать? So then I said, we'll give it to my deities. That's it. We'll give it to the Lord. Мы отдадим его моим божествам, мы отдадим его Господу. So I made a necklace with a pearl, and I put it on my Narahari deity. И вот я сделал из жемчуга я сделал ожерелье и надел его на свое божество Нарахари. And to this day, he still's got it. И до сих пор оно на нем. And I thought, Nrsingadev, you took care of Prahlad Maharaj. If you're happy with this pearl, then I don't think I'll have a problem. И я сказал, Нрисимхадев, ты защитил Прохлада Махараджа, если ты будешь доволен мной, то тогда ты меня тоже защитишь от проблем.
Then I took the blue sapphire and I gave it to my Krishna deity and I said, "You're very blue, you know, your complexion is blue, and those that like blue are running after you, you know. So if you like this blue, then I think my Saturn is not going to give me any problem, you know." И я сделал украшение сапфиры и надел его на божество Кришны. Я сказал, что ты синий, и это синий, и там тот, кому нравится синий, да, он всегда без ума от тебя. Вот я надеюсь, что Сатурн мне не причинит никаких беспокойств. There are two things. I didn't know it then. И две вещи, которых я не знал. I made the right choice. I didn't know it. Я сделал правильный выбор, хотя я об этом тогда не знал. Because even if you're in ignorance, if you have a good mentality, Krishna's business is to protect his devotees. Что даже если человек находится в невежестве, но у него правильное настроение, тогда Кришна защитит его. He makes sure the devotees make the right choice, even if they're stupid. И он позаботится о том, чтобы преданный сделал правильный выбор, даже если он туп. So I gave it to my deities and I was very happy. Hey, you look great with that thing, you know. Я отдал эти свои драгоценности божествам, они выглядели очень счастливо, здорово. You look good. And then later on I found out that if you want to give Krishna Kaustubha, the closest thing in the material world to Kaustubha is blue sapphire. И позже я узнал, что если вы хотите поднести Кришне Каустубха, то самый ближайший аналог в материальном мире это голубой сапфир. First thing. Second thing, in the Shani Narasimha Stotra, written by Saturn. И второе, это в Шани Нарисимха Стотре, который написано Шани, Сатурном. I think it's the 8th verse. Там есть 8 стих. Yada divya rupa parimardana bhavashali asanchintayana sakala agabinashakari. He says, if you will meditate on how Lord Nrsimhadev is transcendentally subduing Hiranyakasipu. Если вы медитируете на то, как Нрисимхадев, он справился с Хираньякашипу. Sanchintayan, thinking like that, sakala agabinashakari, and all of your dirty things will be destroyed. Тогда вся грязь из вашего сердца уйдет. And this is spoken by the Saturn planet. Это произнесла планета Сатурн. The son of Vivishvan with his wife Chaya, who was a shy, shadowy girl. Chaya means shadow. So she was a subdued, you know, a girl that stood in the background, you know. In his shadow of her husband. И Сатурн являлся сыном Вивасвана и его жены Чхаи. То есть Чхая означает тень, то есть кто такая скромная, то есть находится в тени солнца, является тенью солнца. Who stays, you know, in the back of her husband. Которая стоит позади мужа. Ecstatic, you know. It's all logical, you know. And naturally, their son has to be a little further away from the sun, a little bit farther away. The sun is a little farther away in the universe, right? И точно так же ее сын, он находится достаточно далеко от центра Вселенной. Sanchintayana sakala agabinashakari bhuta chvara graha samudabhava bhiti nasham. Bhutas, ghosts, inauspicious living entities. И это точно так же все пхуты, привидения и неблагоприятные живые существа. Inauspicious planets or stars, а также неблагоприятные звезды и планеты, like Shani. Такие как Шани. Bhuta graha jvara, fevers, samudabhava, or any type of disturbances, fearful disturbances. А также жар и все любые другие формы беспокойств и неприятностей. Bhitinasham, the fear of all those things become completely destroyed by worshiping Nrsimha. И все остальные неблагоприятные вещи будут полностью уничтожены, если человек будет поклоняться Нрисимхадеву. May that Lord Nrsimhadev give me his glance of affection. И позже этот Господь Нрисимхадев бросит на меня свой
любящий взгляд. So I didn't know those two pramanams, in 1981, but they still work. Ignorance of a good thing still works. И в 81 году я ничего об этом не знал, но и хотя я был в неведении, все равно все сработало. Now, tomorrow. Завтра. Tomorrow we're going to speak because I can't resist it. Завтра мы будем говорить, поскольку я не в состоянии сопротивляться этому. We're going to speak about Vamanadeva, what he did, his dealings with Bali Maharaj, just to glorify it and call this pastime quits. Вот, и мы расскажем завтра, как вел себя Ваманадев с Бали Махараджем, чтобы в конце концов закончить эту историю и расстаться с ней. Wow, 1 o'clock. Nobody needs a permit to fall asleep. Hello. То есть час дня, и никому не нужно разрешение, чтобы уснуть. Okay. Vamanadev ki jai. Abhijit. He appeared at Abhijit, which was noon. И Ваманадева, он явился в Абхиджит, в Титхи Абхиджита, то есть это полдень. All glories to Vamanadev's appearance. Вся слава явлению Ваманадева. All glories to the eager demigods that were eager to offer them what already belonged to the Lord. Вся слава полубогам, которые жаждали отдать Господу то, что ему принадлежало. It's interesting. Очень интересно. The item belongs to the Supreme Lord. It just snuck, into that particular demigod's treasury, and what's this? Oh, it's just like the Supreme Lord allowed them to do that service. И вот то, что принадлежало Господу, оно так или иначе попало в руки полубогов, и они Господь позволил им подарить им то, что ему и так принадлежало. What's this? Oh, it's very nice. И полубоги, находя у себя эти все вещи, они думают: какая приятная вещичка, дай-ка я ее подарю Господу. It already belongs to him. It's his stuff. Но все это так или иначе все равно принадлежит Господу изначально. Это его вещи. And you can imagine the cordiality of Vamana. He was the most beautiful Vatu, the most beautiful brahmachari, but he's very graceful, very cultured, very respectful, to the demigods, И можете представить сердечность Ваманадева. Он очень прекрасный юный брахмачари, карлик брахмачари, но он очень благодарный и очень мягкий и очень приветливый по отношению к полубогам. Now, he visits. I was talking with Gopi Pranadana. It turns out from Brihad Bhagavatamrita, he does not stay with Indra, but he visits the heavenly planets now and then. Я обсуждал это говорил с Гопи Пранадханой Прабху по поводу Брихад Бхагаватамриты, и там говорится, что он не находится постоянно на райских планетах, но иногда он навещает Индру. And Indra complains that nobody knows where he lives. И Индра жалуется, что никто не знает, где он живет. And he was living simultaneously with his devotee Bali Maharaj and Sutala, and we'll describe that tomorrow. Но он живет одновременно и со своим преданным Бали Махараджем на Сутале. It is the most amazing act of trickery and thievery. This pastime is glorified because it's a very unique pastime of trickery and thievery in a very sweet way. Это очень такая прославленная игра, в которой Господь, Он проявляет свою такую хитрость и способность отбирать, воровать у преданных. Все, и при этом она исполнена очень такой сладости. Now the devotees should always remember that when you're doing some ritualistic activity, for your household life, for you're doing your own children's, name-giving ceremony, or you're trying to do Garbhadan Samskara, or you're trying to do anything, and in Kali Yuga, who can do it perfect? И преданные должны, особенно грехастхи, помнить, когда вы совершаете какие-то ритуалы в своей семейной жизни, может быть, там Габадана Самскару или там церемонию наречения своих детей, какие бы там ритуалы там человек не делал, мы живем в Кали-югу, и кто может это сделать совершенным образом? Exactly. И в Кали-югу все не слишком-то сильно обучены и воспитаны.
However, in the 8th canto it says, if you simply remember Vamana Deva at the end of every ritualistic activity, that ritualistic activity will be accepted as perfect. Вот, но в конце 8 главы говорится, что какой бы обряд или церемонию ритуальную не проводили, если в конце нее вы подумаете о Вамана Деве, тогда вся эта церемония будет принята Господом как совершенным образом. All's well, that ends well. How will it end well? If you remember Vishnu, then it ends well. Все хорошо, что хорошо кончается. Что же хорошо кончается? То, когда вы помните о Вишну. Vamana Dev ki jai ho. Hare Krishna. Okay. Bhaktivinoda Thakur appeared in 1838. Бхактивинода Тхакура родился в 1838 году. 1838, right. And he actually, after some traumatic experiences in his childhood, И после некоторых непростых моментов в своем детстве, he was sent to Calcutta at the age of 12 to finish his high school. его отправили в Калькутту, чтобы он там закончил свою школу. At that time, British India was under the control of the British very heavily in Calcutta, which was its capital. И тогда Калькутта была столицей Индии, которой правили англичане, и давление английского правительства было достаточно сильным. Naturally, the British tried to Britishize everything, so anything that was traditional and Indian was weird. И англичане старались Индию все англизировать и сделать все индийское, все традиционное и национальное, чтобы все это выглядело достаточно странным. So Bhaktivinoda was subjected to all this in his childhood. И Бхактивинода Такур, он прошел через это во время своего детства. So still, and there were some other attempts of different philosophical bents to try to involve him in their group. И кроме того, некоторые философские группы, они пытались его привлечь к себе. There was one group called the Brahmo Samaj, a group of spiritualists. И одна группа называлась группа духовности Брахма Самадж. And they were basically a mix of impersonal Christianity with Indian spirituality. Это была своего рода смесь имперсонального христианства с некоторой индийской духовностью. And Bhaktivinoda Thakur never felt comfortable in that. И Бхактивинода Такуру это изначально не нравилось все. They had a philosophy that they said, "Oh, absolute truth, you are impersonal, and we see your feet. Means we offer respects at your feet." И они привыкли говорить, обычно говорили: «О, абсолютная истина, ты безлична, и мы предлагаем свое почтение твоим стопам». Bhaktivinoda laughed at that and said, "If the absolute truth is impersonal, then what is the question of seeing his feet?" И Бхактивинода Такур говорил, что если абсолютная истина безлична, то как вы можете узреть ее стопы? So he didn't like that philosophy. Ему это очень сильно не нравилось. Still, he learned enough of English, British ways, etc., to become a teacher. Но, тем не менее, он очень многому научился с точки зрения английской культуры, чтобы быть способным стать учителем. In the meantime, his maternal grandfather was nearing the end of his days in Orissa. И к тому времени в Орисе его дедушка по материнской линии уже был близок к кончине. His maternal grandfather was a Shaivite, but he was a mystic, and he could predict the future and know exactly what time he would depart this world. Его дедушка был шиваитом, но он был мистиком, и он в точности знал, когда он оставит тело. So what he did
was he called Bhaktivinoda to his bedside. И что он сделал? Он позвал Бхактивинода, чтобы тот пришел к нему, к его постели. And he blessed him that you're actually going to become a very great Vaishnava and do good to the world. И он предсказал, что ты станешь замечательным вайшнавом и сделаешь очень много хорошего для этого мира. Then he said, the occupation that you have in 4 years' time will be the occupation you maintain till you retire. И после этого он сказал, что вот то, чем ты занимаешься сейчас, оно будет этим занятием ты будешь поддерживать себя и свою семью всю свою жизнь до того момента, когда уйдешь на пенсию. He said, after my departure, you should visit all the holy places of pilgrimage and the temples of Orissa. И он сказал, что после того, как я отойду в мир иной, ты должен будешь посвятить все святые места и храмы Орисы. After speaking that, then this mystical grandfather passed out through his Brahmarandhra, through the top of his forehead, and left his body. И произнеся эти слова, его мистический дед, он оставил свое тело, его душа вышла через Брахмарандхру. So in this way, Bhaktivinoda did exactly as his maternal grandfather suggested, and sure enough, in 1866, he was appointed as a deputy magistrate. И Бхактивинода Такур, он последовал наставлениям своего деда, и в 1966 году он стал мировым судьей. Because the combination of the two was very significant. И слияние этих двух фактов очень важно. Bhaktivinoda Thakur visited all the temples in Orissa, and he wrote a book about that. But visiting those temples changed his life. И Бхактивинода Такур, он посетил все храмы Орисы и написал об этом книгу. Но кроме того, то, что он посетил эти храмы, очень сильно изменило его. At that time, he was known as a very straightforward person who was not corruptible. И он был известен как очень открытый, прямолинейный человек, который не подкупен. This means he was 28 years old when he was appointed a deputy magistrate. Это уже было, когда ему было 28 лет, когда он стал мировым судьей. Now, at that time, that required to take different civil examinations and. Он был заместителем, в смысле, вот этого судьи. И тогда нужно было проходить всякие экзамены, сдавать. And at that time, only one Indian national had done it before. И он был единственным индусом, который прошел через этот экзамен, сдал его. Surendranath Banerjee, who became a politician. Чтобы стать политиком. So Bhaktivinoda was told that you just take this post and help the government out clearing up the cases amongst the criminal court cases amongst the people, because you are not corruptible. And later on you can pass the exam when you get time. He did pass the exam, but he said you can pass it at your own time, at your own convenience. The government said, we want you because you are not corrupt. But at that time he didn't pass it. At that time he did pass it. He did pass it. And why they say you will pass? Because it took time to pass the exam. You have to study for the exam, you have to sit for the exam, you have to da-da-da-da-da. It took 6 months, 8 months, 10 months. It took a long time. So he engaged in this service before he passed. Right. То есть он еще не сдал этот экзамен, но правительство ему, то есть впоследствии он сдал этот экзамен, но еще до того, как он это сделал, правительство ему настолько доверяло, что давай ты займешь этот пост и будешь решать всякие уголовные дела, связанные вот разбирательством между вот местным населением. So Bhaktivinoda Thakur used to say that you'll know you'll get justice when you see that the high court judge has got tilak on his forehead. И Бхактивинода Такур сказал, что вы увидите настоящее правосудие, когда верховный судья будет носить тилоку у себя на лбу. At this time, Bhaktivinoda Thakur was posted in a religious section of
Bengal, known as Dinajpur, which is now, I believe it's in Bangladesh. И также Бхактивинода Такуру назначили управляющим по делам религии в Динаджпуре, это где-то, скорее всего, в Бангладеше сейчас. So this is a famous city, and the Gaudiya Vaishnavas were in that city, and that's when Bhaktivinoda Thakur met them. И это очень известный город, и там находились Гаудия Вайшнавы, именно там Бхактивинода Такур с ними встретился. He was very attracted by their style of kirtan, which is called Manohar Shahi, which is the kirtan which steals the mind by its beauty. И его очень сильно привлек стиль Манахаршай, стиль киртана, который был у местных вайшнавов, и этот стиль переводится как тот, что пленяет ум. That kirtan style is practically lost now. В настоящее время он практически утрачен. There's a young brahmachari from Bombay. Есть один молодой брахмачари из Бомбея, who is taking classes now in Calcutta from a 91-year-old lady who is one of the last professors who knows that style of kirtan. И он как раз обучается сейчас этому стилю в Калькутте от 99-летней Мададжи, которая является последним профессором и знатоком этого стиля. So it shows that how Indian culture is becoming degraded by modernism, by materialism. И это показывает то, как индийская культура, она ее постепенно одолевает современные всякие течения. Actually, kirtan raises the prana, the life air, up in the morning. И киртан, он утром поднимает жизненный воздух. Sometimes renunciates in holy places like in Vrindavan or in Mayapur, sometimes when they wake up early in the morning, even before they brush their teeth, after rising from bed, they will sing bhajans glorifying God. И часто отреченные личности в святых храмах в Вриндаване, в Майяпуре, они, просыпаясь утром, даже прежде чем они почистят зубы, они начинают петь баджаны, прославляющие Господа. Because the life air is brought forward to serve God by such sounds. И поскольку жизненный воздух, он поднимается вверх для служения Господу, и благодаря этим звукам. One of the definitions of mana means mind, but mana also means the heart. So it means stealing the heart. И каково значение слова мана? Мана означает ум, но также и сердце. То есть манахара — это то, что пленяет ваше сердце. So then Bhaktivinoda Thakur became attracted in their Sangha and asked a famous publisher in Calcutta named P.C. Roy if he could find an edition of Chaitanya Charitamrita. И тогда Бхактивинода Такур также очень привлекла санга, общение с этими вайшнавами. Он обратился к известному местному книготорговцу P.C. Roy, famous publisher. Очень известный издатель P.S. Roy, которому он спросил найти ему экземпляр Бхагаватам. P.C. Roy was also a publisher of religious books. Он также занимался изданием религиозной литературы, этот издатель. He was a contemporary of Bhaktivinoda Thakur. Он жил во времена Бхактивинода Такура. So P.C. Roy looked around and after much research found 2 manuscripts of Chaitanya Charitamrita, which was very unknown. The book was very unknown at that stage. И в те времена читание Чаритамрити практически ничего не было известно. И вот этот P.C. Roy, он в течение довольно долгого времени, довольно долгих поисков, он нашел 2 манускрипта читания Чаритамриты. So the first reading of Chaitanya Charitamrita, Bhaktivinoda says that I became struck with wonder at the magnanimity of Chaitanya Mahaprabhu. I included him amongst the foremost of religious thinkers. И
Первый раз, прочитав читание Чаритамриту, Бхактивинода Такур был поражен величием Шри Чайтаньи Махапрабху, и он сказал, что он включил его в ряды самых величайших религиозных мыслителей мира. See, part of the British strategy was to try to convince the Indians of the magnanimity of Jesus Christ. И частью стратегии англичан было убедить всех в величии Иисуса Христа. So Bhaktivinoda Thakur was convinced that Jesus Christ was magnanimous. И Бхактивинода Такур был убежден в величии Иисуса Христа. But he said, on the second reading of Chaitanya Charitamrita, then I realized that there was no better, there was no more magnanimous personality than Chaitanya Mahaprabhu. Но после второго прочтения читания Чаритамриты он пришел к заключению, что не было более великой личности, более великодушной, нежели Шри Чайтанья Махапрабху. So in his spare time, which Bhaktivinoda had in the evening hours, и в свободные вечерние часы Bhaktivinoda Thakur wrote a commentary called the Amrita Pravaha Bhashya. Бхактивинода Такур писал комментарий Амрита Праваха Бхашья. Amrita Pravaha means nectar which is powerfully spoken. Амрита Праваха означает нектар, выраженный очень сильным образом. То есть выраженный очень сильно. So that is the, and then he published it. И затем он опубликовал этот комментарий. He published it with funds because he had a very good government job that gave him a very good salary. So he used his salary to publish religious books, the commentaries that he was writing. И поскольку он работал судьей, у него была достаточно хорошая зарплата, и на эти средства он опубликовал этот комментарий. Bhaktivinoda set an amazing standard as a householder. Бхактивинода установил потрясающий стандарт жизни семейного человека. After his first child was born, his wife died in childbirth. И во время первых родов его супруга умерла. So after having this baby child to take care of and no wife, then Bhaktivinoda got married a second time to Bhagavati Devi. И чтобы позаботиться об этом новорожденном ребенке, Бхактивинода Такур женился второй раз на Бхагавати Деви. And Bhagavati Devi was a wonderful Vaishnavi who gave him another 11 children. И Бхагавати Деви была удивительной вайшнави, которая подарила Бхактивиноду Такуру еще 11 детей, which included one daughter. Одной из которых была дочка. And of those children, 4 of them were celibate brahmacharis. И 4 из его детей были брахмачари. And she was so expert in household affairs, Bhaktivinoda Thakur only had to have meetings with his wife for a half an hour a day. И Бхактивинода Такур был настолько опытным в семейных делах, что он общался со своей супругой на домашние темы всего полчаса в день. She would take care of everything. И она беспокоилась, она заботилась обо всех домашних делах. Bhaktivinoda Thakur was very punctual at the office, and he arrived at his court punctually at 10 o'clock in the morning. И Бхактивинода Такур был очень пунктуален в своих государственных делах. Он приходил в свой офис точно в 10 часов утра. If you include his lunch break, it was 8 hours. И он проводил там, включая обеденный перерыв, 8 часов. And in the afternoon, after taking a bath, his meals were quite frugal, actually. His eating was very less. И его пища была очень такой незначительной, очень мало ел. This way he kept his energy for working. И таким образом у него было достаточно энергии для того, чтобы работать, сил. He only slept about 4.5 hours at night and about a half an hour in the daytime. Он спал где-то 4,5 часа ночью и 1,5 часа днем. And the rest of the time he was writing.
Все остальное время он занимался писательским делом. When he came back from the office, he spent 2.5 hours translating from Sanskrit to Bengali. И когда он возвращался из офиса, он со службы, он 2,5 часа занимался переводом с санскрита на бенгале. When he was posted to Jagannath Puri, then by the British, then he used that opportunity of staying in that city to regulate the affairs of the Jagannath Temple and to finish his Sanskrit education. И когда его английское правительство перевело в Джаганнатха-Пури, он использовал это возможность для того, чтобы урегулировать ситуацию в храме Джаганнатха, а также для того, чтобы завершить свое обучение санскриту. He also defeated the activities of a so-called incarnation tantric named Vishakasena. А также он положил конец деятельности так называемому воплощению Бога, тантрику Вишакасена. And this person was corrupting villagers into believing that he was non-different from God, and he had some other tantric that he was calling an incarnation of Balarama, etc. And they were doing all type of mischief in the village. И он занимался в деревеньке тем, что он попортил нравы местного населения. Он заявлял, что он является воплощением Бога, а другого тантрика он называл воплощением Баларамы. And this person actually had some mystic power, and various English officers, etc., would come down with high fever, resulting in very close level to death by confronting this mystic. И у этого тантрика он обладал определенной мистической силой, и все английские чиновники, которые выступали против него, они начинали заболевать, у них начинался большой жар, практически они были при смерти. So while this bogus yogi was jailed, Bhaktivinoda came under a very heavy fever. И когда этого псевдо-йога посадили в тюрьму, у Бхактивинода Такура начался сильный жар. So the pressure was there from well-wishers, you should release this man, else you'll die. И все его доброжелатели и члены семьи начали на него давить, что чтобы с тобой все было в порядке, отпусти этого человека. А иначе умрешь. Bhaktivinoda had great faith in the holy name and Jagannath, and said, no, this rascal must be punished, and even if at the expense of my death, I don't care, this rascal must be punished. И на что Бхактивинода Такур, у него была огромная вера в святое имя и в Господа Джаганнатха, он сказал, что этот негодяй должен понести ответственность за свои деяния, даже если за это не придется заплатить собственной жизнью. Bhaktivinoda posted a bunch of Muslim guards around him to make sure that he wouldn't escape. И Бхактивинода Такур, он поставил на охрану этого тантрика в тюрьму мусульман, чтобы он не смог убежать. Then there was one British medical officer who, by understanding the workings of Indian mystics, had surmised that this Indian mystic is keeping all of his potency in his hair. И один британский врач, который немножко разбирался в индийских мистиках, он понял, что мистическая сила этого тантрика находится в его волосах. So, during the court session, the final court session, when Bhaktivinoda Thakur practically had to be wheeled to the court, on a stretcher, he was so sick. И на последнем судебном заседании, на которое Бхактивинода Такуру в прямом смысле слова просто привезли, поскольку он не мог уже, настолько был больно, что не мог самостоятельно передвигаться. When Bhaktivinoda finally gave the judgment that this person was, and under different British rules, then the man was imprisoned for a good duration. И Бхактивинода Такура приговорил его в соответствии с английскими законами на приличный срок заключения. Then after this man was sentenced, just before he was being taken back to the prison, this medical officer, I think his name is Mr. Thomas or something,
reached up behind this mystic yogi and cut off all his hair with a pair of snippers. И Yeah, just, whatever it is. И вот, как после того, как был вынесен приговор, и как раз прямо перед тем, как его должны были вывести из зала суда в тюрьму, этот врач, он подкрался сзади за этим йогом и обстриг его волосы. Upon being his hair cut, then this guy collapsed on the floor and himself, all of his energy was finished. И сразу после того, как волосы ему обрезали, он тоже упал без чувств на пол, и практически он лишился всех своих сил. And all of the effect of the fever that Bhaktivinoda was suffering and other people were suffering was released at once. И сразу же лихорадка и жар у Бхактивинода Такура и всех остальных чиновников сразу же прошло. And later on, that mischief maker died in the prison. И позже этот тантрик умер в тюрьме. There was many Hindu-Muslim fights and arguments in courts, and Bhaktivinoda had to clear up those court cases. И было множество разных споров и драк между индусами и мусульманами, и Бхактивиноду Такуру приходилось решать эти тяжбы. Now he was so efficient that what any British officer would take 45 minutes to do, he would do it in 5. И он был настолько опытен и настолько эффективен в своей работе, что дела, на которые британским судьям требовалось 45 минут, у него уходило всего лишь 5. And they were actually worried. They thought, this can't be so. How can his deliberations be correct? But when they check it out, they found out it really was correct. И они очень сильно говорили, как это так можно быстро все решать? Что-то он там, наверное, путает. Но когда они проверяли дела, оказалось, что он решал все правильно. At that time, Bhaktivinoda had a senior deputy magistrate that became actually very envious of Bhaktivinoda's ability. И в те времена у Бхактивинода, один из коллег Бхактивинода Такура был главный заместитель судьи, и он англичанин, и он очень сильно завидовал Бхактивиноду Такуру. Later on, after Bhaktivinoda Thakur had finally retired in, I think it was 1911, this retired British magistrate came to Calcutta to apologize to anybody that he had offended in his business life so that they may die peacefully. And at that time, Bhaktivinoda was invited to the writers' buildings to meet him in Calcutta. The famous buildings, a famous government building, it's called the writers' building. Still there in Calcutta. И вот, когда Бхактивинода Такур уже ушел в отставку в 2011 году, этот бывший помощник, заместитель судьи, он тоже уже был в отставке, он приехал в Калькутту, чтобы извиниться перед всеми, кого он мог задеть, обидеть в течение своей трудовой деятельности, чтобы быть в состоянии спокойно оставить тело. Он также пригласил Бхактивинода Такуру в здание Райдерс. Это одно из знаменитых административных зданий в Калькутте, оно до сих пор там находится. Bhaktivinoda's son, who worked in that government offices, the writers' buildings, told him that this man wants to see you. И сын Бхактивинода Такура в это время работал там и сказал Бхактивиноду Такуру, вот этот человек хотел бы с тобой встретиться. In 1911, Bhaktivinoda himself was quite ill. Сам Бхактивинода Такур уже был достаточно болен. He was living the life of a Babaji, actually. И тогда он уже вел жизнь Бабаджи. Still, Bhaktivinoda went to see him, and the man fell at Bhaktivinoda's feet and said, И Бхактивинода Такур все-таки пошел увидеться с ним, и этот человек, он упал к стопам Бхактивинода Такура. And he said, I was always afraid that if we have qualified Indians like you in governmental affairs, that the British will have to leave India.
И он сказал, что я всегда боялся, что если все индусы будут подобны тебе, тогда англичанам придется оставить Индию. So he actually conspired to try to make some excuse and get some thieves, to try to harm Bhaktivinoda physically, get him killed. И он даже собирался построить так, чтобы Бхактивинода Такура какие-нибудь воры там причинили какие-нибудь неприятности, может, даже убили. So Bhaktivinoda was surprised. Here's another government minister, and he was envious of me and wanted to kill me. Бхактивинода Такур был удивлен. Ничего себе, еще один, то есть был британский министр, который хотел меня даже убить. Anyway, Bhaktivinoda forgave the man, and the British man was greatly relieved. И тем не менее Бхактивинода Такур простил этого человека, и тот почувствовал большое облегчение. And that was because that person was. In those days, even the rascal British had some culture. Можно отметить, что в те времена даже мошенники, англичане, обладали определенной культурой. What to speak of begging apologies from a personality that was retired and living the life of a great saint, saintly Babaji. Вот он попросил прощения у личности, у великого Бабаджи, у великого святого. Bhaktivinoda used his vacations from the government to travel to discover the places of Chaitanya Mahaprabhu's appearance in Mayapur. И Бхактивинода Такур использовал отпуска для того, чтобы путешествовать и открывать места в Майяпуре, связанные с Господом Чайтаньей Махапрабху. He was keeping his sadhana every day by studying Bhagavatam, and Gorkashore Das Babaji was coming. Он ежедневно изучал Бхагаватам и делал это вместе с Гауракишором Дас Бабаджи. And he was taking counsel from Jagannath Das Babaji Maharaj, who was also in Kalna, a section of Navadvip. Он также принимал наставления от Джаганнатха Даса Бабаджи Махараджа, который жил в Кауне. Это одно из мест в Навадвипе. So at that time, using old archaeological maps, etc., Bhaktivinoda Thakur came to understand the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. И в то же время, используя древние карты местности Навадвипы, Майяпура, Бхактивинода Такур, он установил место рождения Шри Чайтаньи Махапрабху. And when he brought Jagannath Das Babaji Mahasaya to that spot, which was a former Muslim graveyard covered with tulsi plants in that section, then Jagannath Das leaped out of the basket, even though he was over 120 years old and bent over. И когда он обнаружил это место было просто двором в мусульманском районе. И It was a Muslim graveyard, right? Muslim graveyard. It was a Muslim. The land was being used as a Muslim graveyard. И он, чтобы проверить свою догадку, он принес туда Джаганнатху Даса Бабаджи. И тот, несмотря на свой преклонный возраст, ему было больше 120 лет, и то, что он был согнут, он выпрыгнул и начал танцевать там. И это место было заросло все туласи. See, in this graveyard, да, и Джаганнатха Дас Бабаджи его носили на корзине, его слуга носил в корзине на голове. and he leaped out of the basket saying, "Hari Bol, Hari Bol." И Джаганнатха Дас Бабаджи, он выпрыгнул с корзины и начал кричать «Харе Бол, Харе Бол». This is the spot. То есть таким образом он подтвердил, что именно это и было место явления Шри Чайтаньи Махапрабху. There was a hillock, like a little hilltop, in this Muslim graveyard that tulsi plants grew, and at nighttime there were very strange sounds, emanating from that area, and therefore people were afraid to go there. И это было такое место, там был небольшой холмик, на вершине которого росли тулоси, все поросло тулоси, и ночью оттуда на этом месте раздавались странные звуки, и поэтому мусульмане, они боялись туда ходить. Actually, some people surmise that there was the sounds of the kirtan
from Srivas Thakur's house, etc. И некоторые считают, что это был звук киртана из дома Шриваса Такура. Because that's where Srivas Thakur used to be, in that area. Поскольку в том же месте неподалеку и бывал и Шривас Такур. The idea of it is that Lord Chaitanya is eternally engaged in his pastimes, and his nocturnal kirtans in Srivas Thakur's house is not just an occasional incident. И Шри Чайтанья Махапрабху, он вечно проявляет свои игры, и киртаны в доме Шриваса Такура это не что-то такое случайное или временное, и то, что происходит только иногда. And Bhaktivinoda Thakur published many things at that time. И Бхактивинода Такура в те времена опубликовал очень много книг. Sharanagati, Gatavali, Bhajans, and Kalyan Kalpataru came out in 1880. И Шаранагати, Баджана Гитавали, а также Кальяна Калпатару вышла в 80-м году 19 века. Later on, after his retirement in 1897, he edited it again and added more bhajans. И позже, когда он ушел на пенсию, в отставку в 1997 году, он заново отредактировал эти книги и добавил дополнительные баджаны. He published Bhagavad Gita with the commentaries of Baladev, with the commentaries of Vishwanath Chakravarti Thakur, and his own commentary, Bengali translation. И Бхактивинода Такур опубликовал также бенгальские переводы Бхагавад-гиты с комментариями Баладева Видьябхушны, Вишваната Чакраварти Такура и со своими собственными комментариями. His own translation, which was called Rasika Ranjan. И свой собственный перевод Бхагавад-гиты, который назывался Расика Ранджана. And he did Mayavadi Tarka Shatadushani. He published the 112 refutations of Mayavad philosophy by Madhvacharya. И он опубликовал также Майявада Тарка Шатадушани. Это 100 refutations. Это 112 отповедей Мадхвачарья Майявади. In this way, Bhaktivinoda Thakur established Dharma in very nice ways. Таким образом, Бхактивинода Такур, он устанавливал религию, дхарму замечательным образом. With the help of his good wife, managing everything domestically, he could devote 6 hours to writing at night and 2.5 hours to translating from Sanskrit to Bengali. И благодаря помощи своей супруги, которая справлялась со всеми домашними обязанностями самостоятельно, он мог уделять 6 часов вечером своему писательскому труду, а также 2,5 часа переводу с санскрита на бенгали. Our Guru Maharaj commented what Bhaktivinoda did in his household life, sannyasis cannot even dream of. И мой Гуру Махарадж Шрила Прабхупада говорил, что Бхактивинода Такур жил, то есть у него был такой насыщенный день, что нынешним саньяси даже и не снилось такое. In the 1880s, up to 1892 or so, Bhaktivinoda Thakur also established many places, namahatas, places where the holy name was preached in Bengal. И начиная с 92 года 19 века Бхактивинода Такур основал множество мест, намахат, места, в которых проповедовалась слава святого имени. One of them is still famous. Одно из этих мест до сих пор известно, знаменито. Where they still sing traditional ragas in Manohar Shai style kirtan. It's called the Shori Prapanashrama. И там поются раги в этом стиле Манахара Шая и Kirtan. It's called the Shori Prapanashrama. Шаури Прапанашрама. Это тоже стиль киртана. Shori is a name for Krishna. Шаури это имя Кришны. And Prapana is surrender. Прапана означает предание. So the place that promotes the surrender to Shori, Krishna. Это место, в котором стараются предаться Шауре Кришне. So Bhaktivinoda Thakur's bhajans is part of that surrender.
И баджана Бхактивинода Такура являются частью этого процесса предания. And his last writings he started in 1908. И свое последнее произведение начал писать в 1908 году. But at this stage, Bhaktivinoda's health was not good, and he was also absorbed in, retired in Puri, absorbed in manasik bhajan. И в это время здоровье Бхактивинода Такура уже пошатнулось, и он был погружен в манасика пуджу. So he finished the Bengali translations of that work called, his last work called Svaniyama Dvadasakam, my 12 self-imposed vows. И он... His own composition. Это сочинение называлось «Мои 12 обетов». And so he finished the Bengali translations of that, but he didn't finish the commentary. И он закончил бенгальский перевод этого, но не закончил комментарии. And Bhaktivinoda Thakur left his body in on, I think it was June 21st of 1914. И Бхактивинода Такур оставил этот мир 21 июня 1914 года. Now at that time the sun was heading toward the southern direction. И в это время солнце, оно шло в южном направлении. So it was not an auspicious time to observe the samadhi ceremony. И это было неблагоприятное время, чтобы совершать церемонию самадхи. At that particular time, it was the rainy season in Bengal, and so it was raining very fiercely in Mayapur at that time. И в Майяпуре, в Бенгалии, в это время был сезон дождей, и ливни шли ужасные. When Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was doing Nam Bhajan in Mayapur at that time, under an umbrella in Vrajapatanam in Mayapur. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который совершал в это время Нама Баджан в Майяпуре вместе в Раджапатанам под зонтом. When he got the telegram that his father had given up his body in Calcutta. Когда он получил телеграмму, что его отец оставил тело в Калькутте. It was raining too hard, and he couldn't get to Krishnanagar to get on the train to go to Calcutta. И там был такой ужасный дождь, что он не мог добраться до Кришнанагара, чтобы сесть на поезд и добраться до Калькутты. It took 3 days for the rain to let up. То есть прошло 3 дня, прежде чем дождь прекратился. By the time Bhaktisiddhanta had gotten to Calcutta, his brothers had burnt the body of Bhaktivinoda. И к тому времени, когда Бхактисиддханта добрался до Калькутты, его братья уже сожгли тело Бхактивинода Такура. Before Bhaktivinoda gave up his body, he wrote a small note with 3 instructions for Bhaktisiddhanta. Но перед смертью Бхактивинод Такур написал 3 наставления Бхактисиддханте Сарасвати. First one was that you should promote Daivi Varnashram Dharma. И первое было, что ты должен стараться распространять Дайви Варнашрама Дхарму. The second one was you should engage in preaching to the public and don't become so much attached to your own bhajan, your own worship of Krishna. Ты должен проповедовать, широко проповедовать и не слишком увлекаться личным баджаном. The last one was, I believe, was an instruction that he should compile. I'm confusing this. It might be with the instructions that Bhaktisiddhanta left him. One was called the Vaishnava Manjusha, was a compilation of Vaishnava encyclopedia. И третье, насколько я помню, Chaitanya Manjusha was the name of it. Читание Манджуши, что он должен составить Encyclopedia. Такую энциклопедию. I might be confusing it. There were 3 important statements that Bhaktivinoda gave. I remember. The third one was that you should serve Mayapur. Махарадж говорит, что я немножко запутался, но третье было, это ты должен служить Майяпуру. Render service to Sri Gauranga by serving the cause of Mayapur.
И ты должен служить Господу Гауранге тем, что ты служишь Майпуру. Those are the 3 instructions he gave. И такие 3 наставления оставил перед смертью Бхактивинода Тхакура своему сыну Бхактисиданта Сарасвати. So in the meantime, all of the eminent social personalities in Calcutta, being aware of Bhaktivinoda's departure, made a memorial committee for him. И в это время важные люди Калькутты, узнав о смерти Бхактивинода Тхакура, они устроили такой поминальный вечер в его честь. And literally, a huge number of eminent citizens from publishers, newspaper personalities, judges, philosophers, poets, they all came out to glorify Bhaktivinoda Thakur's contributions. И все такие известные, выдающиеся личности, там издатели, поэты, философы, судьи, репортеры, журналисты, все собрались там, чтобы прославить вклад Бхактивинода Тхакура. One of them was the publisher of the famous Bengali daily, which is called Amrita Bazar Patrika. И один из них был издатель газеты, ежедневной газеты Амрита Праваха Патрика. The founder of that Patrika said, I didn't have the benefit of knowing the 6 Goswamis, but I consider you to be the 7th. И он сказал, что я считаю, что ты являешься 7-м Госвами. But I did not have the benefit of knowing the 6 Goswamis, but by your activities, we should consider you to be the 7th. Говорит, я не уверен в том, что я знаю хорошо труды 6 Госвами, но я уверен, что ты являешься 7-м Госвами. So this is just a small little token of what Bhaktivinoda Thakur accomplished. И то, что они говорили, это всего лишь небольшой как бы намек на то, что сделал Бхактивинод Тхакур. Now, on the appearance and disappearance days of the acharyas, it's described that on these days you can go directly to them. Although we generally approach the previous acharyas through our spiritual master, on this day you can go directly to them. И обычно к предыдущим ачарьям мы обращаемся через нашего духовного учителя, но в дни их явлений и уходов мы можем обратиться к ним непосредственно. It's not that we should just sing Bhaktivinoda's bhajans, just now and then because it's Gaudiya or because it's our tradition or because they have a nice sound or something like that. Мы должны обращаться не только мы должны обращаться к баджанам Бхактивинода Тхакура не только потому, что там наша традиция, не то, что это Гаудия вайшнавские баджаны или потому, что они приятны для слуха. We should sing them because all the philosophy is there within them. Мы должны это делать, поскольку в них содержится вся философия. And because they raise the prana, they raise the life force forward. Кроме того, они поднимают вверх прану, жизненный воздух. Bhaktivinoda showed us how to serve Chaitanya Mahaprabhu in the modern day lifestyles, which are very strenuously stressed out in modern city dwelling life. А также Бхактивинод Тхакур показывал нам, как мы можем жить в современном обществе. Семейные люди могут жить в современном обществе очень напряженном и очень таком с полным стрессов. Bhaktivinoda showed us how to keep our bhajan, our sadhana, our chanting of our rounds, or absorbing in shastras. Он показывал, как мы можем соблюдать баджану, как можем совершать баджан и читать шастры. He actually took association of Jagannath Das and Gorkashore Das Babaji's, and he applied many of their aspects of their bhajan in his own. А также он общался с Гаур Кишором Дас Бабаджи и Джаганнатом Дас Бабаджи и перенял многое от них. If you go in Mayapur to his house there in Godruma,
right opposite the Goshala, practically across the Jalangi from the Goshala. Если вы отправитесь в Майпур, это в Годруму, его дом Бхактивинода Такура находится напротив, практически напротив Гошалы, через Джалангу. Where in that place is where his Gorgadhadar deities are and where his samadhi is. И там находятся его божества Горгададхара, его самадхи. Where is the samadhi of his servant Krishnadas Babaji, who gave up his body within a few months actually of Bhakti Vinod. И там же находится самадхи его слуги Кришнадас Бабаджи, который оставил тело вскоре в течение нескольких месяцев после того, как Бхактивинод Такур ушел из этого мира. And his living quarters was there. А также там находится дом, в котором он жил. But what's one of the neatest things about his living quarters is a tiny little room where he used to chant in. А также в этом доме находится небольшая комната, в которой он повторял святые имена. It's actually just a closet with a door. И это своего рода типа шкафа. Она размером очень небольшая, может квадратный метр, может 1,5 квадратных метра. The door opens inside, and you have enough room for a body to sit, and then close the door. Вот дверь открывается внутрь комнаты, и там достаточно только места, чтобы сесть там и закрыть дверь. And he would sit in there and scream the holy name, and the echo would echo off the walls. И он сидел там и просто кричал святое имя, и оно отзывалось эхом от стен. For those that like to sit and chant japa, this is the inspiration. Для тех, кто любит сидеть и повторять джапу, это может послужить вдохновением. For those that can't sit and chant japa, like me, а те, кто не могут сидя читать джапу, как я, then the forest of Vrindavan, the Parikrama path, these things are inspiration. Тогда их могут вдохновить леса Вриндавана и парикрамная дорога. But saints like Bhakti Vinod and Narottam, they taught us to scream the holy name loudly. That's what they taught us. Бхактивинод Такур и Наротам Дас Такур, они советуют громко читать джапу. So that is what we should consider doing. И это то, что предполагается, мы будем делать. While we live in this world, we should use our energies proactively for the service of Chaitanya Mahaprabhu. И пока мы живем в этом мире, мы должны использовать свою энергию активно в служении Шри Чайтанья Махапрабху. This is described in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 22. Об этом говорится в Мадхья Лила Чайтанья Чаритамрите в 22 главе. 154 and 156. В 154 и 156 стихе. Bayar antara ihara duito sadhana. In this material world, there is two ways of performing sadhana, spiritual practices to serve Krishna. И в этот век существует два способа практиковать садхану, практику сознания Кришны. External and internal. Внешне и внутренне. With the external body, we engage in shravan and kirtana, hearing and chanting the glories of Krishna. Своим внешним мы занимаемся шраваном и киртаном, мы слушаем о Кришне и говорим о Кришне. Mani nija siddhadeya korina bhavan, in the purified mind after anarthana vritti. И в чистом уме после уровня анарха-неврити then you absorb yourself in contemplation on your spiritual body. Вы размышляете о своем духовном теле. That spiritual body is revealed by the chanting of the holy name. И духовное тело проявляется благодаря воспеванию святого имени. And the mercy of Krishna. И по милости Кришны, разумеется. And Mani nija siddhadeya korina bhavan, in the purified mind contemplate your spiritual body. И в чистом уме, в очищенном уме размышляйте о своем духовном теле. Ratre dine kore braja Krishna sevan, and night and day serve Krishna in Vrindavan. И таким образом служите Кришне во Вриндаване. So this is how the acharyas have set their life as an example, a practical work with the material body dedicated to Krishna and internal consciousness dedicated to the spiritual world. И таким образом предыдущие ачарьи, они показывают нам, как можно посвящать свое тело служению Кришне и в этом материальном мире, и свой ум служению Кришне в духовном мире. Certain days they're actually
certain days or certain times of the day, they literally renounce the whole world as if it was nothing. И некоторые дни или некоторые периоды в течение дня они полностью отвергали этот мир, как будто он был вообще ничем, как будто его не существовало. They're absorbed in hearing and chanting so deeply that they literally give up contact with the world. Они настолько глубоко погружались в воспевание святого имени, что буквально теряли связь с этим миром внешним. When they study Bhagavatam, when they chant the holy name, when they worship their Lord, these are times when they can go to the spiritual world. И когда они повторяли святое имя, когда они читали Бхагаватам, когда они поклонялись божествам, они отправлялись в духовный мир. And that's what they practice doing. Это то, что они практиковали. Every one of us must be kicked out of this body today or tomorrow. Каждого из нас из тела могут выкинуть сегодня или завтра. Just like in Bhaktisiddhanta's Upadeshavali, it states. Как в Упадешавале Бхактисиданта Сарасвати утверждается. He says that if the material body is, we're here for a very short time. If the material body is broken through constant discourses on Lord Hari, we'll become successful. И там говорится, что мы временно находимся в этих материальных телах, но если эти тела, они стареют в повествованиях о Кришне, тогда мы в момент смерти достигнем успеха. He says that physical sickness with Hari Bhajan is preferable to physical fitness without Hari Bhajan. Больное тело с Хари Баджаном предпочтительнее здорового тела без Хари Баджана. So there's a tendency, specifically as you get older, when you become a 50-year-old dog like me or something. И существует склонность, когда человек стареет и становится старой 50-летней собакой, как я. So there's a tendency to have an increased focus on health, try to do things that are healthy. Есть такая склонность начинать заботиться о своем здоровье, как-то его подтягивать. They call it aging gracefully, aging gracefully by taking supplements, exercise, doing things that are good, things that you should have done when you were 20, but you never did. Это называется как бы мягкое увядание, когда человек он начинает заниматься делать какие-то упражнения и так далее, то есть здоровый образ жизни вести. То, что, собственно говоря, предполагается, он должен начинать делать с 20 лет, но ничего не делает в это время. Right. But Bhaktisiddhanta shows us how we should focus that. Но Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, на чем мы должны сосредоточиться. Bhaktisiddhanta, evidently he learned this from his father. Очевидно, что этому он научился у своего отца. Hari Bhajan with physical illness is preferable to good health without love, without service to Krishna. Что болезни со служением Кришне гораздо предпочтительнее, нежели здоровье без такового. It doesn't mean we should neglect our health. Но это отнюдь не значит, что мы должны пренебрегать своим здоровьем. No, Bhagavatam says, "Labo jiveti avata jivasya tadava jigyasya arthasna chaya karmabi." Good health is meant for self-realization. В Бхагаватам говорит, что хорошее здоровье предназначено для самоосознания. We should desire good health for that. Мы должны стремиться, хотеть быть здоровыми ради этого. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, "We are here in this world for serving Hari. If we are not serving Hari, there is no use to stay here." И Бхактисиданта Сарасвати говорил, что мы находимся в этом материальном мире для того, чтобы служить Хари. Если мы не служим Хари, тогда зачем здесь быть? And all of our relationships have to do with that. И все, что мы делаем, должно иметь связь с этим. The fact of the matter is, as Kali Yuga increases, day by day, we're devoting more and more time and energies to maintaining the stupid material body which is rotting in front of our very eyes. Но реалии таковы, что день за днем Кали-юга становится все хуже, и все больше времени и сил у преданных уходит на то, чтобы поддерживать это бесполезное тело, которое портится прямо у вас на глазах.
If you analyze it, how much time are you spending taking care of this rotten body? You'll understand it. It's a lot. It's an awful lot of time. Если вы проследите, сколько времени вы тратите на заботу об этом гниющем теле, то сможете понять, что кучу. And how much time are we devoting of the 24 hours to our sadhana, our spiritual practices? You analyze the balance. Analyze how much of what? И если вы посмотрите, сколько времени в сутки за 24 часа вы тратите на свою садхану, на свою духовную жизнь. And all that time of sadhana, we have to analyze how much of it is external, just ritualistically going through the motion. И вы можете увидеть соотношение, и тогда вы сможете понять, сколько садханы у вас идет чисто вот там ритуалистично, то есть на какие-то просто движения внешние. Rituals are okay as long as it promotes your Krishna consciousness or Gauranga consciousness. Ритуалы хороши, если они, и в них нет ничего плохого, если они увеличивают в вас сознание Кришны. It is not the external ritual, it's the love and the ideal of the acharyas behind the ritual. И ритуалы, они не обязательно должны быть бездомными, то есть в них можно вкладывать любовь, а также идеал, который показали предыдущие ачарьи. Это не какой-то предмет, который предлагаете во время арати. Важно та любовь, с которой вы это предлагаете. И это важна не пища, которую предлагаете Шиши Горнитай, они не просто поедальная машина. А важно сознание, с которым вы это делаете для них. Because we're all going to die soon. Why should we work hard for a headache? Каждый из нас должен будет скоро умереть. Чего ради нам работать, просто ради головной боли? Bhaktivinoda Thakur's whole life was a personification of this statement of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И вся жизнь Бхактивинода Thakura была подтверждением этого утверждения Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. He's saying that Hari Bhajan with bad health is preferable to Hari Bhajan with good health. Worship of Krishna with bad health is preferable to worshiping Krishna with good health without love for Krishna. И Махарадж говорит, что поклонение, это утверждение такое, что поклонение Кришне, даже если у вас плохое здоровье, лучше, нежели поклонение Кришне, если у вас хорошее здоровье, но нет любви. Because he saw it with his own eyes that his own father was attacked by fevers, by sicknesses, by gastro problems, anything a human body has got. He saw his father afflicted with that. Поскольку Бхактисиддханта Сарасвати ясно видел, как болезни одолевают тело его отца, там самые разные, как и любое другое материальное тело. Но также он видел, что Бхактивинода Thakura был трансцендентен к этим болезням. Благодаря тому, что он, благодаря воспеванию, слушанию, писанию, то есть благодаря своей литературной деятельности, благодаря погружению в духовную жизнь. Even though Bhaktivinoda Thakur had, by some accounts, 11 children, by other people's accounts, 13 children, that did not stop his devotional service to the Lord. И хотя у Бхактивинода Thakura была большая семья из 12 детей, это не останавливало его преданного служения. Nowadays, maybe your father had 7 kids, 5 kids. Может быть, у вашего отца было 6-5 детей, 7. So, it's like Bhaktivinoda Thakur is like 4 generations ago. А Бхактивинода Thakura жил порядка 4 поколений назад. Roughly 4. Ну, около того. But his was an example of timeliness. He kept a pocket watch with him. It's called a British stopwatch. That for everything had its time.
Но он очень был пунктуален, у него он все время держал себя в руке наручные, не наручные, а вот такие карманные часы английского производства, и у него... И он постоянно, все, что он делал в определенное время очень четко, очень скрупулезно, очень педантично. There is a combination of both efficiency in your activities with love for Krishna. A combination of both. Необходимо оба, то есть с одной стороны эффективность вашей деятельности для Кришны, и там также должна быть присутствовать любовь к вашей деятельности. И в 23 главе Мадхи-лилы Чайтанья Чаритамрити говорится, ну это где-то 13, может быть 18. In the descriptions of bhava bhakti, Rupa Goswami says one word, abhyarta kalatvam, that Vaishnavas that are pure don't waste their time, and Bhakti Vinod really set that example. И там описывается бхава бхакти. Рупа Госвами говорит Abhyarta kalatvam. Абхьярта калатвам, то, что человек на уровне бхавы не теряет ни секунды впустую, он все в свое время занимает в служении Кришны. И Бхактивинод Такур был примером этого. Jai Bhakti Vinod Thakur ki jai. All right. How are we doing? It's over time. Hare Krishna. Итак, мы уже превысили свой лимит времени. Харе Кришна. All right. So tomorrow we'll start talking about Krishna Balaram. Итак, завтра мы наконец начнем говорить о Кришне Балараме. Although we actually did a lot of talk about Krishna Balaram in the last festival in Epitoria. Мы, хотя, несмотря на то, что мы много говорили о Кришне Балараме на предыдущем фестивале в Евпатории. И эти лекции будут доступны вам через какое-то время. We were discussing the appearance of Krishna, the name-giving ceremony of Krishna. Мы говорили о явлении Кришны, о церемонии наречения Кришны Баларамы. And we'll be discussing further in those lines. И здесь мы будем продолжать дальше эту тему. То есть не эту тему, а дальше идти по стихам Бхагаватам. So the devotees today should sing bhajans glorifying Bhakti Vinod Thakur, read about his life, and try to apply a ray of that life in your own. And that way you'll get the mercy of Bhakti Vinod Thakur. Сегодня преданным очень хорошо петь баджаны, прославляющие Бхакти Винод Такуру, читать о его жизни, а также применять то, чему учил Бхакти Винод Такур своей жизнью, в своей жизни. Харе Кришна. Харе Кришна. Okay, Paratattva, take care of this thing. What do we do? We just push this thing again? Yeah, 2 seconds. Push it 2 seconds. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8. И мы будем читать Шримад Бхагаватам 10-ю песнь, 8 главу. Text 19. 19 текст. This is Gargacharya discussing after the name-giving ceremony of Krishna and Balarama in the Goshala. И это слова, произнесенные Гаргачарьей после церемонии наречения, проведенной в Гошале. Text number 19. 19 текст. Tasmanandatmajo yangate narayana samogunai sriya krityanubhavena gopayasva samahita. In conclusion, therefore, O Nanda Maharaja, this child of yours is as good as Narayana.
Одним словом, о Махараджананда, этот твой ребенок ни в чем не уступает Нараяне. In his transcendental qualities, opulence, name, fame, and influence, he is exactly like Narayana. Он обладает теми же духовными качествами, богатствами, именем, славой и могуществом, что и Нараяна. You should all raise this child very carefully and consciously. Растите этого ребенка очень внимательно и бережно. Commentary by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In this verse, the word Narayana Sama is significant. Важную роль в этом стихе играет слово Нараяна Самаха. Narayana has no equal. He is Asamurdva. No one is equal to him. No one is greater than he is. В Нараяне нет равных, он Асамуртхва. Никто не равен ему и никто не превосходит его. As stated in Shastra, В шастрах сказано: Yastu Narayana Madevam Brahma Rudradi Daivati Samatve Naiva Vikshekta Sapashandi Bhavidrudam. One who equates Narayana even with great exalted demigods like Lord Shiva or Lord Brahma is a Pashandi, an agnostic. Тот, кто приравнивает к Нараяне кого бы то ни было, даже величайших полубогов, таких как Господь Шива и Господь Брахма, является Пашанди, агностиком. No one can equal Narayana. Никто не может сравниться с Нараяной. Nonetheless, Gargamuni used the word sama, meaning equal, because he wanted to treat Krishna as the Supreme Personality of Godhead who had become Nanda Maharaja's son. И тем не менее Гаргамуни употребил слово «сама», означающее «равный», чтобы выразить свое отношение к Кришне как Верховной Личности Бога, ставшей сыном Махараджананды. Gargamuni wanted to impress upon the mind of Nanda Maharaja, your worshipable deity Narayana is so pleased with you that he has sent you a son almost equal to him in qualifications. Therefore you may designate your son with a similar name, such as Mukunda or Madhusudana. Гаргамуни хотел втолковать Махараджананде: Бог, которому ты поклоняешься, Нараяна, настолько доволен тобой, что послал тебе сына почти равного ему по своим достоинствам. Поэтому ты можешь дать своему сыну любое его имя, имеется в виду Бога, например, Мукунда или Мадхусудана. But you must always remember that whenever you want to do something very good, there will be many hindrances. Но всегда помни, что у тебя любое хорошее начинание будет наталкиваться на множество препятствий. Therefore, you should raise and protect this child with great care. Очень внимательно расти и оберегай этого ребенка. If you can protect this child very cautiously, as Narayana always protects you, the child will be as good as Narayana. Если ты будешь оберегать его так же тщательно, как Нараяна всегда оберегает тебя, тогда твой ребенок станет таким же, как Нараяна. Gargamuni also indicated that although the child was exaltedly qualified, like Narayana, he would enjoy more than Narayana as Rasa Bihari, the central enjoyer of the rasa dance. Кроме того, Гаргамуни намекнул на то, что хотя этот ребенок обладает такими же возвышенными качествами, как Нараяна, он будет наслаждаться больше, чем сам Нараяна. Он станет раса Вихари, главным наслаждающимся в танце раса. As stated in the Brahma Samhita, Lakshmi Sahasra Sata Sambrahma Sevimanam, he would be served by many gopis. Как утверждается в Брахма Самхите, Лакшми Сахасрашата Самбрита Самбрама Севьяманам, ему будут служить многочисленные гопи. Who would all be as good Каждая из которых ни в чем не будет уступать богине as the процветания. goddess of fortune, Hare Krishna. It is very interesting in this shloka that Gargamuni says that he will be equal to Narayana. Интересно, что в этой шлоке Гаргамуни говорит, что Кришна будет равен Нараяне. He didn't want to say that he'll be better, Он не захотел сказать, что он будет лучше. because if he said it was better, then that would upset Nanda Maharaj's Vatsalya rasa. Поскольку если бы он так сказал, то это как бы потревожило родительскую расу Нанда Махараджа. Narayana is the protector of Nanda Maharaja. Нараяна – это тот, кто дает защиту Нанде Махараджа. So if he was better than Narayana, then as the fact is, then it would eclipse his parental servitude. И если бы сказали, что Нараяна, он оказывает покровительство Нанде Махараджу, и если бы сказали, что Кришна, он лучше, чем Нараяна, тогда это бы затенило родительскую привязанность Нанды Махараджа к Кришне.
So indirectly he was saying he is. Но косвенным образом Гаргамуни намекнул, что он лучше, чем Нараяна. If anybody thinks that somebody is equal to Narayana, they're a Pashandi. Поскольку каждый, кто думает, что кто-либо равен Нараяне, то он пашанди, оскорбитель. But Gargamuni is a very great sage. He cannot be considered to be a Pashandi, an atheist. Но Гаргамуни, великий мудрец, он не был атеистом, агностиком, пашанди. No, because he sees that in previous ages, it was mentioned before this child descended with different complexions as white, red, and now he's obtained this blackish form. И он уже сказал, что в другие эпохи этот ребенок он появлялся с разным цветом кожи, как белый и красный, а сейчас он пришел в таким темным цветом, с темным цветом кожи. In potency, he'll be like Narayana. И он будет по своему могуществу и по своему влиянию подобен Нараяну. And this way, he mentioned before that all of your troubles will be taken away. И он уже говорил, что все твои беспокойства уйдут. At the same time, because this child is on the level of Narayana and very powerful, you're going to also get many troubles because of this son. Но в этот момент он сказал, что поскольку твой сын будет практически равен Нараяне, то из-за него у тебя возникнут какие-то проблемы. And it is these obstacles, which is nothing for Krishna. И все эти как бы препятствия, они ничто для Кришны. In fact, every day when a demon would come, it was a diversionary tactic. They would be eating lunch or something. They would be they would fight with some demon. Then the demon caused a break in their play. And well, it's time to eat lunch. И каждый день, когда во время игр Кришна с мальчиками-пастушками приходил демон, то это служило перерывом для их игр, чтобы принять обед, покушать. And then, after some time, when another demon would come, Krishna would kill that demon. And then again the break. И когда демон приходил на следующий день, очередной демон, то это тоже служило знаком, что пора прервать игры и покушать. Then it was a break, and then Krishna would say, "Okay, now it's time to go home." И потом Кришна говорил, что пора идти домой. So the idea of it is that the demons that came were not an inconvenience. Actually, it was just a change of scene. И эти демоны, которые приходили, они ничему не мешали, они просто служили разделителями разных игр. They were all killed by the Vishnu potency of the Supreme Lord. И всех демонов убивала энергия Вишну, which is always automatically within Krishna. Которая естественным образом пребывает в Кришне. Krishna, as the Rasaraja, is always sporting with his friends and with his gopis, playing his flute, and that's his business. Кришна является расараджем, и все, что он делает, это он играет со своими друзьями из гопи, играет на своей флейте. Therefore, the Tikacharyas say, when he kills a demon or uproots a difficulty experienced by the Vrajavasis, he does so by his Narayana potency. И в комментарии ачарьев говорится, что Кришна, когда убивает демонов или справляется с какими-то трудностями в Бриджабасе, то это делает его энергия Вишну. And the difficulties of killing the demons simply add to the anxiety of affection for Krishna. It increases the Vrajavasis' love. Но те трудности, с которыми сталкивается Кришна, убивая демонов, они единственно увеличивают волнение в Вриджабасе, увеличивают их любовь к Кришне. All of the pastimes were like that. И все игры Кришны подобны этим. Just like when Putana came, they all said that, "Oh, this child is very pious." You see, the demon tried to take him away, but the demon fell down and was killed, and the child was playing on the breast of Putana. И они говорят, посмотрите, когда пришла Путана, и Кришна убил ее, все
все Бриджабаи сказали: посмотрите, насколько благочестивый ребенок, этот демон пришел убить его, но на самом деле остался невредимым, а демон мертв. And the same thing when Trinavata, the world demon, whirlwind demon, like a tornado, took the child very high in the air, but because he's pious, even though he fell from the sky, the Narayana protected him somehow. И когда демон Тринаварта, это демон смерти, он захватил Кришну и вознесся на небеса, а потом упал вниз, то Джабай сказал: посмотрите, Нараяна защитил нашего ребенка, и он остался невредим. And then it was just an opportunity to worship Krishna with the products of the cow for his protection. И это служило дополнительной возможностью в Джабасе поклоняться Кришне тем, что дает корова ради защиты Кришны. On the plea of protecting Krishna, it was a plan to glorify the cows. It was an excuse. The excuse is we will protect Krishna with the cowherd products, with the cow products, cow dung, cow urine, like that. То есть они использовали это как такое оправдание тому, чтобы омыть Кришну продуктами, которые дают корова, коровьим навозом и всем остальным. Just to show how wonderful the cows are. И этим они показывали, насколько замечательное животное корова. And Krishna has to encourage that. И Кришна, он вдохновлял их на это. So Krishna encouraged that from the beginning of his name-giving ceremony. He was in the Gosha. И Кришна начал подчеркивать значение коров с самого начала, поскольку он провел поскольку церемония наречения его проводилась в Гошале. In the Krishna book, Prabhupada mentions that in Vrindavan, even the simple ladies were not very scholarly, but they knew how to use cow products to purify a child and protect the child. И Шрила Прабхупада, он говорил, что в Вриндаване обычные женщины, они не слишком-то ученые, но даже они знают, как можно использовать продукты, которые дают корова для защиты ребенка и для очищения ребенка. Then when the Lord was placed under the cart, then he kicked the cart with his legs and the cart broke, but miraculously, by the grace of Narayana, the child was not hurt. И когда Кришна, он лежал под телегой и игрался, он пнул телегу ногой, она развалилась, но чудесным образом Нараяна защитил его, и ребенок никак не пострадал. The other demon was Bakasura. Еще одним демоном был Бакасура. That was in near Chatikara area. Это было недалеко от Чатикары. When the boys came from Madhavan one day. Однажды дети отправились в Мадхуван. And so they were there, and in that area, then Vatsasura and also the Bakasura were. И там обитали Ватсасура и Бакасура. Bakasura took the form of a big duck. И Бакасура, он принял форму большой утки. And when he came there, he tried to swallow Krishna. И он отправился туда, пришел туда и попытался проглотить Кришну. And all of the cowherd boys, headed by Balaram, immediately fell on the ground fainting, as if they were going to be deprived of their life. И как только мальчики-пастушки и Баларама увидели, все они упали на землю без чувств, поскольку сама жизнь их, то есть Кришна был самой их жизнью. But Krishna tasted to Bakasura like a very hot item. Но Кришна сделал так, что для Бакасуры его вкус был как что-то очень горячее. We see in the 43rd chapter of the 10th canto that Krishna appears different things to different people. 43rd chapter. И в 43 главе Источника вечного наслаждения мы можем, или 10-й песне Шримад Бхагавата, мы можем видеть, что разные люди Кришну воспринимали по-разному. When he entered the arena, the sporting arena, to fight with Chanura and Mushtika. И когда они поднялись, Кришна с Баларам поднялись на арену для того, чтобы сразиться с Чанурой и Муштикой,
Devaki and Vasudev saw them as our sons. Девака и Васудева видели их как своих сыновей. The sages saw him as the personality of Godhead. И мудрецы видели, воспринимали его как The personality of Godhead. как личность Бога. Then the women saw him as Cupid personified. А женщины смотрели на него как олицетворенного Купидона. Chanura and Mushtika saw him as a thunderbolt. А Чинару и Муштика видели его как молнию. Kamsa saw him as death personified. А Камса воспринимал его как олицетворенную смерть. The citizens of Mathura saw him as the eminent citizen. Эти жители Мадхуры воспринимали их как великих горожан, их сограждан. So in this way, Krishna was seen by different people. Таким образом, разные люди по-разному воспринимали Кришну. So when Bakasura swallowed Krishna, thinking that I'll easily be able to kill him and avenge Putana's death. И вот, когда Бакасура, он проглотил Кришну в попытках отомстить за смерть Путаны, he felt that he just swallowed like a red hot coal or something. Он почувствовал, как будто он проглотил тлеющий уголь. So then, after that, he immediately spit him out. И, разумеется, сразу выплюнул его. And when he came out, completely untouched. И когда Кришна оказался снаружи, полностью невредимый, then all of the coward boys got their life back. И жизнь тоже вернулась ко всем мальчикам-пастушкам. Then immediately Bakasura wanted to attack him and swallow him again. И тут же Бакасура решил напасть на него и снова проглотить. Before he could catch Krishna in his beak, и прежде чем он смог поймать Кришну своим клювом, then Krishna grabbed both edges of the beak and ripped him in half. И Кришна схватил за два его клюва, ну то есть за половину клюва, и разорвал его пополам. Split him apart. Напополам. So this was just a game for Krishna, it's just part of fun, you know. И это была всего лишь игра для Кришны, он так развлекался. And all the boys would say, "Wow, that was so exhausting. We should all take a break. Let us sit down and eat our lunch." Но все мальчики-пастушки сказали: "О, Боже мой, мы все так изнервничались, мы истощены, надо бы нам отдохнуть, покушать, что ли." And it mentions there in the Bhagavatam in the 14th chapter. И в Бхагаватам в 13th chapter. 10th canto, 13th chapter. И в 14 главе 10 песни Шримад Бхагаватам говорится, that Brahmaji, when he was seeing that Krishna is with his coward friends taking lunch, и что Брамаджа, когда он увидел, как Кришна принимает, кушает с мальчиками-пастушками, they're thinking, wow, for us, you know, in the heavenly planets, we see that absolute truth is when we offer sacrifices. The one who, the fire, who consumes the grains and the offerings in the sacrifice. И он подумал, что вот мы тут на высших планетах для того, чтобы покормить Бога, мы там задеваем жертвоприношения, и мы бросаем там зерно и прочее в огонь, чтобы оно все это приняло. How amazing it is that he's sitting here playing with his friends. Поразительно, что это абсолютная истина, сидит со своими друзьями и кушает. He's laughing and joking as he's eating. И они смеются и шутят, когда едят. It was precisely because he was laughing and joking that Brahmaji says, "Is this the supreme Lord that's eating and sacrifice? Let me test him." И вот и он удивился, неужели вот этот человек, эта личность, которая там смеется, шутит, та же самая личность, которая принимает все жертвы, которые мы бросаем во время жертвоприношения. Дай-ка я это проверю. So Shloka 20 says that after Garga Muni instructed Nanda Maharaj about Krishna, then he departed for his own house, and Nanda Maharaj was very pleased and considered himself full of all fortune.
И 20 шлока 8 главы 10 песни говорит, Шрила Шукадева Госвами продолжал. Гаргамуни, рассказав Махараджа Нанде о Кришне, отбыл к себе домой, а Махараджа Нанда преисполнился радости, удивляясь выпавшей на его долю удачи. Now in the commentary it mentions that both these personalities, Nanda Maharaj and Gargamuni, were both purified. И в комментарии говорится, что обе эти личности, Гаргамуни и Нанда Махарадж, они очистились в результате этой церемонии. Gargamuni his desire to protect his son was reinforced by Gargamuni's words. И говорится, что желание Нанды Махараджа to protect his son. Слова Гаргамуни о том, чтобы защитить сына, то его как бы любовь она увеличилась. And the fact that he glorified Krishna as Narayana and did the service of the name-giving ceremony purified Gargacharya. И то, что он сказал, что Гаргачарья очистило то, что он провел эту церемонию наречения имени, и то, что сравнил Кришну с Нараяной. 21 текст. Kalena vrajatalpena gokule ramakeshavo janubhyam sahapanibhyam ringamano vijha ratu. After a short time passed, both brothers Rama and Krishna began to crawl on the ground of Vraja with the strength of their hands and knees, and thus enjoy their childhood play. Прошло совсем немного времени, и два брата Рама и Кришна стали ползать на четвереньках по земле в Раджа и наслаждаться своими детскими играми. Now this pastime is glorified in many places. И эта сцена, то есть то, что Кришна и Баларам ползают на четвереньках по двору, она прославляется во многих местах. In Hari Bhakti Kalpa Latika it says. Хари Бхакти Калпалатике говорится. In the fifth cluster, the fifth chapter. В пятой главе, Cluster means it's just a grouping. В пятой группе стихов, в пятом стихе Trinavarata dinam iha nida namais charya kutuki. He said he astonished everyone by his pastimes, such as subduing the demons, headed by Trinavarta. И говорится, что он поражает всех своими играми, такими как тем, что убивает Тринаварту. Priyam pritavo kritavangana shayana suktara birapi. And he pleased all the residents of Vrindavan by his sitting down and lying, sleeping in Nanda Maharaj's courtyard and speaking sweet broken words like a child does. И он также чарует сердца всех обитателей Вриндавана тем, как он сидит, лежит и коверкивает по-детски слова и ползает по двору Нанды Махараджа. Because he's doing all this in the courtyard of his father. He did it to please his father, the elderly residents of Vrindavan. И то, что он ползал по двору Нанды Махараджа, он это делал для удовольствия Нанды Махараджа и всех старших обитателей Вриндавана. Araksharayo denur sahasaki ganai vatsasaitas. And he pleased protected the cows of Vrindavan by playing with his friends of the same age. И он доставлял удовольствие коровам и телятам Вриндавана тем, что он играл со своими друзьями одного с ним возраста. In this way, he pleased the elderly gopis of Vrindavan by his sweet pastimes. И точно так же он развлекался, то есть он доставлял удовольствие гопи Вриндавана своими играми. It's mentioned by Bilvamangala Thakur in his stava. И Билвамангал Такур говорит в своей ставе. That see, Krishna is Achyuta. He is the infallible Supreme Lord. He's just taking the role of a small child that's crawling around on the mud. Он говорит, что Кришна Ачюта непогрешимый, он только играл роль маленького ребенка, который ползает по двору Нанды Махараджа. Just to give pleasure to Mother Yashoda. Лишь для того, чтобы доставить удовольствие маме Яшоде. He was very, very naughty and very mischievous, so she was in constant anxiety. She could not forget her boy. И он был настолько шаловливым и таким озорным, что мама Яшода никогда не забывала о нем ни на мгновение.
But besides from giving pleasure to giving transcendental anxiety to Mother Yasoda, Но помимо того, что он доставлял трансцендентное беспокойство маме Ишоде, he would give all the Vrajavasis some nice instructions. он давал всем Враджаваси замечательные наставления. And Bilvamangala Thakur says it like that. И Билвамангала Такур, он говорит об этом. He would say, just see how I crush all of your problems. И он говорит, он описывает слова Кришны: посмотри, как я уничтожу все твои проблемы. In this way, the transcendental child, in the form of a coward child, И этот трансцендентный мальчик в форме мальчика-пастушка, he squeezes cow dung through his hands and his knees and squishes it between the toes of his feet. Он берет коровий навоз и выжимает его в своих руках своими коленями и пальцами и стопами. Just to illustrate how he can destroy all of our troubles. Просто чтобы показать, как он разрушит все наши беды. Just like this. Посмотрите, вот Just like a child is effortlessly squishing his feet in mud. Подобно- It's no problem for a child. It's no problem for me to destroy all your problems. подобно тому, как ребенку не составляет никакого труда раздавить навоз или какую-то там глину, точно так же без всякого труда Кришна уничтожит все наши проблемы. Then, sometimes, while him and Balaram were crawling around, Иногда Кришна с Баларамой, они там ползают туда-сюда. he would try to follow some other gopis, И они hearing the пытаются, sounds of their ankle bells. так сказать, слыша ножные колокольчики какой-то гопи, ползти за ними. So he was thinking, this might be my mother. Они думают, вот, наверное, мама But моя. then he would see that it's not his mother, and he would become surprised, and he would turn around and go back. И тогда, когда они видят, что это не их мама, они очень удивляются и ползут назад. In this way, the other gopis became happy. И таким образом гопи становятся счастливы. So sometimes while he was crawling around, he would try to stand up. Иногда, когда они ползают так по двору, они пытаются подняться на ноги. He would go up to a calf, and using the calf as support, they would stand up. Они приближаются к теленку и используют его как опору, чтобы подняться на ноги. Then he would grab onto the tail of the calf. И они хватаются за хвост теленка. And then the calf would not understand, what's going on? Who's grabbed my tail? What for, you know? И теленок не понимает, что такое там происходит. Кто схватился за мой хвост и чего ради. And then the calf would run. И, естественно, он начинает бежать. And then Krishna and Balaram would hold on to the tail really tight, you know. Но Кришна с Баларамой держатся за хвосты очень крепко. And naturally, the calf would pull the child around the courtyard. Ну, естественно, теленок начинает волочить за собой детей. Any other child would be alarmed at this. А другой ребенок, естественно, там его это настораживает. They would all cry and scream, and their bodies would be cut up. You can imagine, you know, little children have very fragile skin, very soft. But although Krishna is Komala Gopaveshar, he has a very soft skin of a coward boy, he doesn't get scraped up like other children. Scraped, you know, scratched. И у Кришны очень нежная кожа. Да, и у Кришны, несмотря на то, что у него очень нежная кожа, у него не остается. He does not bruise like other ordinary children. Ну вот, но у него не появляется ни ссадин, ни царапин, как у обычного ребенка. And neither does he have any fear either. А кроме того, он ничего не боится. So this pastime used to give the gopis great satisfaction seeing Krishna do this. И такие игры, они доставляют огромное наслаждение гопи. So in the purport of this shloka of 21, и в комментарии к 21 шлоке говорится: Shutama paresh mitamitare bharatam anye brajantu bhavabhita aham ihanandanam vande yasyalinde paranga brahma. Let others fearing material existence worship the Vedas, the Vedic supplementary Puranas, and the Mahabharata. But I shall worship Nanda Maharaja.
Один преданный браман говорит: пусть другие, страшась материального существования, поклоняются ведам и дополняющим веды Пуранам и Махабхарате. Я же буду поклоняться Махараджа Нанде, in whose courtyard the supreme Brahma is crawling. в чьем дворе ползает верховный браман. So it says, here one can simply think of the crawling of Krishna and Balarama in the courtyard of Nanda Maharaj and always merge in transcendental happiness. И тут говорится, что тот, кто, как только они размышляли о Кришне Балараме, ползающем во дворе Нанда Махараджа, человек погружается в величайшее счастье. As long as one is absorbed in thoughts of Krishna Lila, specifically Krishna's childhood pastimes, as Parikshit Maharaj wanted to do, then one is always merged in an actual oneness with the Supreme Lord. А если человек погружен в мысли о Кришне Лиле, особенно о детских играх Кришны, как того хотел Махараджа Парикшит, он всегда пребывает в истинной кайвалье. Therefore, Vyasadeva compiled Srimad Bhagavatam. Вот почему Вьясадева создал Шримад Бхагаватам. So that anyone can take advantage of this literature, think of Krishna's pastimes and be liberated. Чтобы любой человек мог приобщиться к этому произведению, думать об играх Кришны, всегда пребывать в освобожденном состоянии. I remember sometimes when we sing songs about Krishna or something, we start to think that, hey, will I ever get to see that? Will I ever get out of here? И я себя ловил иногда на мысли, когда мы поем какие-то песни, прославляющие Кришну, можно подумать, когда-нибудь я вообще там окажусь, и смогу ли я когда-нибудь отсюда выбраться? It's like we're singing these songs about Krishna. Vande Krishna Nanda Kumara. So many songs, so many songs are there, right? И когда вот мы поем такие песни о Кришне, Ванде Кришна Нанда Кумара и прочие подобные песни. So many songs. Rupa Goswami singing songs, also in his Gitavali. В Гитавале Шрила Рупа Госвами также приводит множество песен. The Gitavali is different from Bhaktivinoda's Gitavali. Это Гитавали отлично, они не та же самое, что Гитавали Бхактивинода Такура. One song is there, Krishna Deva Bhavantam Vande is from that. И там вот эта песня находится. So all these different songs glorifying Krishna's pastimes are there. И в ней содержится множество песен, прославляющих Кришну. When we're in the material world, like in a jail, we can learn songs and sing them in the jail. Мы, материальный мир, он подобен тюрьме, мы находимся в этой тюрьме и поем эти песни. But still, we're not free yet. Но, тем не менее, мы пока еще не свободны. So sometimes we get full of, like, despondency, kind of like a lamentation that. И иногда нас могут обуревать определенные сожаления и скорбь. It's like, wow, we're like dreaming of what Gokula would be like, and it's fun to go there by singing songs, but we actually get to see this pastime. Ну вот, и мы можем думать, что мы просто как бы мечтаем и думаем и воображаем себе, какая там Галока, и как бы здорово было там оказаться, но окажемся ли мы когда-нибудь там? When you consider what work we have left to do, anartha nivritti, some material desire. Если мы думаем о той работе, которую нам предстоит сделать, анартха ниврити, избавиться от всех материальных желаний. And each time you have a little difficulty, an obstacle, we think, oh, this pushes me further and further away from my goal to be with Krishna. И когда встречаются трудности, мы думаем, мы все дальше и дальше от нашей цели, от Кришны. The Upanishad says he is very, very near to all, and yet he's far away. И Упанишады говорят, что Верховная Личность Бога, она очень близка и очень далека. So whenever we do something stupid, as conditioned souls naturally do, it pushes us further away from Krishna. И когда мы делаем какую-то глупость, к чему склонны все обусловленные души, это отталкивает нас дальше от Кришны. So we can sing all the bhajans we want, but then we start to think, wow, will I ever get a chance to see this with my own eyes? И мы можем петь баджаны, какие нам нравятся, но в то же время мы можем думать, когда-нибудь вообще у меня будет шанс увидеть все это воочию. When you feel hopeless of ever getting the chance to be able to see this. И мы можем почувствовать в себе крах всех надежд, когда-либо увидеть это все своими глазами. So you go in front of the Lord and you lament.
Человек, он подходит к божествам, и он жалуется, сокрушается. Oh, you're so wonderful and you're so attractive. Вот ты такой удивительный, ты такой привлекающий. Your pastimes are gloried by great sages like Shukadeva Goswami, Sanatana Goswami, etc. И твои игры, они прославляются великими мудрецами, такими как Шукадева Госвами, Санатана Госвами. How will I ever attain you? Когда же я смогу там оказаться? So feeling useless like this, we cry out. И когда мы чувствуем себя совершенно бесполезными, мы начинаем взывать. Now, because Krishna is within everyone's heart, and if he sees that you're crying out sincerely, he tries to relieve that pain. Но Кришна находится в сердце каждого, когда мы таким образом выражаем свои чувства, и Кришна видит, что мы искренне, Он старается облегчить нашу боль. So he comes in the heart and he tells you, don't worry, just hear and chant our pastimes. Он приходит в наше сердце и говорит, не беспокойся, просто продолжай слушать и успевать, и все будет хорошо. When we get that intuition, we can remember the two shlokas of Bhagavatam that describes the same thing. И когда мы получаем этот ответ, этот интуитивный ответ, тогда мы вспоминаем две шлоки Бхагаватам, которые говорят о том же. Right. Shravanam darshanam adhyana damai bhavo anukirtanat na tatha sanikarshena pratiyata tato griham. It is by hearing and chanting about our glories. Слушая и воспевая Твою славу, by seeing our forms, our deity forms. Мою славу, созерцая мои формы божеств, and meditating on our transcendental activities. А также медитируя на наши трансцендентные деяния. Specifically the commentaries, the descriptions following my activities. В особенности комментарии или описывающие following my activities. Mai bhavo anukirtanat, following the chanting of my activities. А также следуя воспеванию моих деяний. Which is the commentaries on the shastras. Которыми являются комментарии к шастрам. Natathasani karshina, and not simply by physical proximity, by living near the deity, living near the Lord. Но не благодаря какому-то физическому приближению, такому как жить рядом с божеством или рядом с Господом. Pratiyata tato griham. Therefore, go home to your house. Поэтому отправляйся к себе домой. This is 10th canto, chapter 29, verse 27. Это 10:29-27. И это 10-я песнь 29-27. 10:23. И также есть один стих в 10 главе, то есть 10 песни, 23 главе, 33 стих. So it's the same verse, twice spoken in Bhagavatam. То же самый стих в точности повторяется в Бхагаватам. Still, there is so the Lord is telling everyone else, we cannot take it lightly. И Господь говорит это нам, мы не можем это легковесно воспринять. When we see the lordships on the altar, we're all purified by seeing. Когда мы видим Верховную Честь Бога на алтаре, смотря на нее, мы очищаемся. But we must remember that what is our value of our mundane eyes to see the Lord? Но мы должны всегда осознавать, как мы сможем увидеть Господа своими обычными материальными глазами. Unless God allows us, we cannot see Him. Пока Господь не позволит, мы не сможем Его увидеть. As Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, как обычно говорил Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, Jagannath is drishya, he is seeing. You're not seeing Jagannath, Jagannath is seeing you. Джаганнат является дриштой, то есть Джаганнат нас видит, а не мы видим Джаганнатха. He looks right through you. You can't hide anything from Jagannath. И Джаганнатха видит вас насквозь, вы ничего от него не можете утаить. He said, you're not eating prasadam, taking prasadam. Prasadam is eating you. Не вы едите прасад, а прасад ест вас. The prasadam, the mercy of the Lord, is consuming our anarthas, our dirty things. То есть прасада, милость Господа, она
поедает нашу анархию, всю грязь, которая находится в нас сердце. So these shlokas from Bhagavatam are a warning that we should not just do things only ritualistically, just to externally do it. Эта шлока в Бхагаватам, она предупреждает нас, что мы не должны делать все внешним образом, просто внешним образом реалистично. The illusory energy is very powerful. Иллюзорная энергия очень могущественна. We cannot disobey the orders of the spiritual master to execute the process of sadhana bhakti, but not just simply going through it externally or ritualistically. We have to do it with love for the Lord. И мы не можем пренебречь указаниями духовного учителя, но мы не должны делать их ритуалистично, мы должны делать их с любовью и преданностью. In the beginning, everyone does it ritualistically. Ну, вначале каждый действует механически, выполняет это как ритуал. But that doesn't satisfy the heart. Но это не очень-то радует сердце. We must relate with the transcendental personality we are serving. Необходимо иметь отношения с трансцендентными личностями, которым мы служим. Chaitanya and Nityananda are persons, and their glories are described in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда – это личности, и их величие описано в читании Чайтамриты и читании Бхагавати. Krishna and Balaram are persons. Their glories are described in Bhagavatam, Brihad Bhagavatam, etc. И Кришна Баларам также личности, и их величие описано в Шримад Бхагаватам, Брихад Бхагаватамрите и так далее. Even Tulsi Devi is a transcendental person. She just simply assumes the form of a tree. И даже Туласи Деви, эта трансцендентная личность, она просто приняла форму дерева. We have to associate with them not so much with our eyes, but with our ears. Мы должны быть связаны ими не столько через глаза, сколько через уши. And if we do so, then the Lord will reveal Himself. Если мы будем так поступать, тогда Господь откроет себя нам. So it says, Vedeshu Durlabham. Brahma Samhita said, through the Sanskrit Vedas, the Lord is very difficult to see. И в Брахма Самхите говорится, что очень сложно увидеть Господа через ведические писания. The Lord sometimes say, why are you so eager to learn Sanskrit? И Why are you so eager to learn Sanskrit? И Господь говорит, чего это вы так сильно стремитесь выучить санскрит? And then you could ask him, И тогда вы можете его спросить. wait a minute, isn't your glories described in the Sanskrit? Но подожди-ка, а разве Твое величие описано не на санскрите? But we're not limited to Sanskrit. Но мы не знаем санскрит. Why should Sanskrit get in the way between your relationship with us? Why should Sanskrit, why should the study of Sanskrit, grammatical Sanskrit, why should that get in the way of your relationship with us? Почему бы тебе не убрать этот санскрит в наших взаимоотношениях? But you can argue, wait a minute, doesn't the Sanskrit, reveal you? И вы говорите, что разве санскрит, он не открывает тебя нам? He says, provided it concentrates on our glories. Но он говорит, что в том случае, если ты сосредотачиваешься на моей славе. Because when you reflect on that statement, there's so much mundane Sanskrit, just like mundane Prajalpa, there's so much mundane also. Ну вот, если мы сосредоточимся на это, то можем видеть, что в санскрите тоже много мирского, много праджалпы. That doesn't mean the whole thing is bad. Но это не значит, что все плохо. You have to focus it, that's all. It must be just like everything. All languages, all lifestyle must be focused on Krishna's pastimes and Krishna's pleasure. То есть это как и во всем остальном, что всегда нужно сосредотачиваться на играх Кришны, на его удовольствии. The service of Krishna. На служении Кришне. The glories of Krishna. На славе, величии Кришны. The names of Krishna. На именах Кришны. Then it will bring you to Krishna. И тогда все это приведет вас к Кришне. Then it's favorable. И тогда это благотворно. If it takes your mind away from Krishna, но если что-то отвлекает ваш ум от Кришны, and therefore you become attracted to the illusory energy, even though you're studying. И это, так сказать, привлечет вас к иллюзорной энергии, даже если вы изучаете санскрит. Now that doesn't mean that we should not study. Но это отнюдь не означает, что мы не должны учиться. But we should keep the goal in life.
Но необходимо сохранять в уме, то есть перед собой цель жизни. The goal in life is to love the Lord. И цель жизни — любить Бога. Without that, А без everything is этого useless. все остальное бесполезно. As Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, the things of this world that take our mind away from Krishna is the source of our morbidity, the source of our death. вот, и Promotion of our death. те вещи, которые отвлекают нас, в этом материальном мире отвлекают нас от Кришны, являются источником нашей смерти. So it's interesting. One man's food, another man's poison. Пища для одного является ядом для другого. Yeah, just like one person, it's very good. Подобно этому, то, что для одного человека хорошо, Another person, it's complete maya. а для другого полная майя. The criteria is if it improves your Krishna consciousness or not. То есть критерием является то, улучшается ли, усиливается ли ваше сознание Кришны или нет. Even when Krishna and Balaram were crawling in the courtyard, squishing cow dung through their hands, they're giving instructions. Даже Кришна Баларам дают нам наставление, даже когда они ползают по двору Нанда Махараджа и как сказать, прессуют навоз. So, Krishna's pastimes in Vrindavan are just to attract the hearts of all the devotees. И игры Кришны во Вриндаване предназначены для того, чтобы привлечь сердца преданных. We should not let anything separate ourselves from that. Мы не должны позволять чему-либо отделить нас, отвлечь нас от них. Because the duty of the illusory energy to steal our mind and keep it away on this bodily conception of life in this material world. И поскольку обязанностью иллюзорной энергии является отвлечь нас и погрузить нас в телесную концепцию жизни. And Indian culture in the past previously taught everyone how to integrate Krishna thought in all activities of the day and the night. И в прошлом индийская культура была построена таким образом, чтобы привнести Кришну в обычную жизнь так, чтобы человек он мог думать о нем и днем, и ночью. Sometimes day and night these elders would call out the names of the Lord. И днем и ночью старшие члены семьи, они призывали имя Господа. Just like Narmada Goswami was saying, when he was a child, they're sleeping outside in the balcony waiting for a breeze at midnight, and then their maternal uncle screams, Ram, Narayan, Govinda, Hari, when he was, catching his mind, forgetting Krishna. И Нармада Госвами рассказал, когда он был ребенком, поскольку в Индии очень жарко, дети, они находились на балконе, ожидая вечернее ночное время, что когда похолодает, чтобы можно было заснуть. И тут они слышали, как их дядя по матери начинает кричать «Говинда, Харе Кришна». И это происходило, когда он вдруг осознавал, что он забыл на мгновение о Кришне. Right. And the children could never say, "Oh, we're just now falling asleep." But my dear uncle, you woke us up by screaming the names of the Lord. Could you speak a little softer? И дети, они ни в коем случае не могли даже сказать, что дорогой дяденька, мы тут засыпаем, а ты орешь святые имена. Не мог бы ты это делать потише? We would never say that, Maharaj said. We would get beaten if we would ever try to say something like that. Мы никак не могли такого сказать своему дяде, иначе нас отлупасили. Then whenever we did anything naughty as a child, he said, jumping in the neighbor's yard, stealing their fruits, climbing their trees, breaking the branches, stealing all their fruits, И когда он говорит, когда мы там шалили в детстве, там забирались в чужие сады, забирались на деревья, рвали фрукты, ломали там ветки. They would complain to our parents, your child did this. Соседи жаловались на нас, вот вас там, что ваши детки натворили. And the parents would chastise us. И родители нас ругали. And then he said,
his maternal uncle would say, "Stupid children. Anything done without the name of Ram, Narayan, Govinda, Hari is simply a waste of human life." И этот дядя говорил: глупые дети, все, что сделано без имен Рам, Нараян, Рам, Кришна, Нараян, Хари, все бесполезно. So this is the activity of people 150 years ago. И вот так вели себя люди 150 лет назад. They had their household life, wife, children, job, responsibility, agricultural land, domestic animals, everything. У них было все в жизни: работа, семья, заботы, дети, там сельское хозяйство. Все было по полной программе. Yet everything was with the names. Но все, что бы они ни делали, они все делали с именами Кришны на устах. They knew that everything we have is simply a temporary phenomenon. Just simply we're using, borrowing, by our karma. И все, что у нас есть, это всего лишь временные вещи, которые мы используем, что мы заняли на время какое-то, которое нам карма одолжила на какое-то время. We're all born naked, we die naked. Все мы родились нагими и умрем нагими. Nothing is ours. Everything is stolen away at the time of death. Ничто нам не принадлежит в момент смерти, мы все оставим. So why shouldn't we remember Krishna? Тогда почему бы нам не помнить Кришну? And the easiest way is to chant the Hare Krishna mantra, glories of Krishna, and pastimes like this in Bhagavatam. И самое легкое — это повторять Харе Кришна мантру, воспевая славу Кришны, и такие игры, которые мы можем прочитать в Бхагаватам. Jai Krishna Baladao Donabhaya Ki Jai. All right, Hare Krishna. Бхакти Вишрамбха Мадхава Махараджа ки. Hey, is there any questions on Krishna and Balaram's crawling? Есть ли какие-нибудь вопросы по поводу того, как ползали Кришна с Баларамом по двору Нанда Махараджа? When are we going to see that? Когда же мы это увидим? Amrita, what do you got? In different places indicated that different opinion about the parents of Subhadra. In some places said that Arhini, and some that it's Devaki. Who is it? Somebody said who? Arhini, somewhere said that it is Devaki. Who is really the mother of Subhadra? Вопрос был в том, что в разных местах указываются разные родители Субхадры. В одних говорится, что это Рахини, в других, что это Деваки. No, it's not. It wasn't Devaki. Это не Деваки. Huh? No. Нет, не Деваки. No, it's Yashoda. Это... Duh. It's Yashoda. Duh. И это Ишода, то есть It's actually Yashoda. мать Субхадры Ишода. But it was taken from her. Krishna appeared first, and then Yogamaya appeared second. Vasudeva took the child, the baby child of Yogamaya, took her across the Yamuna back to the kingdom of Kamsa, and it appeared to be Devaki's child, but it was stolen. But this Yogamaya, she has disappeared when Kamsa took her. She disappeared in the sky. It's said in the Right. Are you sure that it was The same child, yeah. И дело в том, что там была очень интересная история, когда Кришна родился в темнице Камсы, у Деваки родилась Йога-майя, и Васудева принес, положил Кришну к Ишоде, взял Йога-майю и принес ее в тюрьму. Это и была Субхадра, то есть это была та же самая личность. Вот, и поэтому все думали, что это ребенок Деваки. The thing is that it is not difficult to hide. It is not difficult for Yogamaya to hide herself. Но смысл в том, что Йога-майя не так-то сложно всем запудрить мозги. Sometimes they say that Yogamaya manifested as the grandmother of the grandmother Purnamasi. Иногда говорится, что Йога-майя, она проявляется как бабушка Пурнамаси. Right? This is the mother of Sandipani Muni. Как мать Сандипани Муни.
These are all manifestations of Yoga Maya. Это все проявление йога майя. Is she Mahamaya or Yoga Maya? That was another question. Но маха майя или йога майя — это другой вопрос. Gopi Pranadhan says not much difference. When it comes to appearance in Krishna's Leela, it's not much difference. Both of them work the same. И Гопи Пранадхан говорит, что когда это проявляется в йога майя и маха майя проявляется в играх Кришны, то там разница не очень велика. Other than that, it's extremely big mystery. Но в любом случае это большая загадка. That's there. When did she appear? It's basically this appears that she's appeared, but other thing about her, she's like shrouded in mystery. Но как она появилась, так она появилась, все остальное, так сказать, покрыто мраком тайны. Where did she disappear to? Куда она She rose up in the air after Kangsa left her, and she just disappeared into the Akash, ascended to the heavenly planets or something. Ну вот, когда она выскользнула из рук Камсы, куда она исчезла, на райские планеты, или еще куда-то там, куда-то. Difficult. Очень сложно что-то сказать. Dhamma? Never consider yourself to be the doer of your activities, never to be attached to not doing your duty. И в Бхагавад-гите говорится, что никогда не считай себя исполнителем деятельности и Never to be attached to not doing your duty. А также не привязывайся к тому, чтобы не исполнять свои обязанности. We do, in 18th chapter, it says, we work because out of duty only. И в 18 главе говорится, что мы должны исполнять деятельность только из чувства долга. When you offer that to the Supreme, и когда мы предлагаем это Господу, that is free from fruit. Тогда она свободна от последствий, от кармы. That's called akarma. Это называется акарма. Or Krishna karma. Или Кришна карма. It's mentioned in Padma Purana. В Падма Пуране упоминается. Rishikesha Rishikena Sevanam Bhaktarujate. Engaging the senses in the service of the master of the senses is what constitutes bhakti. И бхакти — это когда человек занимает чувство в служении господину чувств. Same time, it's the working senses and the knowledge acquiring senses. И с другой точки, то есть в то же время можно сказать, что чувства — это не только рабочие чувства. At the same time, all the demigods different demigods are in charge of different bodily functions. Разные полубоги, они отвечают за разные функции тела. What do we have? Что в нашем распоряжении? We've got our independence. У нас есть только своя независимость. That independence, we can use it. И именно эту независимость мы можем использовать. Guru Maharaj said, you can use your intelligence to walk to the brothel, or you can walk to the temple. Liquor house, brothel, someplace sinful. Ну вот, и мой Гуру Махарадж говорит, что вы можете использовать свою независимость либо пойти в бар, либо пойти в храм. Right. We can use our free will. То есть таким образом мы используем свою свободу воли. At the same time, we notice that from diseases, like multiple sclerosis or something like that, we have no control over all our physical or mental functions. Но мы можем замечать, что во время каких-то заболеваний мы не в состоянии контролировать функции своего тела. Bhagavad Gita mentions in the 18th chapter there are 5 factors of action. И в Бхагавад-гите 18 главе говорится, что есть 5 факторов деятельности. One of them is the supersoul. И одним из этих факторов является сверхдуша. So man is proposing. Говорится, что человек предполагает. I would like to do this. Я бы хотел сделать так. And Antaryami is saying, well, you won't be happy, but do it anyway.
Because you intend to do it anyway. И Антарьями говорит, что на самом деле я не очень буду рада, если ты будешь это делать, но если ты хочешь, то делай. This is in Madhya Lila chapter 15. И в 15 главе Мадхья-лилы читание Чаритамрити говорится. Unfortunately, it's not been published yet. К сожалению, она пока еще, эта глава не опубликована на русском. You see, then what is action then? И там спрашивается, что такое действие. If we engage our work according to our talents and propensities, если мы действуем в соответствии со своими талантами и склонностями, in the service of Krishna, в служении Кришне, remembering Krishna and talking about Krishna while we work, помня о Кришне и говоря о Кришне во время работы, that constitutes bhakti. И это является бхакти. It becomes paribhavita, transcendental mood, and that's what Krishna takes. И это трансцендентное настроение, парибхавита, это то, что принимает Кришна. Bhava bhakti, bhava. Бхава бхакти, бхава, настроение. That mood, that desire to please Krishna. Это желание доставить удовольствие Кришне. We try to give the best item to Krishna, but it's not just the external item, it's the love that brought the item. И мы пытаемся предложить все наилучшее из каких-то предметов, которые мы можем раздобыть, но то, что нужно Кришне, это если мы вкладываем в это любовь, это как раз улучшает все эти вещи. If the love is there, then that love overrides the significance or insignificance of the material item. И если присутствует любовь, тогда она как бы превосходит значительность или незначительность того, что мы вещественно предлагаем. Like in the material world, you have a son or daughter, and the child says, "Mommy, mommy, here, I brought this for you," and some stupid thing, you go, "Oh, it's very nice. Oh, thank you very much." Как, например, в материальном мире у людей дети, там, дочки, сыновья, и маленький ребенок, он подбегает, мама, смотри, что я тебе принес подарить, и там какая-нибудь ерунда. Но мать смотрит, о, как замечательно, как великолепно. It's stupid. Это какая-нибудь ерунда. You paid for it. It's something from your house. The child didn't get it. He just stole it from your house and he's brought it to you, you know. И вы заплатили за эту вещь, она где-то у вас в доме находилась, и ребенок просто украл и подарил ее вам. But you're trying to improve their morality, their service attitudes. You go, oh, very nice. Oh. Но вы стараетесь поддержать это их стремление к такой настроению служения, и вы говорите, о, как замечательно, как великолепно. Same thing with God. То же самое относится к Богу. Yadakritam yadkarasyami tatsarvam yanmayakritam tvayakritam tufalabuk tvameva madhusudana. In Mukundamala's southern declension. В Мукундамале говорится. The southern declension means that it's southern India compilation. И в версии, которая сохранилась в Южной Индии. Whatever I can do, or whatever be able to do in the future is not done by me, but by you. Что бы я ни делал в прошлом, не делаю сейчас и не буду делать в прошлом, делаю не я, а все это сделано тобой. It's the bhava. It's the mood. Такова бхава, таково настроение преданного. When you want to give it to Krishna, Krishna is eager to take it. Если вы что-то страстно желаете отдать Кришне, то Кришна хочет взять это у вас. Just like, what is our value of our offering, our food stuff or anything we offer, right? Что ценного в том, что мы предлагаем Кришне какую-то пищу, или что ценного в этой пище в наших подношениях? But by offering it, our good fortune is coming. Но если мы это делаем, то приходит удача к нам. Putana offered her breast to kill Krishna, and she became a nurse. Путана, она дала Кришне свою грудь, смазанную ядом, чтобы убить его, и стала его нянькой. Trivakra, Kubja, offered some nice ointment. А Тривакра, Кубджа, она предложила ему замечательные ароматические масла. The tailor gave some nice cloth ornaments for Krishna Balaram. А портной предложил Кришне Балараме замечательные украшения и одежду. And garlands are everywhere, but Krishna asked for garlands from Sudama, the garland maker of Mathura.
Гирлянды, они в Индии повсюду доступны, но Кришна Баларама попросили у торговца гирляндами судамы для себя гирлянды. And whoever gave those items to Krishna Balarama got full duration of life, unlimited material opulences, full power of the senses. И за то, что эти люди давали Кришне Балараме, он дал им долгую продолжительность жизни, богатство, силу чувств. And liberation. И освобождение. So when you think, wow, just by offering some ointment, by offering some cloth, by offering a garland, they got liberation, they got everything they wanted and more. И вы представьте себе, да, просто предложив гирлянды, там какие-то ароматические масла или одежду, они получили все, что только хотели, и даже больше, да, освобождение. These pastimes are recorded, so we should think it's not an ordinary thing. We offer these things to our Lord every day, but it's really not an ordinary thing. It's an extraordinary thing. We're extraordinarily lucky, Эти игры Господа, они записаны, и можно понять, что это не какая-то обычная вещь. Мы предлагаем Кришне каждый день все это, да, Пуджари, по крайней мере, предлагает, и мы относимся к этому как к чему-то такому, обыденному, но это на самом деле необычные вещи. By the grace of our spiritual masters and disciple succession, we have an opportunity to offer Krishna something. Ну вот, и благодаря милости нашего духовного учителя и цепи ученической преемственности у нас есть возможность предложить что-то Кришне. Just like a parent, it's very, very stupid, insignificant thing, but they go, it's very nice. Подобно родителям, которым дети предлагают какую-то ерунду, но родители говорят, как замечательно. The love behind it is accepted. То есть любовь, которая стоит за вещью, ее принимают. Therefore, it's important to remember Krishna's name and chant his glories while you do any service. Then Krishna will come and steal it. Поэтому очень важно постоянно повторять имена Кришны и помнить о нем, когда мы совершаем свое служение. Тогда Кришна придет и украдет у нас то, что мы предназначаем для него. Shuklambara Brahmachari, he was doing Madhukari, baking rice, dal from the Brahmins' houses, but he was remembering Gauranga. So he had all these grains in a bag, and Gauranga said, "What's that?" "Oh, it's not fit for you. I haven't prepared it yet. It's not fit for you." "No, it's very nice." And Gauranga would put his hand in the bag and steal it. Как Шукламбара Брахмачарья, он занимался мадхукари, он собирал в домах браманов какие-то пожертвования, горох, рис и так далее. У него был мешок, в котором это все складывал. И пришел Шри Чайтанья Махапрабху и сказал, что это у тебя там такое? И Шукламбара Брахмачарья сказал, что это не подходит для тебя, я еще даже это не сварил. Но Господь Чайтанья все равно просунул руку в мешок, взял и съел. Это замечательно. He stole it. He had to put his hand by force and take it. Он украл это, он силой засунул руку в мешок и взял. Or drinking from the rusty iron cup of Sridhar. Или как он пил из ржавого сосуда, металлического сосуда клавиши Шридхары. Because it was his devotee who was constantly thinking of him. Therefore, the Lord liked it very much. И поскольку это принадлежало все преданным, которые постоянно думали о нем, о Господе, он с удовольствием делал это. Once in his bhava, Murari Gupta was offering rice to Lord Chaitanya, and again he would offer it. He said, "Eat, eat, eat, eat." Как Мурари Гупта, он в бхаве в этом настроении, он разбрасывал по кухне рис, да, и кричал, ешь, ешь, ешь. So the next day, Lord Chaitanya came to him and said, "I've got indigestion. И на следующий день beg some water from you." Господь Чайтанья, он пришел к нему и сказал, у меня ужасное несварение. I need some water. Yeah, to help indigestion, Мне нужна какая-то вода, чтобы справиться с этим несварением. But who did this to you? Но Мурари Гупта спросил, а кто это с тобой так обошелся? You did this to me. You forced me to eat this rice so many times at night, and now I'm sick, and now you have to help take care of me. Это все ты же меня посреди ночи заставлял есть весь этот рис, и теперь я болен.
So it is not the item, but when you love to feed the Lord something, or dress Him with something, or give Him a garland, or give Him some jewelry, if you're really greedy to give it to Krishna, He'll come and steal it. И это не вопрос в тех вещах, которые мы предлагаем Господу. Но если мы хотим одеть Господа, предложить Ему какие-то одежды, гирлянду, какую-то пищу, тогда Он, если мы будем это желать с любовью, делать с любовью, тогда Кришна придет и сам возьмет это. Otherwise, He doesn't require it. А в противном случае все это Ему не нужно. The fact that He steals it is the good fortune of the devotee. И то, что Кришна приходит и ворует у преданного что-то, это признак большой удачи. He does it to try to attract the hearts of the devotee. Он делает это, чтобы привлечь сердце преданного к себе. It works great. И это работает замечательно. We're not doing anything. Мы ничего больше не делаем. We just have to offer our desire. Мы должны только предложить наше желание. You're working with desire. Вы поэтому работаете с желанием. And chanting Krishna's glories at the same time you work. И в то же время прославляйте Кришну во время своей работы. Otherwise, when you're in an off way, when your mind is not devotional. When your mind is not devotional. И если ваш ум не пронизан преданностью, you feel useless, the offering is useless, it tastes useless. Вы чувствуете, что все бесполезно, ваше предложение, то, что вы предлагаете, бесполезно, вкус тоже ужасный. You know when somebody did something with love and devotion, and you know when somebody has done something with lust and commotion. Вы знаете, вы можете отличить, у вас есть опыт того, когда кто-то делает подношение Кришне с любовью и преданностью, а кто-то делает подношение с вожделением и шумом, гамом, с раджасом. Okay? Haribo. What time is it? My God. It's 21 after. Okay. Еще. Совершенно верно. Странно. Так оно и есть. Вы правы. He said that Krishna simultaneously was born in Kamsa's jail and Yashoda, and when Vasudeva brought Krishna to Vrindavan, this Vasudeva Krishna merged with Krishna, which was... Yes, it's in 10th canto, chapter 5, verse 1. Это в 5 главе, 1 стихе, 10 песни Шримад Бхагаватам In the описано. commentary. В комментарии. You find it there, да? Да, устраивает. Does Lord Balarama has his own gopi and does Yes. he make some does a dance with them, and where is it? Where is it? Okay, it's described in Chaitanya Bhagavat in the first chapter. в первой песне читания, то есть в первой главе читания Бхагавата это описано. Balarama did not exploit Krishna's gopis. То есть Баларама, он никогда не использует гопи Кришны. He brought the message from Krishna for Krishna's gopis. Он привез послание Кришны для гопи Кришны. He brought Krishna in his mind to Krishna's gopis. И он успокоил умы гопи Кришны. Krishna has his Rasa Leela in Nidhivan, at Seva Kunj in Vrindavan, as well as the end of Govardhan Hill, Rasa Stali. И Кришна проводит игры со своими гопи в Нидхуване, в Сева Кунджа и Раса Стали, это в конце холма Гавардхана. But Balarama has his Rasa Leela at Shergar. И у Баларамы также проводит Раса-лилу в каком году? Шергаре. Это на берегах Ямуны. That's where Balaram has his
И And he dances with his gopis. там он танцует со своими гопи His Баларама. gopis are mentioned in Garga Samhita. И его гопи упоминаются в Гарга They Самхите. used to be the princesses from the snake community from Nagaloka. Это в прошлой жизни они были царевнами с Нагалоки. They were attracted to Anantasesha. И их привлек Ананташеша. He blessed them that in my next manifestation in Vrindavan, you can take birth there in Vrindavan and I'll accept your service then. И тогда Ананташеш сказал, что вы родитесь когда во Вриндаване, когда я приду в следующий раз, и тогда мы выстроим эти супружеские отношения. So, Balaram agreed to dance with them in the full moon night of Chaitra, И the month of Chaitra, which is April-May. Баларама, он танцует в полнолуние месяца Чатры. Это июнь-май, май-июнь. Okay. Hare Krishna. Jai Krishna Baladao Donabaya Ki Jai. Right. А вот еще, дорогие преданные, я хотел напомнить, что есть записи с лекциями Шриле Вишрамбха Мадхава Махараджа за 2004, 2005 и 2006 год. Так что желающие могут подойти и приобрести их в MP3 формате. Okay. September 27, 2007, in Krinica Festival, Krishna Balaram Katha. That's what I'm saying. Сегодня 27 сентября, фестиваль Криница. Krishna Balaram Katha. Кришна Баларама Катха сегодня мы проводим. As usual, he's not here. Paratattva's not here, so he didn't bring his machine, his Bhagavatam. He didn't bring his books, that's a problem. No, all right, let's see. He didn't got much. He's got something. Tenth Canto, Chapter 8, Verse 20. Сегодня мы читаем 10-ю песнь, главу 8, текст 20. Shri Shuka Uvacha, it Atmanam Samadhisya Garge Cha Svagriham Gate Nanda Pramudito Mene Atmanam Purnamasisam. Srila Shukadev Goswami continued. Шрила Шукадев Госвами продолжал. After Gargamuni, having instructed Nanda Maharaja about Krishna, departed for his own home, Nanda Maharaja was very pleased, considered himself full of all good fortune. Гаргамуни, рассказав Махараджа Нанде о Кришне, отбыл к себе домой, а Махараджа Нанда преисполнился радости, удивляясь выпавшей на его долю удачи. Commentary by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Krishna is the super soul, Nanda Maharaja is the individual soul. Кришна — это высшая душа, а Махараджа Нанда — индивидуальная душа. By the instructions of Gargamuni, both of them were pleased. Своими наставлениями Гаргамуни благословил их обоих. Nanda Maharaj was thinking of Krishna's safety from the hands of demons, Махараджа Нанда думал о том, как уберечь Кришну от демонов, like Putana and Shakatashura, and because he possessed such a son, he thought himself as most fortunate.
вроде Путаны и Шакатасуры. И поскольку у него был такой сын, Махараджа Нанда считал, что ему чрезвычайно повезло. Vrindavane Ramanareti Prasiddhi Bhumo Tatrapi Krishna Balarama Supada Mule Gnanam Param Paramai Krishna Sudharma Chuktam Dandastudeva Prabhupada Namo Namaste. Sangsara Dukha Jalodopadi Tasya Kama Krodari Nakramakarai Prabhati Satya Durvashana Nigaritasya Nirashrayasya Chaitanya Chandra Mamadehe Badavalam Jaladhara Shasivarno Gopavesha Kishoro Sahachara Ganavandai Kridamana Brajesho Natabara Jatavesho Nilapita Muradyo Jagadajanana Hetu Rama Krishna Natosmi Vanchakalpatarubhyascha Vasanubhyevacha Paritanang Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo. Now the next verse. We're 2 verses down from there, on 22. Следующий стих, 21. So, okay, now let's comment a little bit on shloka number 20. Сейчас мы немного прокомментируем прокомментируем шлоку номер 20. Now, the Nanda Maharaj always tried to protect Krishna from demons. Нанда Махарадж, он всегда старается защитить Кришну от демонов. And the same thing about Mother Yasoda, because the demons are always coming to attack them. И то же самое мама Яшода старается сделать, потому что демоны, они постоянно приходят для того, чтобы атаковать Кришну. And that always put the Vrajavasis in anxiety. И поэтому все в Вриджабасе, они также постоянно беспокоятся, видя это. Because naturally householders want to live in a place where they have peace, you know. Естественным образом все домохозяева, они хотят жить в таком месте, где все умиротворено. They thought that previously they were living in Mahavan, Gokul, and then when Putana and Trinavarta came there and disturbed it. И они жили в Махаване, в Гакуле, но когда Путана и Тринаварта пришли туда и побеспокоили всех, then they thought that this place is no longer auspicious for us. We should leave here. И они решили, что это место больше не является для нас благоприятным, и поэтому нам лучше это место покинуть. Upananda suggested that they should go to Vrindavan. И Упананда, он вынес такое предложение, что всем следует направиться во Вриндаван. So then they had a town meeting where they all decided that. И у них было такое общее собрание, как бы городское, и они приняли такое решение совместно. This means that the population of farmers and cow herders that were under Maharaj Nanda's rule, they all went with him. И это указывает на то, что все, кто находился под управлением Нанды Махараджа, те, кто были фермерами и те, кто жили в этом городе, они все вместе также отправились с ним. Then, so there's a funny story that Dinabandhu Prabhu always talks about. Есть одна смешная история, которую Динабандху Прабhu всегда рассказывает. Then, see, only later on, after I think Krishna killed Vatsasura and Bakasura when he was in Vrindavan, and those where he killed them are somewhere around the Chatikara area. И вот в то время, когда Господь Кришна убил Ватсасуру и Бакасуру, и вот то, что он их убил, это происходило где-то в районе Чатикара. Chatikara means a half circle. Чатикара – это такая полуокружность. So the cowherd men had their wagons of household goods, and they used those wagons to make a circle around their temporary residences. I think they stayed there for a year or two or something. И все пастухи, и все жители, которые отправились с Нандой Махараджи, они в этом месте оставались примерно в течение года. Но все домики вот эти и повозки, которые у них были, они их так расположили полуокружностью вокруг того лагеря, в котором они находились. Then, in the meantime, Nanda Maharaj is looking for some more suitable accommodation. И в это самое время Нанда Махараджа, он искал более благоприятное место, в которое бы они переместились. And so they found it in Nandagaon area. И они нашли такое место вот в том районе, в котором сейчас находится Нандагаон. But even in Nandagaon area, there, which was protected by Shiva, Asheshvarvan Shiva.
И вот это место, Нандагаон, оно находилось под защитой Шивы. Nandishwar, Aseshwar, Shiva. Шивы, которую называют Нандишвар или Ашешвар. Right. Still, although Lord Shiva was protecting them, И хотя Господь Шива это место защищал, still some demons were coming. все же демоны продолжали приходить. And this was giving Nanda Maharaj some anxiety. И это продолжало доставлять беспокойство Нанди Махараджу. Once he even met sages and asked them about what to do. И однажды Нанда Махарадж, он встретил мудрецов и задал им такой вопрос: что можно сделать в We этой heard ситуации? that he approached Narada Muni, И мы слышали, что он обратился к Нараде Муни с таким but I вопросом. don't know exactly when or where or what was the circumstances. Но Махарадж говорит, я не знаю точно, где это описано, когда и в какое время он обратился к Нараде Муни с этим вопросом. But we were told that the sages instructed Nanda Maharaj to protect your sons from demons, you should worship Nrsingadeva. Но я слышал, что мудрецы, они дали такое наставление Нанди Махараджу, что для того, чтобы защитить своих сыновей, ты должен поклоняться Господу Нарасимхадеву. So in this way, there is a very old temple of Narsingdev in that town. И в том месте, в этом городе, находится очень старый такой древний храм Господа Нарасимхадева. Right. And they say that was the deity worshipped by Nanda Maharaja. И они сказали, вот этим божествам следует поклоняться Нанди Махараджу. So Nanda Maharaj worshipped Nrsingadev for Vigna Vinashak, to remove obstacles in the path of his children. И Нанда Махараджа поклонялся Господу Нарасимхадеву как Вигна Винашу, то есть тому, кто устраняет все препятствия с жизненного пути его детей. Somebody can argue that Nrsingadev is a Vaikuntha deity. Кто-то может представить такой аргумент, что Нарасимхадев является божеством Свайкунтхи. But in this way, because Vaikuntha is subordinate to Vrindavan, therefore it's not surprising that the worship of Ramchandra is undertaken in Vrindavan sometimes, or the worship of Nrsingadev is taken up by some bhaktas in Vrindavan, because Vrindavan, all the holy places have shelter in Vrindavan. Но поскольку Вайкунтха и все остальные святые места, они находят прибежище во Вриндаване, то нет ничего удивительного в том, что во Вриндаване мы можем видеть, как некоторые бхакты, они поклоняются Господу Рамачандре или Господу Нарасимхадеву. В этом нет ничего удивительного, потому что все они, эти святые места, подчинены Вриндавану. Outside of Vrindavan, there is a place where there are some stone statues. За пределами Вриндавана есть одно место, в котором находятся философские камни. These statues are in the shape of demons. Нет, не философские камни, а статуи, каменные статуи. И эти каменные статуи, они как бы представляют демонов. And they're called Howl Bilaul. И вот эти статуи, их называют Howl Bilaul. Now these howls, the popular village saying is, И как бы деревенская Lokika молва, Pramanam, it's like that, a story of the public. то есть как бы вот предания этих мест, этой деревни говорят о том, что That the demons were, the fact that demons can come and trouble young children are always used by the elderly gopas and gopis to try to discipline their children to behaving good. вот этот факт, что демоны, они регулярно приходили во Вриндаван и беспокоили жителей Вриндавана, этот факт, он также использовался гопами и гопи в таких воспитательных целях. Они говорили своим детям, что вот демоны придут. So Mother Yashoda used to tell Krishna that if you don't behave yourself and stop running around and becoming so naughty, the howl will get you. И мама Ишода, она также говорила, что ты, если не перестанешь везде вот так проказничать и бегать туда-сюда, и меня не слушаться, то тогда придет демон, который тебя заберет. And Krishna said, but mother, I've been all the way to Govardhan. I didn't see any howl. I've taken the cows all the way to Govardhan and back, the calves, and I haven't seen any howl.
Calves. I've taken the calves, the young cows, all the way to Govardhan. I didn't see any howl. The howl, the demon's name is the howl. I went all the way. I didn't see any howl. What does the howl look like? То есть вот мама Ешода говорила, что вот Хау — это как бы имя демона такого. И она пугала Кришну, она говорила, что если ты не перестанешь проказничать, то вот этот демон Хау, он придет и тебя заберет. Но Кришна говорил: я пасу телят от Нандагауна до Говардхана, и на всем этом пути я никогда не встречал этого демона Хау. What does the howl look like, Krishna? И как, Кришна спросил у мамы Ешоды, как вообще этот демон Хау выглядит? Real big eyes and big teeth, you know. And if you're not good, then he'll eat you up. И мама Ешода рассказывала: у него такие большие глаза, огромные такие зубы. Если ты не будешь себя правильно, хорошо вести, то он тебя сожрет. So hearing that, Krishna would be scared and would behave for some time. И Кришна, когда он это слышал, то он пугался, и на какое-то время он успокаивался и вел себя хорошо. Then, whenever he was naughty, Mother Yashoda said, if you don't become good, then the howl can get you. И когда он опять вел себя как-то плохо, то мама Ешода снова ему говорила: не будешь себя вести хорошо, Хау придет и тебя заберет. But mother, I've been all the way to your kund, where you wash Yashoda kund, where you wash the pots and the clothes, and I didn't see any howls. And I've been all the way to Varshana, I didn't see any howls. I've been all the way to, on the western side, all the way to Kamyavan, I didn't see any howls. Но Кришна говорил: но мама, вот я ходил на Ешода кунду, где ты моешь кастрюли, в которых готовишь прасад, я не видел никаких хау. Я также ходил на Варшану, и на всем этом пути я не встречал никаких хау. И также по западной стороне, вплоть до Камьявана, везде, где бы я ни прогуливался, никаких хау, никаких таких демонов я не видел. But you're always talking about this howl, I never see it. И Кришна говорил: мама, ты говоришь мне постоянно об этом демоне, но никогда я его не видел. And then she says, well, my dear boy, actually there is no howl. We just say that just to keep our children in line, that's all. Но мама Ешода сказала: ну, ты знаешь, мой дорогой мальчик, да, на самом деле таких демонов не существует. Мы просто говорим о них для того, чтобы своих детей как-то приструнить и напугать. No, my mother never tells a lie. Krishna says, Mother Yashoda, my mama Yashoda never tells a lie, so whatever she says must be true. Ну, Кришна отметил, что моя мама Ешода, она никогда не лжет. То, что она говорит, не может быть ложью, и поэтому, безусловно, такой демон, он должен существовать. Она всегда говорит правду. No, I was actually just joking. Actually, there is no howl. We just say it to keep the children in line. Но мама Ешода сказала: нет, я просто шутила, и мы, гопи, вот используем этот пример для того, чтобы как-то детей приструнить, но такого демона не существует. No, my mother doesn't lie. Но Кришна говорит: нет, моя мама не может лгать. There must be a howl. In fact, I'll take you there. Yeah, I'll take you there. И Кришна сказал: нет, моя мама не может лгать. Хау должен существовать. И он сказал: мама, я тебе его покажу. So Krishna took Mother Yashoda by the finger, and pulled her along outside. И Кришна, он взял маму Ешоду за палец, так, и он вывел ее и повел показывать этого демона. On the edge of Nandagaon is a small little bushes clearing. И на границе Нандагауна там есть такие небольшие заросли. It is the boundary of a Seshvarvan. Aseshvar means the forest of desire. И там находится лес Ашешвараван. И эти заросли, они Great как бы desire. находятся на границе, то есть ограничивают на границе этого леса. И Ашешвара — это значит наше желание. So there was Лес желаний, да. Ашешвараван — это лес желаний. now there was a yogi there that wanted to see Krishna very much. И там жил один йоги, который очень хотел увидеть Кришну. And he would come to see Mother Yashoda up in Nanda Bhavan. И он приходил, он встречался с мамой Ешодой и с Нанда Бабой. And in this way he was trying to get darshan of Krishna. И он хотел получить даршану Кришны. But this yogi, he covered himself with crematorium ashes, and he had tripundra, and he had
he had snakes on his shoulders and scorpions, and he looked, dreadful, And so when he came to the door, knocking on the door, as soon as Mother Jasoda saw him, she thought, oh, this yogi is going to scare my child, and she slammed the door, Мама Ишода, он постучал в дверь, и мама Ишода открыла эту дверь. Но этот йоги, как он выглядел, он был покрыт пеплом с мест кремации, и у него была тилака, трипундра, как у шиваитов, и были змеи, скорпионы, и он выглядел так очень устрашающе. И мама Ишода, она как только открыла дверь, она ее сразу же закрыла, потому что она подумала, что он напугает моего сына. So, when she slammed the door, saying, "You can't see my son," and she slammed the door, then Krishna started to cry. И когда она эту дверь захлопнула и сказала этому йоге, что я не разрешаю тебе увидеть моего сына, Кришна, который находился в комнате, в это время он заплакал. And he was crying and crying, and nobody could pacify him. И он плакал, продолжал плакать, и никто не мог его как-то успокоить. So Mother Jasoda's friend said, "Something inauspicious must have troubled your son." И друзья мамы Ишоды, они сказали ей, что что-то такое неблагоприятное происходит, и это доставляет беспокойство твоему сыну. Mother Jasoda thought for a bit. He said, well, there was one yogi that came to my door, and he just wanted what other yogis want. We just gave him some rotis and sent him away, get away, Мама Ишода сказала, приходил какой-то йоги, он хотел увидеть моего сына, но мы его не пустили, мы дали ему там какие-то лепешки, роти, и просто, поблагодарили его и отправили его подальше. Oh, that must be the yogi that you must have offended, and this is what's caused your son to be so distressed. You should call him back, the lady said. И тогда то есть эти женщины, которые советовали маме Ишоде, они сказали, должно быть, вот этот йоги, он почувствовал себя оскорбленным, и с ним не следовало так поступать. Нужно отправить кого-то для того, чтобы его вернуть. Then they went out wandering around and looking all over the forest until finally they found him. И мама Ишода отправила людей на поиски этого йога, и они искали по разным окрестным лесам, и в конечном итоге в одном месте нашли его. And they said, "Come on, Yogi Baba, please come. The child. We need you to pacify the child of the king Nanda." И они сказали, дорогой йоги Баба, пойдем с нами, нам необходимо твое присутствие для того, чтобы успокоить ребенка, который является сыном Нанды Бабы, царя Нанды. So as soon as he came there, then as soon as this yogi came there, then Krishna started to clap his hands and smile and laugh, and so they thought, okay, whenever my child will cry, you please come. И как только этот йоги туда пришел, то Кришна сразу же начал улыбаться, смеяться, хлопать в ладоши. И ему сказали, мама Ишода сказала, хорошо, как только мой сын, он будет плакать, ты можешь приходить для того, чтобы его умиротворить. Она сказала этому йогу. So that's that particular story. И вот эта история связана с... Then, in this way, he said, you should stay here. Why don't you stay here in Nanda Bhavan with us? Whenever my child will cry, I will call you. And then he said, so I'll stay here. I agree to stay here, but every day after you bathe your child, you should pour his charanamrit on me. So this is why Nandishwar stays there. It's form of Lord Shiva. This yogi was in Nandishwar? Right. Asheshwar. Asheshwar. Asheshwar Shiva. So in this way, a form of Asheshwar stays there, the lord of that forest, and he stays there. And he was called Asheshwar because he had a great desire. And so he agreed to stay there. He said, under the conditions that every day after you bathe your child, then you pour his charanamrit on me. И вот этот йоги, это был персонифицированный Ашешвара, который Господь Шива, который исполняет все желания, и он сам имел очень сильное желание увидеть Кришну. И мама Ишода сказала ему, что ты можешь жить здесь с нами во дворце, в Нанда-Бхаване, и как только Кришна будет плакать, я смогу тебя звать, и он будет успокаиваться, и этот
йоги, который является никем иным, как Господом Шрилой, он сказал: я останусь, но только при таком условии, что когда ты своего ребенка омываешь, то вот эту чаранамриту ты потом будешь поливать этой чаранамритой меня, то есть, как бы обрызгивать меня этой чаранамритой. Okay, text 22. Так, следующий текст, номер Tava 22. angri jogmam anukrishya sarish ripanto gosha pragosha ruchiram brajakar demeshu tananada hrista manasav anusristya lokam mugda prabhitavad upe yatur antimato. When Krishna and Balarama, with the strength of their legs, crawled in the muddy places created in Vraja by cow dung and cow urine, their crawling resembled the crawling of serpents, and the sound of their ankle bells was very charming. Когда Кришна и Баларама, шевеля ногами, ползали в жиже, образованной коровьей мочой и навозом во Врадже, их движения напоминали движение змеи, и колокольчики на их лодыжках мелодично позванивали. So, very much pleased by the sound of other people's ankle bells, they used to follow these people as if going to their mothers. Зачарованные звучанием ножных колокольчиков других людей, они следовали за ними, как за матерью. But then when they found out that it wasn't their mother, then they got full of anger, full of fear, and they ran in the other direction. Но потом, увидев, что это кто-то другой, в страхе возвращались к настоящим матерям. When they saw that these were other people, they became afraid and returned to their real mothers, Yashoda and Rohini. В страхе возвращались к настоящим матерям, Яшоде и Рахини. Purport: When Krishna and Balaram were crawling about Vrajabhumi, they were enchanted by the sound of ankle bells. Комментарий. Когда Кришна и Баларама ползали по Враджабхуми, их очень привлекало звучание ножных колокольчиков. Thus they sometimes followed other people who would enjoy the crawling of Krishna and Balaram and exclaim, "Oh, see how Krishna and Balaram are crawling." Поэтому иногда они следовали за другими людьми, а те, с удовольствием наблюдая ползание Кришны и Баларамы, восклицали: «Посмотрите, как ползают Кришна и Баларама». Upon hearing this, Krishna and Balaram could understand that these were not their mothers, and they were following, and they would return to their actual mothers. Услышав их голос, Кришна и Баларама понимали, что они ползут не за своими матерями, и возвращались к настоящим матерям. Thus the crawling of Krishna and Balaram was enjoyed by the people in the neighborhood as well as by Mother Yashoda and Rohini and the two children themselves. Так ползание Кришны и Баларамы доставляло удовольствие и соседям, и Яшоде с Рахини, и самим детям. Tana mataro nichasuto grinaya snuvantyo pankanga raga ruchirov upagriya dorbhyam datastanam prapibato smamukam nariksha mugda smitalpa dasanam yatayu pramodam. Dressed with muddy earth mixed with cow dung and cow urine, the babies looked very beautiful. And when they went to their mothers, both Yashoda and Rohini picked them up with great affection, embraced them, and allowed them to suck the milk flowing from their breasts. Вымазанные грязью, смешанные с коровьей мочой и навозом, младенцы были очаровательны. И когда они приползали к своим матерям, Яшода и Рахини с любовью брали их на руки, обнимали их и давали им грудь. He said, while sucking the breast, the babies smiled, and their small teeth were visible. Their mothers, upon seeing these beautiful teeth, they became very happy. Младенцы пили молоко, лившееся из груди их матерей, и улыбались, обнажая свои маленькие зубы. Видя эти прекрасные зубы, Яшода и Рахини ощущали трансцендентное блаженство. So it mentions about how Krishna and Balarama, as the mothers cared for their respective babies by the arrangement of Yoga Maya, the babies thought, "Here is my mother," and the mothers thought, "Here is my son." Комментарий. Каждая мать нянчила своего ребенка, и под влиянием йога-майи младенцы думали: «Это моя мама», а матери думали: «Это мой сын». In this way, because of affection, milk flowed from the mother's breast, and the babies drank it. Поскольку матерей переполняла нежность, молоко обильно лилось у них из груди, и младенцы пили его. When the mothers saw small teeth coming in, they would count the teeth and be happy. And when the babies saw their mothers allowing them to drink their milk, then they also became very happy. Видя зубки, прорезавшиеся во рту у детей, матери пересчитывали их и были счастливы.
А младенцы, видя, что матери дают им пить свое молоко, тоже испытывали трансцендентное блаженство. As this transcendental affection continued between Rohini and Balarama, and Yashoda and Krishna, they all enjoyed transcendental bliss. Благодаря этой трансцендентной любви между Рахини и Баларамой и между Яшодой и Кришной, все они наслаждались трансцендентным блаженством. Now, for those that like to worship Krishna in this mood of Vatsalya, и вот в отношении тех, кто поклоняется Господу в таком настроении, в настроении Ватсалии, this chapters here of the birth of Krishna all the way up to chapter 8 is full of great pleasure for them. и для таких преданных вот эти главы, которые описывают рождение Кришны, вплоть до 8 главы, эти главы, они просто полны блаженства для преданных, которые поклоняются Господу в таком настроении. There is a group of Vaishnavas that consider this relationship of parental affection for Krishna to be the highest relationship. И есть группа вайшнавов, которые считают, что вот такие отношения с Господом, именно родительские взаимоотношения, это высшая форма взаимоотношений с Богом. And all of them are in the business of trying to nourish Krishna. So therefore their sampradaya is called the Pushti Marga, the path of nourishment. И они все стараются вести себя так и служить Господу так, чтобы его как-то, накормить, питать, лелеять. Да. И поэтому их сампрадая называется Пушти Марга, или путь, Path of nourishment. Путь как бы заботы и как бы заботы такой родительской о Кришне. Because children are extortionists. Their business is to take from their parents whatever they need. Their business. They're legalized burglars. Children are burglars. They're thieves. They're legalized burglars, and their only business is to take from their parents, whatever they want. И в их сампрадае дети занимают особенное положение. Children's nature, it doesn't matter, sampradaya or no sampradaya. Children are burglars, То есть дети по своей природе, они как бы могут, что-то воровать или брать, а родители, они милостиво к ним, им позволяют это делать. Да. То есть дети, они воришки по своей природе. И это их воровство, оно узаконено, потому что такова их природа. И они что-то берут, а родители, они смотрят как бы на это снисходительно. Now this sampradaya was started by Vallabhacharya, who was a disciple of Gadadhar Pandit. И вот эта сампрадая, она была основана Валабхачари, который сам являлся учеником Гададхара Пандита. He was a sannyasi. According to the Gaudiyas, he was a sannyasi. He was a brahmana who took sannyas from Gadadhar Pandit. И в соответствии с взглядами Гаудия Вайшнавов, он был саньяси, который принял посвящение у Гададхара Пандита и принял саньясу у него. For some reason or other, но по тем или иным причинам he could not maintain his vows of renunciation, and he chose to go back to his wife. Он не смог поддерживать свои обеты отречения, и он вернулся к жене. Therefore, since that time, anyone in their sampradaya never takes renunciation. They always get married. И поэтому вот с тех самых времен, как бы в его сампрадае никто не принимает отреченный образ жизни, но все ведут семейную жизнь. And they state that you'll never understand how to serve God selflessly unless you experience household life and having children and being selfless to them. И они говорят, что человек не может до конца понять, как можно бескорыстно служить Богу до тех пор, пока он сам не будет семейным человеком и не сможет сам бескорыстно служить своим детям. Whereas other sampradayas, they understand that this attachment in the material energy is very deep-rooted attachment.
И мы понимаем, что вот эта привязанность к материальной энергии, она имеет очень глубокое такое укоренение в природе человека. Therefore, other sampradayas, such as the Nimbarkis under Vishnu Swami and others, they embrace the path of renunciation. И другие сампрадаи, такие как сампрадай Нимбарки или Вишну Свами, они наоборот говорят о том, насколько важно следовать путем отречения. Still, some of the sampradayas, and like the Madhvas also embrace renunciation, but for many of them, they understand that one has to embrace renunciation only after having finished household affairs. И Мадхва Сампрадая, они также говорят о том, как важно вести отреченный образ жизни, но многие из них говорят, что важно принять этот отреченный образ жизни после того, как человек прошел вот этот семейный уклад. Still, these childhood pastimes of Krishna are very relishable. Но так или иначе, вот эти детские игры Господа, они полны такого вкуса для всех преданных. Because children, they're very innocently, and they just go here and there, and nobody can stop them. Поскольку дети, они очень невинны, они могут бегать везде, где им заблагорассудится, и никто не может их остановить. And specifically in Vrindavan, where everybody's children belong to everybody. И в особенности во Вриндаване там положение такое, что дети, они принадлежат как бы всей общине, всем. So as the children grow up and play with other children, they make friends, and so they just go anywhere. И поэтому дети, они играют вместе, они дружат с другими детьми, и вместе они могут заходить в любые дома. So their strength of their legs becomes strong, and so they just go anywhere they can, and they just wander like anything. И поэтому по мере того, как они растут, они могут, как бы по всему поселку, по всему городу заходить, куда им заблагорассудится. So at this particular age, from chapter 5 onwards, to chapter 8 to chapter 11, is when Vatsalya Rasa and Sakya Rasa become very strong. This chapters in Srimad Bhagavatam, from chapters 5 till chapters 11 or 12, this is when the two tastes of Sakya Rasa and Vatsalya Rasa become very strong. И вот Шримад Бхагаватам именно вот в этих главах, с 5 главы по 11 и 12 глава также очень так подробно описаны именно взаимоотношения в Сакья расе и в Ватсалья расе. Because this is the time when Krishna and Balarama have these pastimes. And these are glorified by one of the poets of the Pushti Marga Sampradaya named Suradas. И вот именно в этих главах описаны детские игры Господа Кришны. И эти игры также прославляет один возвышенный преданный, один из поэтов Пушти Марга Сампрадая, которого звали Сурадас. So he has written many bhajans glorifying Krishna's childhood pastimes. И он написал много баджанов, которые прославляют детские игры Господа Кришны. And these pastimes are glorified and sung by the local Vrajavasis very much. И также местные бриджабаси, они очень любят эти песни и очень часто их поют, прославляют таким образом детские игры Господа. So some of them are very interesting. И некоторые из этих песен очень интересны. There's one bhajan by Suradas where he glorifies Krishna coming back from the forest. And that's at night time when the dusk comes. И в одном из баджанов Сурадас он поет о том, как Кришна возвращается из леса, он возвращается обратно домой, и как раз в то время, когда уже спускаются сумерки. So it mentions there that Krishna and Balarama are coming home in the evening. И он говорит, что Кришна и Баларама вечером возвращаются домой. Taking the cows and pasturing, they're coming home back home to the village of Vrindavan. Они приводят обратно телят с пастбищ, и они возвращаются обратно домой вместе с телятами во Вриндаван. Krishna's childhood pastimes, Krishna is known as Mohan, one who bewilders everyone. И когда Господь проявляет свои детские игры, то он известен как Мохан, то есть тот, кто очаровывает всех. So Mohan Krishna has said he's coming, and he said he has a peacock feather on his head, a garland of flowers on his chest, and his soft body is covered by the dust from the hooves of the cows.
И он поет, что когда Кришна возвращается из леса, то в своей руке он держит перо павлина, а на его шее гирлянда из цветов, и он сам весь покрыт пылью, которая была поднята копытами телят. He said, and as he's walking along, his waist bells are chiming very nicely, and his ankle bells are resounding throughout the forest. И он поет, что когда Господь возвращается, то его пояс, и на поясе эти колокольчики, они звенят очень мелодично, а этим колокольчикам также вторят браслеты, которые на его лодыжках, и этот звук, он разносится по всему лесу. And the sound of these bells rhyming as they walk, of all the boys together in unison, it makes a big loud sound. И когда Господь Кришна и другие мальчики-пастушки, они таким образом вместе возвращаются из леса, то все эти колокольчики, они сливаются в такой звук, который достаточно громкий и слышен вокруг. Along with the mooing of the cows and the calves, it makes a very nice sound. И вот этот звук, он очень красивый, и также этот звук сопровождает движение коров и телят. He said the cloud of Krishna is in the midst of the cowherd boys, and their cloth shames the color of lightning. И он говорит, что Кришна подобен в окружении телят и мальчиков-пастушков, он подобен такой грозовой туче, и его одежды сияют подобно молнии. And he says that he's glorified as they enter the town of Vrindavan, he's glorified by the cowherd boys. И в то время, когда они только входят в город Вриндаван, мальчики-пастушки, которые окружают Господа, они в это время его прославляют. And the cowherd boys are glorifying that he's the killer of many, many demons. И мальчики-пастушки поют и говорят, что Господь Кришна, Он убил множество демонов. And he's protected all the residents of Vrindavan. And on hearing these news coming from the boys' mouths, all the residents of Vrindavan become filled with great happiness. И также Он является защитником всех жителей Вриндавана. И когда они вот так прославляют Кришну, то жители Вриндавана, когда они это слышат и видят, как возвращаются Кришна и мальчики-пастушки, они выходят навстречу полное счастье. So this bhajan is sung in the evening so that everybody can remember Krishna and Balarama is coming back to the land of Vrindavan city. И вот этот баджан, его поют вечером, как раз в то время, когда все могут помнить о том, как Кришна и Баларама, они возвращаются вечером с пастбища вместе с телятами во Вриндаван. Those that live in the cities, such as Mother Yasoda and her friends, the elderly gopis who are domestic workers, they couldn't hardly contain their enthusiasm. They hardly let Krishna and Balarama go in the morning. А мама Ишода и другие гопи, которые ей помогают, они, когда утром отпускают Кришну на пастбище, то они еле, с большим трудом отпускают Господа. They would go to the forest in the morning, and Brihad Bhagavatamrita describes how Mother Yasoda would hardly let Krishna and Balarama go. И в Брихад Бхагаватамрите говорится, что когда Господь идет пасти телят, то мама Ишода с очень большим трудом так отпускает его туда. As they get to the edge of the town, then Mother Yasoda kept repeatedly calling Balarama and giving him last-minute instructions. Make sure that he does not get too much sun. Make sure that when he gets thirsty, you give him plenty of water. Make sure to save him from tussles, so he doesn't get involved in fights with the boys. И когда они уже доходят до границы Вриндавана, и Кришна, и мальчики-пастушки, они уже углубляются в лес, то мама Ишода, она снова и снова подзывает к себе Балараму и говорит, дает ему такие наставления, говорит, если Кришна как-то будет испытывать жажду, то, пожалуйста, обязательно напои его водой. Потом снова его подзывает и говорит, если будет припекать солнце, то, пожалуйста, убедись, что Кришна, он не сгорит на солнце, и потом снова подзывает его и говорит, что, пожалуйста, следи за тем, чтобы мальчики-пастушки, они не очень расходились в своих играх, и чтобы не было слишком много борьбы, которая может как-то Кришне повредить, или что-то может случиться. And each time when he would
she would call him back. Balarama kept assuring her, yes, mother, yes, mother, yes, I'll protect Krishna. Yes, everything will be done as you say. Yes. И как каждый раз, когда она подзывает Балараму, то Баларама, он заверяет маму Ешоду, он говорит: да, мама, да, я все сделаю, как ты говоришь, да, я постараюсь сделать все, чтобы Кришна был защищен, чтобы он не испытывал жажды, чтобы он не сгорел на солнце. Да, мама, я все сделаю. So as soon as Mother Yasoda couldn't think of any further excuses to bother Balarama, и как только мама Ешода, у нее все заканчиваются эти поводы, чтобы позвать снова Балараму. Because Balarama was very submissive and did whatever she wanted, because he also had some tinges of the same mood. He's elder than Krishna, so he has to protect his younger brother. So he was one with Mother Yasoda's anxiety for protecting Krishna. So he was very amiable, И Баларама, следует отметить, что он также, поскольку он является старшим братом Кришны, то ему очень близко это настроение мамы Ешоды, то, что он также хочет защитить Кришну, хочет его защитить и о нем позаботиться, и поэтому он как бы так очень понимает хорошо маму Ешоду. So she couldn't bother Balarama anymore. И как только заканчиваются все вот эти вопросы и все поводы снова и снова подозвать Балараму, So then she would call Krishna. она зовет Кришну. Krishna, your cloth is not arranged properly. Let me tighten your belt. Кришна, она говорит: подожди ко мне. У тебя одежда здесь как-то запуталась. Давай я тебе получше завяжу ремешок. As you've been walking, the mango sprouts and the leaves which you push behind your ears have made your hair very disheveled. Let me fix it, И Кришна, вот сейчас ты проходил мимо мангового дерева, и там ветки, они коснулись тебя, и волосы твои уже не лежат так хорошо, как должны лежать. Давай я поправлю. Your jewelry in the front is not proper. Your jewelry in the front is not proper. Let me fix it. И также вот Jewelry, your то есть necklaces. драгоценности, которые висят, ожерелья драгоценные, которые висят, они также сбились как-то в сторону, и да, я их поправлю. So each time Krishna would come back and stand before his mother, and each time she would adjust it. И каждый раз Кришна возвращается, он стоит перед своей мамой, и мама ему что-то поправляет. And the boys were waiting. А все мальчики-пастушки в это время ждут. But after 2-3 times, how long are they going to wait, Но так или иначе это происходит 2-3 раза. Но сколько они могут еще ждать? The boys headed by Sri Dhamma were very anxious, and they would say, Krishna, how long are you going to play with your mother? Come on, И мальчики-пастушки, которых возглавляет Шри Дhamma, они начинают кричать Кришне: Кришна, ну сколько там тебя мама будет Сколько будешь, играть со своей мамой? Пойдем, мы уже ждем тебя. So Krishna was pulled from two ends, On one hand he's pulled by his mother, and the other hand he's being pulled by his friends. Таким образом, Кришну как бы разрывают на две стороны. То есть, с одной стороны, его мальчики-пастушки торопят, а с другой стороны, мама Ешода не может его отпустить. Hearing the pleas of his friends who wanted to go, and they said, Krishna, the cows are waiting. They're not going to, they won't eat any grass until they see you. You have to come with us, И они говорят: Кришна, коровы же ждут, они не будут никакую траву кушать до тех пор, пока не увидят тебя. So Krishna, hearing the pleas of his friends, would fall at the feet of his mother, saying, Mother, Balaram will take care of me. You don't have the slightest worry at all. Whatever you say, I'll do. I'll come back home soon. Please let me go. И поэтому Кришна, когда он уже слышит, как в беспокойстве мальчики-пастушки его зовут, он приносит поклоны своей маме и говорит, он ее обнимает и говорит: мама, я все сделаю, как ты говоришь, и Баларама без всяких сомнений меня защитит, и все наставления, которые ты дала, мы исполним, поэтому, пожалуйста, позволь, мы уже пойдем. Finally, she would say, all right, you can go, but please come back soon. В конечном итоге мама Ешода соглашается, говорит: ну хорошо, идите, но возвращайтесь поскорее. So then he would go off, and finally, and as the boys go into the distance and they cannot see any further, and Mother Yasoda cannot see them any further. Мама Ешода, когда она вот чуть-чуть так отходит, и мальчики-пастушки, они удаляются, и они заходят в лес, и уже мама Ешода больше не видит их. She would get filled with such anxiety and contemplation of her son that sometimes she would become totally stunned, and other gopis, she would be unable to move. И мама Ешода, она начинает испытывать такое чувство разлуки, что она просто замирает на месте, и иногда другие гопи, они видят, что она даже не может двинуться.
In anxiety for her son, she couldn't move. And other elderly gopis would have to physically pick her up and carry her back home. И другие гопи, старшие гопи, они видят, как мама Ишода, она обеспокоена за своего сына, и она даже не может двигаться. Иногда бывает так, что они просто поднимают ее на руки и приносят ее обратно в дом. That was the difficulty. То есть We can't imagine the absorption, you know. можно увидеть, насколько мама Ишода погружена в мысли о своем сыне. And the evening time especially, when they were coming back, all the young girls of Vrindavan were always eager to see Krishna and Balarama. И вечером, когда Кришна и Баларама возвращаются, то все юные девушки Вриндавана, они с большим желанием ждут, там, ожидая, когда они увидят Кришну и Балараму. Then they used to feel sorry for Mother Yasoda's separation from her child, because they felt that same separation themselves. They felt sorry for her. They could sympathize with Mother Yasoda because they felt the same separation themselves. И вот эти юные девушки Вриндавана, они сами тоже испытывают такую необычайную разлуку с Кришной, и поэтому они очень сочувствуют маме Ишоде, и им также близко вот это настроение, они понимают маму Ишоду. So it was stated that at that time that Mother Yasoda would take the help of the taller young gopis, and they would climb up to the tops of the houses. They had these little lookout posts there, and the tallest gopis would climb up there. And they would look and be able to see in the far off distance, kilometers away, that there's a big cloud of dust raised by the calves. Krishna, Mohan is coming home. И мама Ишода, она договаривается с другими гопи, и как бы есть такая целая группа гопи, которые забираются на самые высокие дома, и из самых высоких гопи, да, она как бы просит, чтобы они забирались на крыши домов, и с этих крыш видно всю округу на несколько километров, и эти гопи, они смотрят вдаль, вот откуда должны Кришна и Баларама прийти, и они замечают облако, которое, как бы облако пыли, которое поднято копытами коров и телят. The pathways of Vrindavan in the dry season, the dirt became very soft, and when the cows were walking, they would kick that dust up, and it would become a big cloud of dust. И летом, в такой сухой сезон, не в сезон дождей, земля Вриндавана очень сухая и много пыли, и когда коровы, телята идут, то они своими копытами поднимают эту пыль. This scene is very captivating. И вот это облако пыли, которое издалека видно, оно очень так выглядит чарующе. And these young gopis would announce to Mother Yasoda and all the others that Mohan, Krishna is finally coming home. И вот эти гопи, которые первыми замечают это облако, они кричат другим гопи, они объявляют, что наконец-то Кришна Мохан, вот он идет. And this is a subject matter for poets. И поэты, они вот это настроение, это как бы вот эту ситуацию, она очень их вдохновляет. Just like Bilva Mangala. Как Бильвамангала такой. He said, "Ago duli dul sarata komala gopa veshe." He said, he's covered with the soft form of Krishna is covered with the dust raised by the hooves of the cows. И он говорит, что вот эта чарующая форма Кришны покрыта пылью, которую подняли копыта коров и телят. Agopala balaka shate anugamyamanam. And he is accompanied by thousands of boys as he wanders along. И когда он сам ходит по этим лесам, то его сопровождают тысячи мальчиков-пастушков. Shayantane pratigriham pasubandhanartham. And at the time of dusk, when the sun is setting, he goes with each boy to each and every house for the purpose of tying up each and every cow. И Господь Кришна сам вместе с другими мальчиками-пастушками вечером в сумерках, когда они возвращаются в Вриндаван, то он сам лично обходит каждый дом для того, чтобы каждую корову лично привязать вот во дворе этого дома, среди всех коров, которых они пасли. Gadshantum achachashishum pranatosmi nityam. This infallible Lord, as a coward boy, he goes like that, and I offer my respectful obeisances always unto him. И вот этот непостижимый и безупречный Господь, Он ведет себя таким образом, как мальчик-пастушок, и я предлагаю свои почтительные поклоны Ему. So this verse is amazing, actually.
И вот этот стих, он необыкновенно And красивый. the idea of it is that when the boys, according to some places like Ananda Vrindavan Champu, when Krishna was returning home, И в некоторых других книгах, вот как, например, в Ананда Вриндавана Чампу, говорится, что когда Кришна возвращается домой, then at that time, just before they get to the outskirts of the town, the boys would start to feel separation from Krishna. как раз вот когда они приближаются к границам города, и они должны уже зайти в город, то мальчики-пастушки, они, возвращаясь, начинают испытывать уже разлуку с Кришной. Some of the boys live in Vrishabhanupur. Some of the boys live in Nandagaon. И некоторые из этих мальчиков-пастушков, они живут не во Вриндаване, а, скажем, во Вришабханупуре, а другие, они живут в Нандагауне. So the difference between these two towns are like 10 kilometers, you know. И дистанция между этими двумя городами где-то в районе 10 километров. So they would think that, oh, I have to go without Krishna to this far to my house, and it's painful, you know. И они думают, что ну вот сейчас мне нужно будет возвращаться домой, но весь этот путь я пройду без Кришны, и это причиняет им боль. So the boys would approach Krishna and they would hug him, and they would start to cry in separation from him. And Krishna would hug them very feelingly in separation from them also. И они приближаются к Кришне, начинают его обнимать и говорить, ну как бы и так начинают ему плакаться, вот испытывая эту разлуку. И Кришна их также в ответ обнимает и тоже с чувством разлуки им отвечает. Sometimes their feelings of attachment were so great that Krishna would say, no, I'm actually, you know, I'm so sorry. The boy would say that I'm so sorry to have to separate from you to go to my house. No, you don't have to separate from me. I'm accompanying you to your house, you know. И иногда вот это чувство разлуки, оно такое сильное, что когда кто-то из мальчиков-пастушков говорит, что Господь, ну, то есть Кришна, я буду испытывать такую разлуку с тобой, вот я сейчас один буду возвращаться домой без тебя, но Кришна говорит, нет, я тебя провожу прямо до твоего дома. So at this time, each boy would think that I'm very fortunate. Krishna's not leaving me alone. How fortunate am I? И каждый мальчик-пастушок в такой ситуации, он думает, насколько же я удачлив. Кришна не оставляет меня, он провожает меня прямо до моего дома. See, in the daytime, the boys would take lunch sometimes. И днем очень часто мальчики-пастушки, они вместе принимают обед. And they surrounded Krishna like flower petals of a lotus surround the stem. И они садятся для того, чтобы пообедать все вокруг Кришны, и подобно тому, как лепестки лотоса, они окружают, вот в цветке лотоса, они окружают вот эту центральную часть. And the boys would keep Krishna in the center, and everyone was looking at Krishna. И мальчики-пастушки, они рассаживаются вокруг Кришны, Кришна находится в центре, и они все смотрят на Кришну. Then they would think, they would open up their lunch boxes, and as they opened up their lunch boxes, they noticed what their mother had prepared. И они открывают вот эти свои сумки, коробки, в которых их мамы положили им что-то на обед, и они начинают это рассматривать. And they would say, oh, Krishna, my mother has made this wonderful thing. You should have it. И они говорят, о, Кришна, посмотри, что моя мама сделала для меня. Ты обязательно должен это попробовать. In the 11th chapter of Bhagavatam, it described that sometimes the boys would bite a sweet or some preparation that their mother had made. They would bite it, and after biting it, they would recognize it. Oh, it's a very good preparation. Krishna, this tastes wonderful. You should have it. And Krishna would say, really, it's so? And then the boy would drop the rest of it in Krishna's mouth. His remnants. Когда вот в 11 главе описывается, что иногда мальчики-пастушки, они видят что-то очень вкусное, они это пробуют, они говорят, о, это настолько замечательно, настолько вкусно, Кришна, ты обязательно должен это попробовать. И они передают это Кришне. То есть то, что они сами не съели, то, что они уже надкусили, они, бывает, забрасывают прямо в рот Кришне. And you have to imagine that what kind of boys is it that Krishna, some of them were demigods, some of them were eternal associates. И мы можем подумать, насколько удачливы эти мальчики-пастушки, и мы знаем, что некоторые из них являются полубогами, а некоторые являются вечными спутниками. At any case, they had performed heaps of pious activities in many births, accumulated a big stock of pious activity to be able to play with the Supreme Brahman together.
Но без всяких сомнений, они в течение множества жизней должны были накопить такое благочестие, чтобы быть достойными того, чтобы вот с Верховным Брахманом, с Господом проводить вот такие игры, участвовать в них. So the boys would say, "My mother made this wonderful thing. You should have it." И мальчики говорили: моя мама приготовила вот такое замечательное кушанье, и Кришна, ты обязательно должен это попробовать. And Krishna would say, "Really? It's like that?" И Кришна говорил: да, действительно, правда вкусно. Then he would bend and squat and bend into the boy's tiffin to take it. И он протягивал свою руку для того, чтобы взять это кушанье. Then the boy would think, "I'm so fortunate I have Krishna in front of me." И тогда другой мальчик, к которому Кришна вот так тянулся, он думал: ой, я настолько удачлив, Кришна вот прямо так близко рядом со мной. My mother will become so happy И моя мама, она без сомнений, она when she будет hears how Krishna has taken her thing. очень счастлива узнать о том, что Кришна, он пробует то, что она приготовила. In this way, but he would not. He would only look straight at Krishna. He wouldn't look left. He wouldn't look right. His consciousness is focused on Krishna, so he didn't see that right next door to him, another boy said, "Krishna, my mother's made this wonderful preparation. You should have it." And Krishna goes, "Really? It's so?" And reaches into his tiffin, and the boy goes, "I'm so lucky. Krishna's in front of me." You know. Yeah, simultaneously everywhere, in every direction. All the boys did it simultaneously. И это происходит так, что когда мальчик-пастушок, друг Кришны, он говорит, что Кришна, ты должен обязательно попробовать то, что приготовила моя мама. В этот момент он сам, Кришна, прямо перед ним. И он сам настолько сосредоточен на Кришне, что он не видит даже ничего, что происходит слева или справа. И Кришна тянется руками к его сумке и говорит: да, действительно, я должен это попробовать. И мальчик-пастушок, он смотрит прямо на Кришну в этот момент, но он не видит, что вокруг происходит то же самое с другими мальчиками-пастушками, что точно так же кто-то другой говорит: Кришна, посмотри, что мама приготовила для меня, ты обязательно должен это попробовать. И Кришна также другому мальчику отвечает: да, правда, и также к нему тянется. Но каждый из них, он смотрит только на Кришну и не видит ничего вокруг. Just like Krishna expanded himself to be the side of each and every gopi in the rasa dance, and each girl thought herself to be the most fortunate girl in the universe, in the same way, each and every boy wanted to eat with Krishna, and that Krishna satisfied that desire. And they thought, I'm the most lucky of all the coward boys, because I get to eat with Krishna, you know. И точно так же, как Господь, Он проявлял себя рядом с каждой гопи, и каждая гопи, которая танцевала рядом с Господом, она думала, что я самая удачливая, и Господь танцует со мной. Точно так же каждый мальчик-пастушок, Господь, Он проявлял себя одновременно каждому, и с каждым лично вот так как бы принимал угощение, и каждый мальчик-пастушок думал, что среди всех пастушков я самый удачливый, потому что Кришна сидит вот прямо рядом со мной, и Он кушает то, что приготовила моя мама. We have to understand here, in either case, the intensity is the greed to have Krishna somehow or other. И очень важно понять, что вот это как бы интенсивное такое жадное желание увидеть Кришну, оно присутствовало как бы в каждом, и очень важно. The whole quality of devotion is the intensity of the meditation and the intensity of the desire to get Krishna's company. И очень важно понять, что вся наша преданность, она зависит как раз от такого сильного, жадного желания служить Кришне и быть, как бы соприкасаться с Ним и общаться с Кришной. And that is what is powering the intense attachment for Krishna is moving Krishna to reciprocate with the devotee. И вот это то, что делает вот это сильное желание, побуждает Кришну отвечать своим преданным и побуждает Кришну в большей степени общаться и отдавать себя своему преданному. Именно как раз вот это сильное, интенсивное желание общаться с ним. So because of the intense desire of the devotee to be with Krishna, и из-за того, что у преданного есть такое сильное, страстное желание быть рядом с Кришной, see, there's a difference between the attachment of the gopis and the attachment of the coward boys. И есть разница, есть различие между той привязанностью, которую испытывали гопи, и той привязанностью, которую испытывали мальчики-пастушки.
The gopis are staying back in the city, and they cannot see Krishna in the daytime, except occasionally when they would go out to steal some opportunity. И гопи, они в течение дня, они оставались в городе, они не могли в это время видеть Кришну, как мальчики-пастушки. Но за исключением некоторых случаев, когда они могли как-то выйти из города и как-то это время, ну то есть время от времени встречаться с Кришной даже днем. Но это были редкие такие минуты. So only at night time will their desire be fulfilled, when their superiors are not watching or something. И только в ночное время, когда уже их старшие, они как бы не могли так за ними уследить, гопи, они могли быть с Кришной. On the other hand, at night time, after being with Krishna all day long in the forest, that's when the pain of separation becomes great for the boys, because they know that we're going to be separated from Krishna. Но в то же самое время, ночью, когда гопи, они встречались с Господом, мальчики-пастушки, и в это время они испытывали очень сильную разлуку, поскольку весь день они были с Кришной, но вечером они расставались, и ночью они испытывали сильную разлуку. It is the intensity of the meditation on Krishna, the intensity of the separation, that forces Krishna sometimes to reciprocate and stay with his devotee. И именно такое интенсивное, страстное желание и стремление быть с Кришной побуждает Кришну отвечать этому преданному и идти навстречу этому преданному. In this way, Krishna would expand himself sometimes and go with that particular devotee to his own house to tie his cows. И поэтому Кришна, он часто себя распространял в другие формы для того, чтобы вместе с каким-то мальчиком-пастушком отправиться, вместе его сопровождать к его дому и там привязать корову или телят. So these boys, they're seeing Krishna at every moment because they're thinking of Krishna all day. So Krishna does not leave them for a moment. И эти мальчики-пастушки, они думают о Кришне весь день, они постоянно сосредоточены на нем, и Кришна ни на мгновение их не покидает. So inconceivable for everyone that Krishna expands himself into unlimited forms. И это непостижимо для других, то, что Кришна, он может проявлять себя во множестве форм. Then, so just before they reach Nandagaon, just before the group is reaching the boundaries of Nandagaon, from Govardhan they go toward Nandagaon, and just before they reach the city. И как только Кришна, как раз перед тем, как прямо войти в Нандагаон, Кришна и мальчики-пастушки идут с Говардхана, и как раз перед тем, как войти в Нандагаон. Then it's described in Ananda Vrindavan Champu that Krishna would sometimes let Balarama go a little ahead, and he would act as if he was lazy or tired or exhausted, and he was staying a little bit behind Balarama. И часто в Ананда Вриндавана Чампу описывается, что часто Кришна, он просил Балараму идти несколько впереди, а сам выглядел таким либо уставшим, либо так немножко ему было лень идти так же быстро, и Баларама в это время он шел впереди. So there was two things. И есть две вещи, которые важно здесь отметить. One thing is that Krishna was respecting Balarama. You go ahead. И один момент это то, что Кришна, он с почтением относился к Балараме, и поэтому он говорил ему: иди первым. Because in the morning, these elderly boys were the first ones to go out to make sure they would go out with weapons in hand to protect Krishna from the demons. They were the first to go ahead. И утром, когда они уходили на пастбище, то те мальчики, которые были более старшими, они шли первыми, потому что они должны были убедиться в том, что они захватили какое-то оружие или палки и все, что им было нужно для того, чтобы защитить Кришну. So some of these boys would go ahead. И некоторые из этих мальчиков, они утром выходили первыми. In the evening they would go ahead because they would announce that Krishna is coming back. И вечером они также возвращались первыми, они входили в город первыми для того, чтобы всем объявить, что Кришна возвращается. So these boys are headed by Balarama. So sometimes Krishna would say, "Go ahead, you Balarama, you go ahead." И этих мальчиков, более таких старших, их возглавляет Баларама. И Кришна, он часто вдохновлял Господа Баларама, что иди первым. With his brother not at his immediate side, then Krishna could have the opportunity to look up and see those tall gopis that were eagerly looking for him without any inhibition. He could look at the gaze of the beauty of those young gopi girls and
like that to his heart's content without being bothered by his brother. И в то время, когда Баларама и другие более старшие мальчики-пастушки, они как бы скрывались из виду, они уходили вперед, Кришна, он притормаживал, и в это время он мог обмениваться взглядами и смотреть на тех гопи, которые, на самых высоких гопи, которые находились на крышах, и таким образом он как бы был уже не под присмотром старшего брата Баларама и других более старших пастушков. Then, on the other hand, but since it's Balarama's business to protect Krishna, then sometimes he would drop back to see, how are you doing, Krishna? My business is to make sure that you're all right. And the mother just sort of sees me without you, then she's not going to be very happy with me. Therefore, my business is to stay behind you. И поэтому, но также очень часто происходило так, что Господь Баларама, он возвращался, потому что он говорил, что, мама Ишода, я пришел, а мама Ишода видит, что мы уже входим в город, Кришна, а тебя нет. И также Баларама, он возвращался часто по такой причине, что он говорил: Кришна, в мои обязанности входит тебя защищать, и я вижу, что я потерял тебя из виду, и часто Баларама возвращался обратно. So then Krishna would have to submit. И Кришна, он как бы был вынужден тогда подчиниться. And then when he does that, Krishna has to stop looking up at the gopis. И когда он это делал, то получалось так, что Кришна уже переставал смотреть на гопи, ему нужно Out было of fear of Balarama. как бы в страхе перед Баларамой, он переставал бросать взгляды на гопи. So then they would go to their respective cowsheds and their respective houses. И потом все вместе они отправлялись в различные дома, в которые каждый дом мальчики-пастушки, и Кришна и Баларама тоже шли туда, где они живут. They were greeted. The shouts, the bugles of the horns sounded by the children would announce their arrival. И мальчики-пастушки, когда входили обратно в город, то они дудели в свои рожки, и вот этот звук рожков, он объявлял всем жителям, что Кришна и Баларама вернулись. And although each prominent gopi had maidservants in her house. И хотя каждая гопи, она имела какое-то служение, какое-то занятие, да, и они имели служанок в своих, то есть в тех домах, в которых они жили, у каждой гопи были служанки. So their mothers would personally come out with cloths, wet cloths, to wipe the face of the children that were covered with the dust of the cows, to refresh the children. И мамы этих мальчиков-пастушков, которые возвращались, они лично выходили с такой, с полотенцами такими влажными для того, чтобы вытереть лица от пыли тех мальчиков, которые возвращаются. And the mothers were so affectionate that sometimes the boys would always fall at the feet of their mothers and offer respects. But sometimes before the children could even get up, their mothers were grabbing them and wiping their face and shaking their cloth to get all the dust off it. И мальчики-пастушки, когда возвращались, они всегда приносили поклоны своим матерям, но часто еще до того, как они успели поклониться, их мамы, они уже начинали вытирать им лица и поправлять одежду, стряхивать с них пыль. Right. And the boys were saying, Mother, Krishna is so wonderful. He did this today, He did this today? Yeah, he killed this demon. He did this today, И мальчики-пастушки, они с нетерпением начинали рассказывать своим мамам: Мама, Кришна настолько замечателен, он сегодня сделал то-то и то-то. Убил демонов или что-то еще. This way, the residents of Vrindavan heard the news about Krishna's pastimes in the forest, and they would become very happy. И таким образом жители Вриндавана, они как бы из первых уст слышали новости об играх Кришны, о том, что произошло в лесах, и это наполняло их счастьем. Then the mothers would offer their children some sweet water to drink and sweetmeats to chew. И тогда мамы, они после того, как вот так вытирали своих детей, они предлагали им какую-то сладкую воду попить и предлагали сладости, чтобы воду, чтобы попить, освежиться, и сладости предлагали детям. And they're receiving these items outside of the house. They're getting these items outside. They're not even inside their own house. Мальчики, они получали все это еще даже не войдя в дом, то есть во дворе это все происходило. This was just a welcoming. То есть это просто вот встреча, они пришли из леса. But the boys would not go inside the house because we have to tie the cows. We have to make sure the cows are happy. Но и мальчики, они также не заходили в дом до тех пор, пока коровы не были привязаны.
So first they went to the Goshala and they tied their cows. И поэтому, прежде чем зайти в дом, они отправлялись в Гошалу для того, чтобы привязать коров. Then they would give them grass, they would give them water. И потом они давали коровам воду, давали коровам траву. But these calves, many of them were young and they wanted their mother. So then they would be pulling it, and they'd be pulling and pulling and pulling, very eager to get home because they wanted to see their mother. Но, you mean from The calves, the younger calves. Yeah, they're in the Goshala, but even on the way to the Goshala, the calves are always moving faster and pulling because they're very eager to see their mothers, И телята, которых мальчики-пастушки вели домой, эти телята всегда торопили мальчиков. Почему? Потому что они торопились увидеть коров, увидеть своих мам, для того, чтобы мамы их накормили молоком. И эти телята, они все время как бы так поторапливали пастушков. So they're pulling the children along, И они, the calves are pulling the children along. как бы дети, пастушки, они держали коров, но коровы их все время тянули вперед, для того, чтобы быстрее встретиться со своими матерями, коровами. In this way, both the mothers of the calves and the mothers of the boys were full of so much happiness seeing their dependent coming back. То есть телята их тянули вперед. И таким образом, когда они возвращались домой, то и мамы пастушков, они были счастливы увидеть своих детей, и мамы коровы были счастливы увидеть своих телят. In this way, they fed their children. И таким образом и те, и другие, они начинали сразу же кормить своих детей. Now, tomorrow we're going to discuss the rest. А завтра мы расскажем, продолжим, расскажем об оставшемся. There are evening pastimes. О вечерних играх. Just before Krishna eats his lunch, eats his dinner, there's some more pastimes. Есть игры, которые очень подробно описывают, как Господь принимает вечерний просад. Okay, Krishna Balaram ki jai. Okay. There's no Simagriva. Where's Simagriva? Simagriva is supposed to be here to kick us out now. Simagriva Kagda. Good. We'll stay a little bit more. Dama? Вопросы, пожалуйста. Вопрос, приходил ли он реально? Нет, он не присутствовал там. Ну да. Он общался в копе, он виделся с ними, я читала об этом, но они думали, что это их поведение. И вопрос в чем? Вопрос в том, что были ли какие отношения у него с других нас? The question is that вопрос повторить то, что Кришна, мы знаем, что он виделся с Гопи и с жителями Вриндавана на поле Курукшетра, когда после долгой разлуки. И также мы знаем, что Гопи, они испытывали разлуку с Кришной, и часто он, поскольку также мы знаем, что Кришна никогда не покидает Вриндаван, он приходил к ним, но не... То есть они чувствовали, что как будто Кришна приходит к ним во сне, и они испытывали постоянно эту разлуку. И вопрос, были ли такие же отношения у Кришны с преданными в других расах, то есть не с Гопи, а, скажем, с мальчиками-пастушками, приходил ли он к ним, так как Гопи, да? The question is that we know that Krishna left Vrindavan, although he does not live Vrindavan, but he met all Brijabasis and Gopis on Kurukshetra field. That's an 83rd chapter of Bhagavatam. 83rd chapter of Bhagavatam, yeah. And we know that Gopis, they felt such separation
with Krishna that sometimes they felt that they are really meeting Krishna in their consciousness, but still after some time they felt that maybe it was just in a dream. And the question is that did Krishna have such relationship also with coward boys in such a way that he also used to come to see them or in their dreams? Yes. Да, конечно же, Кришна, он точно так же, и как бы вот это чувство разлуки с мальчиками-пастушками, и он также, когда они испытывали эту разлуку, он также приходил к ним, и они это испытывали так же, как гопи. In Prabhupada Bhakti Vishrambha it mentions that at night time Sri Dhamma's resting. Sudama, Sridama, these boys would be resting at night, but as they rest at night, they're dreaming about the playful activities they did with Krishna in the daytime and are eager for the next day. So they do not let the hand of Krishna go even in their sleep, is described. И в Прия Бхакти Расарнаве говорится о том, как вот Шридама и Судама, они ночью засыпают, и они видят, как они как бы участвуют в этих играх Кришны, вместе с ним играют в лесу, и они даже во сне не могут отпустить руку Кришны. Вот они держат Кришну за руку и не могут его отпустить. Just like when the sun is setting, this is when the gopis start to feel some ecstasies that maybe we will see our beloved. Когда солнце садится, то по мере того, как гопи видят этот заход солнца, то они начинают испытывать все большую и большую радость и экстаз, потому что они чувствуют, что приближается то время, когда мы увидим своего возлюбленного Кришну. In the same way, when the sun is rising in the early morning sky in its orange color, that is when the desires of the coward boys become stronger and stronger, because they know now the sun is rising, there are chances there we're going to play with Krishna. И подобным же образом, когда солнце восходит, и оно становится такое уже как бы оранжевое, мальчики-пастушки по мере восхода солнца, они все больше и больше испытывают такой энтузиазм и радость, потому что они видят, что вот сейчас это наш шанс, сейчас мы отправимся на пастбище, мы отправимся в лес вместе с Кришной. This is why when you read in Bhagavad Gita, Prabhasme Shashishoryo, that Krishna is the light of the sun and the light of the moon. So this is how we understand it. И в Бхагавад-гите цитируется этот стих «Прабхасме Шаши Сурья Йох», то есть Кришна, он свет солнца и луны. И мы вот также понимаем, что это имеет отношение к его играм. Either one of these two things, the sun or the moon, increases the desire for Krishna Sangha in either relationship. И солнце, и луна в преданных Господа так как бы усиливают желание общаться с Ним и усиливают разлуку. То есть и разные преданные, они видят солнце или луну, и они как бы думают о Кришне и о встрече с Ним. The purpose of the moon and the purpose of the sun is to herald our good fortune to see Krishna. И в действительности they illuminate Krishna. That is their good fortune. The good fortune of the sun and the moon is that they illuminate Krishna. And they illuminate our desires. So that is their good fortune. И многие преданные думают, что солнце и луна, они удачливы тем, что они освещают игры Господа, и они также пробуждают в нас более сильное желание увидеть Кришну. Amrita. То есть вопрос, вот Махарадж сказал в лекции, что преданные, которые участвуют в играх Господа, они смогли участвовать, потому что накопили вот эту благочестивую деятельность, но вопрос... Вопрос, как можно накопить вот такую деятельность, которая приведет к играм. Как можно накопить эту любовь, да, если, то есть эта любовь, она доступна только во Врадже, и где ее можно накопить? The question is that you said that devotees who take part in Krishna Lila
for some of them, it is a result of their accumulated pious Right, that's activities. the Bhagavatam statements. And the question is that it's love of devotees in mood of Vraja, and how and when they could get this love, how they could accumulate it, because we know that it is available only in Vraja, and they attain Vraja, but previously in what, where and how they could accumulate it. No, because you see, there are two types of association, physically or mentally. So the pastimes of Krishna has always been glorified by great sages and saintly persons throughout the universes. And fortunate persons who are pious have association with those glories. All throughout every, and they reside there mentally. They're physical association and mental association. So as the mental residing in Vrindavan, from any place in the universe, becomes strong, and as the desires increase to associate with Krishna, then it accumulates. Is the meaning of this Manushanam Sahasreshu Kaschid Jatati Siddhaye Yadatam Abhisadhanam Kaschid Mam Viditatata. That's the meaning. В Бхагаватам говорится об этом. И преданные, что они накапливают, они слушают об играх Господа Кришны на протяжении многих, может быть, жизней, потому что разные мудрецы, разные преданные рассказывают об этих играх. И присутствие в этих играх может быть как бы ментальным и может быть физическим. И они не имеют еще возможности присутствовать реально физически в этих играх Господа, но они слушают об этих играх, и они накапливают в себе сильное желание в этих играх присутствовать так вот физически. И вот это то, что они накапливают. Да, они слушают, то есть Махарадж говорит. Like It means they hear about these lilas, Sure. and they accumulate. Да, Sure. да, они слушают об этих играх. Da, in any universe. В любой, в разных вселенных даже они имеют возможность слушать об этих играх. And by hearing that, we increase our piety. И когда мы слушаем об этих играх, то таким образом мы увеличиваем количество как бы своего благочестия. Because Krishna mentions in Gita, Ye yatha mam prapadyante tamstataiva bhajamyaham. As they surrender unto me, I reward them accordingly. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, настолько, насколько они мне предаются, соответственно, я их награждаю в соответствии с этим. So that everything is proportionate. И Reciprocation is proportionate. как бы ответ Кришны и его внимание, оно пропорционально нашей передаче. The faster you surrender, the faster Krishna reciprocates. The slower you surrender, the slower Krishna reciprocates. И чем быстрее мы предаемся, тем быстрее Кришна отвечает нам. И чем медленнее мы предаемся Ему, тем медленнее также со стороны Кришны это But there's движение. no loss. Hearing about Krishna, there's no loss. Но нет никаких потерь. Слушая о Кришне, мы ничего не теряем. It's like race running. Some people run the race and other people crawl. The more progress you're making to the finish line, everybody's happy. We're making some progress to the finish line. Some people reach it first, some people reach it less, but eventually you're expected to cross the finish line. То есть, как вот, например, если мы бежим, то есть какой-то финиш. И кто-то быстрее, кто-то медленнее, но цель достичь этого финиша. И как бы мы достигаем этого, но кто-то быстрее, кто-то медленнее. Our business is to try to get there earlier. И как бы каждый находится на этой дистанции. То есть все равно он достигнет этого финиша. Но наша обязанность позаботиться о том, чтобы побыстрее прийти к этому. Харе Кришна. Матаджи, второй вопрос, да, у вас был? But the problem is that we got to leave now. Look, it's already 33. They have to serve prasadam, and we have to get out of here. Ну, it seems so that Huh? Yeah. То есть тогда сохранить этот вопрос на завтра, Now the only пожалуйста, question сейчас is уже that нужно. tomorrow we're going to have at this particular time. Этот вопрос, он завтра может быть задан, потому что уже о других играх будет завтра.